Обучающее видео, аудио, статьи и книги вы можете бесплатно скачать с нашего сайта mlm24.ru. Итак, дамы и господа, здесь, в Сибири, на сцене ДК «Прогресс» города Новосибирска, величайшая звезда сетевого бизнеса Том Шрайтер. И рядом с ним продюсер, а также бизнес-тренер, а также сегодня человек, который будет на вас доносить информацию на русском языке, Шестаков. So what type of products and services do you sell? Мне интересно, какого типа продукта или сервиса вы продаете? So how many people here represent a really great product or a really great service? Давайте по-другому задаем вопрос. Кто из вас является представителем действительно великолепного продукта или действительно великолепного сервиса? And how many people here have a product or service that sells itself? А кто из вас является представителем продукта или сервиса, который сам себя продает? Then why do they need us? Тогда зачем мы здесь вообще нужны сегодня? You see, here's the problem. Видите, в чем проблема? It takes people to sell products and services. Для того, чтобы продавать продукты или сервисы, требуется один ингредиент – люди. Very few companies have a vitamin that does this. Слишком небольшое количество компаний обладают такими витаминами, которые делают вот что. The bottle of vitamin wakes up in the morning. The bottle of vitamins wake up in the morning. Баночка с витаминами просыпается с позаранку, с утра. Puts on a coat and tie. Одевает на себя пиджак и галстук. Walks out into the street and sells itself. Выходит на улицу и начинает себя продавать. They need people to sell products. Этим витаминам необходимы люди для того, чтобы их продавать. And that's why it's called network marketing. Именно поэтому эта штука так и называется сетевой маркетинг. So, you're probably not really in the product or service business, you're probably in the people business. Знаете, очень может быть, что на самом деле вы не занимаетесь бизнесом по продвижению продуктов или сервисов. На самом деле вы занимаетесь бизнесом по продвижению людей. People move products and services. Люди продвигают продукты и сервисы. But you are leaders. Но вы лидеры. You move people. Вы двигаете людей. So the skills that you need to learn is how to move people. Поэтому смотрите, на самом деле навыки, которые вам необходимо узнать и выучить, это как двигать людей. So would it be okay if we spend all of our time learning how to move people? Поэтому я бы хочу ваше разрешение спросить, вы не возражаете, если мы большую часть нашего времени потратим как раз на разговор о том, как двигать людей? Let's go to work. Давайте займемся тогда делом. So you're giving a presentation. Давайте представим, что вы проводите презентацию. Your prospects are listening to you. И ваши потенциальные клиенты слушают вас внимательно. And they desperately need your product or service. И вы начинаете в какой-то момент понимать, что им просто необходимы ваши продукты или ваш сервис. Sounds good. Звучит неплохо, да? And they desperately need more money. Им просто необходимо еще и дополнительные деньги. Sounds good. Звучит классно, да? And you just happen to be there doing this. И вот так вот звезды сошлись, что вы вот как раз в настоящий момент вот именно это все и предлагаете. You're offering your product. Вы им предлагаете продукцию. And you're offering more money. И вы им предлагаете больше денег. How many people here think that sounds pretty good? Кто, вот поднимите руки те, кто думает, что звучит все это здорово, замечательно. The prospect desperately needs your product or service and desperately needs more money. То есть ситуация. Перед вами потенциальный клиент, которому просто необходим ваш продукт или ваш сервис, ему просто необходимы дополнительные деньги. You're there.
You're there offering your product or service, you're offering more money. Вы предлагаете ваш продукт или ваш сервис, вы предлагаете больше денег. And at the end of the presentation, the prospect says this. И вот вы проводите вашу презентацию, и вот подходите к концу, и в самом конце вашей презентации ваш собеседник говорит вам: No. нет. So what's that about? В чем дело? They desperately want your product or service, they desperately want more money. Мы же только что выяснили, что им необходим ваш продукт, им необходимы дополнительные деньги. Ну, все ясно вроде бы. You're offering your product or service, you're offering more money. Вы именно это им предлагаете, вы предлагаете продукцию, вы предлагаете деньги. And they say no. И они при всем при этом говорят вам нет. That sounds very, very strange. Звучит очень странно. So how many people here have ever had that happen to you? Кто из вас хотя бы раз в жизни вот нечто это странность это ощутил на себе? Does it seem strange to you? Вам вообще не странна вся эта ситуация? Well, if we could fix that problem today, Как вы думаете, если бы мы смогли исправить эту ситуацию, исправить эту проблему сегодня, how many people here think you'd make a lot more money? как вы думаете, кто из вас был бы в состоянии зарабатывать больше? So let's go to work. Ну, тогда давайте поработаем как следует. Here's the reason they don't understand. Смотрите, вот в чем причина, почему они вас не понимают. You see, when we first get started in network marketing, Дело в том, что вот когда мы впервые начинаем заниматься сетевым маркетингом, our sponsor tells us lots and lots of things. наш спонсор нам рассказывает, говорит огромное количество разных вещей. Do you think everything your sponsor tells you is true? И вы, как вы думаете, все, что говорит ваш спонсор, это правда? Or maybe the sponsor is just repeating something else they heard. Очень может быть, что ваш спонсор просто повторяет что-то, что он слышал до того. When I got started, here's what happened. Вот когда я просто расскажу, когда я начал заниматься этим бизнесом, вот что произошло. I desperately wanted to invite lots and lots of people to the meeting. Я просто очень хотел приглашать большое количество новых людей на встречи. Nobody would come. Но никто почему-то не приходил. I worked for 1 year and 10 months and nobody joined. Я проработал 1 год и 10 месяцев, и ко мне так никто и не присоединился, так никто и не вступил. And nobody became a customer. И никто не согласился быть моим клиентом. So after 1 year and 10 months, I had total failure. Вот представьте, год и 10 месяцев мне сопутствовали полнейшие неудачи. Я был неудачником год и 10 месяцев. How many people here think that's pretty bad? Кто из вас думает, что я не очень хорошо начал свою карьеру в сетевом маркетинге? So I'm desperate. I want to get some people to the meeting. Вот смотрите, я в такой ситуации нахожусь. Я просто очень страстно хочу, чтобы на мои встречи приходили люди. So I asked my sponsor for help. Я, очевидно, что я сделал. Я спросил своего спонсора о помощи. I said, sponsor, please tell me exactly what to say and exactly what to do to get people to come to the meetings. Я сказал, спонсор, скажи мне, пожалуйста, в точности, что мне нужно делать и что мне нужно говорить для того, чтобы завлечь людей на мои встречи. And my sponsor told me, just be yourself. И мне спонсор сказал следующую фразу: просто будь собой. So I went out. Вот я вышел. I was myself. Я решил быть самим собой. And nobody came. И так никто и не пришел на мою презентацию. So I went back to my sponsor and I said, please sponsor, tell me exactly what to say and do. Я вернулся к своему спонсору, повторил свой вопрос: скажи мне, пожалуйста, в точности, что мне нужно говорить и что мне нужно делать. And he said, just get a better attitude. Я мне сказал: знаешь, тебе не хватает, наверное, позитивного настроя. So I went out there and I had a great attitude. И я вернулся в мир с позитивным настроем. And you know what? Вы знаете что? Nobody came. Никто так и не пришел на презентацию. But I felt better about it. Но в этот раз, по крайней мере, я лучше себя чувствовал по отношению к этой проблеме. Да? So I went back to my sponsor and said, hey, I'm desperate. Вот я вернулся к своему спонсору и говорю: послушай меня, я в отчаянии. Please tell me exactly what to say. I need to get some people to come to the meeting. Пожалуйста, скажи мне теперь вот в точности, что мне нужно говорить. Мне необходимо, чтобы люди приходили на мои презентации. He said, set some goals. И он мне сказал: поставь для себя цели.
How many people here have ever set goals? Кто из вас хоть раз в жизни ставил перед собой цели? Well, I set some goals. Ну, я поставил перед собой цели. I had charts and pictures of what people would look like if they were to come to meetings. Я даже нарисовал несколько картинок людей, как они будут выглядеть, когда они будут приходить на мою презентацию. And nobody came. И никто не пришел. My sponsor told me to be more motivated. Мне спонсор сказал, ну тебе надо быть более мотивированным. He told me to be more positive. Он мне сказал, тебе нужно быть более позитивным. He told me to have a stronger belief in my business. Он мне сказал, что тебе нужно больше верить в наш бизнес. And nobody came. И никто не пришел. So why do you think my sponsor never told me exactly what to say and exactly what to do? Вот теперь, по вашему мнению, как вы думаете, почему за все это время мой спонсор мне так ни разу не сказал в точности, что нужно делать, и в точности, что нужно говорить? Yeah, he had no idea. Потому что у него самого понятия он не имел. And when the sponsor has no idea, И когда у спонсора вообще нет понятия they just make stuff up. о том, что нужно говорить и делать, они начинают придумывать разные глупости. How many people ever heard this before? Кто из вас хоть раз в жизни, до сегодняшнего дня слышал такую фразу? Just go out and get 100 no's. Просто выйди и получи 100 ответов «нет». Now, isn't that stupid? Как вы думаете, как это звучит? По-моему, звучит глупо, а? I mean, if 3 no's hurt, why would we want 97 more? 3 раза, если вам говорят «нет», это уже достаточно больно. Зачем желать, чтобы вам еще 97 раз кто-то сказал «нет»? So that's another example of sponsors just making stuff up. Это просто еще один из примеров того, что выдумывают наши спонсоры. Now, wouldn't it be better to learn how to get a whole bunch of yeses instead of just getting more no's? Ну как вы думаете, может быть, вы бы себя лучше чувствовали, если бы вы получили несколько ответов «да» вместо нескольких ответов «нет»? And that's the problem in network marketing. Вот вы знаете, вот к чему мы сейчас подошли? Мы сейчас подошли к основной проблеме в сетевом маркетинге. People spend lots of time working on their attitude. Люди тратят слишком много времени, работая, совершенствуя свое отношение. They become positive and smile a lot. Они очень много улыбаются, они становятся позитивными. They set goals that they will never achieve. Они ставят перед собой цели, которые они никогда не достигнут в жизни. They're really motivated even though they're failing. Они очень-очень сильно мотивированы, даже в тот момент, когда они знают, что они полнейшая неудача. But do you know what I was really missing in network marketing? Но вы знаете, чего мне на самом деле не хватало в сетевом маркетинге? Something called skills. Одной штуки, которая обычно называется навык. Knowing exactly what to say and exactly what to do. А навык – это знание в точности, что нужно говорить, и в точности, что нужно делать. And if you have skills, you can do this business. Если у вас есть навык, вы можете делать этот бизнес. You don't have to have goals, you don't have to be motivated, you don't have to be positive. Вам не нужны какие-то дополнительные цели, вам не нужно быть более позитивным или мотивированным. If you have skills, you can get the job done. Если у вас есть навык, то вы работу выполняете. In fact, if you have skills, you can even do this business if you're quiet and shy. И даже если быть до конца честным, если у вас есть навык, вы в состоянии делать этот бизнес, даже если вы от природы тихий и застенчивый человек. And that's good news for all the shy people here today. И это очень хорошие новости для всех застенчивых людей, которые сегодня сидят здесь. How many shy people do we have here today? Сколько здесь застенчивых людей в зале сидит? Вы можете понять? That's pretty good. They normally don't raise their Здорово, hands. обычно они не поднимают руки застенчивые. But if you have skills, then all those other things will work. Но если у вас появляется навыки, то все эти вещи, о которых мы говорили до того, начинают работать. If you have skills, then you can set goals, and you can actually achieve the goals. Как только у вас появляется навык, вы тогда уже можете ставить цели, и эти цели начинают достигаться. So let me give you an example of skills. Давайте я вам дам пример, что такое навык. How many people here know how to drive an automobile? Кто из вас знает, как нужно водить машину? Умеет водить машину?
Alright, so let's say that I did not know how to drive an automobile. Давайте представим, что я не знаю, как водить машину, не умею этого делать. I've never seen one before. Я даже машину раньше в жизни не видел ни разу. I didn't study it in school. Я не изучал, но как-то пропустил мимо ушей это в школе. My parents didn't tell me about automobiles. Мне родители ни разу в жизни не рассказали ничего об автомобилях. You take me outside and say, hey, big Al. Вот вы меня выводите из этого зала и говорите: о, большой Эл, There's an automobile. Go drive it. смотри, вот автомобиль перед тобой, садись, поведешь его. And you give me a key. И вы мне протягиваете ключ. And I say, what's the key for? И я вам первое, что говорю: а зачем ключ? How many people want to ride in that car with me? Кто бы хотел со мной прокатиться в этой машине? So I walk up to the car, Вот я подхожу к этой машине, and I notice there's a steering wheel, and I wonder, what's that for? я замечаю, что в этой машине есть руль. И у меня появляется немой вопрос: а для чего это? There's pedals on the floor. What are they for? Из пола торчат какие-то педали. Для чего они? But there's a lot of cars driving around here, notice the bears. Но при этом я замечаю, что вокруг меня, по всему Новосибирску, ездит огромное количество машин. But sure, I'll just go drive it. А я говорю себе: просто сяду и поеду. I have a pretty good attitude about У this. меня же отношение такое хорошее. Я чувствую, что все получится. I feel pretty positive about it. И вообще, я очень позитивно вообще себя чувствую по отношению к этому. I'm motivated. И вообще, я очень мотивирован это сделать. I've set my goals. И вообще, я же цель поставил перед собой. So how successful do you think I'm going to be? Как вы думаете, насколько успешной будет вот эта поездка? It's going to be ugly. Это будет уродливо. Nothing's going to work unless I learn the skill of driving that automobile. Вот ничего из этих вещей перечисленных не будет работать до тех пор, пока я не научусь навыку вождения автомобиля. Now, once I learn the skill of driving, then attitude and being positive will be a lot of help. Вот как только я научусь этому навыку водить машину, то тогда вот все эти вещи по поводу моего отношения, настроя, там, позитивного настроя и так далее, они действительно мне будут помогать. Now, how many people here studied network marketing in school? Кто из вас, сидящих в зале, поднимите руки, те люди, которые изучали такую науку, как сетевой маркетинг в школе? How many people here were taught network marketing by your parents? Кого из вас учили сетевому маркетингу ваши родители? How many learned network marketing in school? Кто из вас изучал сетевой маркетинг в школе? Not at your job, nowhere. Видите, нигде, ни в школе, ни на работе мы этого не учили. So the first time you saw network marketing was at that meeting, wasn't it? То есть получается, что впервые вы узнали о сетевом маркетинге на одной первой встрече, не правда ли? So you signed up for network marketing. Вы подписались, вы решили попытаться. How many skills did you have? Сколько навыков у вас на тот момент было? 0. 0. But you probably had a pretty good attitude. Но отношение-то у вас было неплохое, правда? I bet you're positive. Я могу поспорить, что вы очень были позитивны на тот You're момент. motivated. Мотивированы. You set some goals. Вы поставили перед собой цели. You have a strong belief in the business. Вы очень были уверены, у вас была очень большая уверенность в этом бизнесе. But unless you get a couple skills, you're going to crash and burn. Но до тех пор, пока вы не начали приобретать какие-то навыки, вас постоянно постигали неудачи. So, how many people here are convinced that skills make the difference? Вот кого я сейчас сумел все-таки переубедить, что навык на самом деле очень важен? That's what most of us are missing when we first start. Вот это именно то, что мы, как правило, пропускаем, вот как только начинаем впервые заниматься. Our sponsor gives us his key to the car, Что происходит на самом деле? Спонсор нам протягивает вот этот ключ от автомобиля, and we have no idea what to do. и мы в этот момент понятия не имеем, что с этим ключом делать. So let's go back to the problem of our prospects saying no. Давайте теперь отмотаем немножко назад и рассмотрим, что таится вот в этой проблеме, когда наш потенциальный клиент нам говорит «нет». Remember, they wanted our product or service. Мы помним, да, мы вспоминаем, что наш продукт или наш сервис они действительно хотят.
They want more money. Они действительно хотят больше денег. We offer a product or service. We offer more money. Именно это им предложили. Мы предложили наш продукт и сервис, мы предложили им деньги. And they still told us no. И они после всего этого нам все равно сказали нет. Do you know why they said no? Вы знаете, почему они сказали нет? Because they didn't understand us. Потому что они просто нас не поняли. That's the only possible explanation. Вот это единственное возможное объяснение, которое есть. To our prospects, we were speaking a completely different foreign language. Дело в том, что в тот момент мы говорили, по мнению нашего потенциального клиента, с ним на каком-то тарабарском или полностью незнакомом иностранном языке. We explained our product and opportunity. Мы объясняли им о нашем вещи, о нашей продукции, о нашем продукте или нашей возможности. But because they didn't understand us, they said no. Но из-за того, что в какой-то момент они нас просто не поняли, они нам сказали нет. So the problem is we need to learn the skill of speaking to the prospect in a way they understand То it. есть на самом деле проблема, по большому счету, заключается в том, как рассказать, как говорить с нашим потенциальным клиентом, причем так, чтобы он нас понимал. So we're going to learn today the secret language of prospects. Вот сегодняшний день мы посвятим тому, что мы будем изучать секретный язык потенциальных клиентов. That instantly goes to their mind. Это такой язык, который очень легко проникает к ним в разум. And instantly goes to their heart. И через этот разум мгновенно оказывается в сердцах. So we can just say 4 or 5 sentences. Вот идея заключается в том, чтобы мы после этого, получив этот навык, могли сказать 4 или 5 слов или предложений, And they will instantly want to come to the opportunity meeting. после которых они бы сразу захотели прийти на встречу по предоставлению возможности. Or we can say just 4 or 5 sentences. Или же мы проговорили 4-5 предложений, And they'll want to join our opportunity before they even hear the name of the company. и они уже согласны были бы вообще вступить в нашу компанию, подписаться, еще не расслышав даже название этой компании. So how many people here would like to learn that secret language? Кто бы из вас хотел этим навыком обладать? Выучить секретный язык. Would that make your business easier? Этот язык сделал бы ваш бизнес легче. How many people here have been trying to do your business without that secret language? Кто из вас пытался вести свой бизнес без знания этого секретного языка? And that's ugly. Вроде бы, да? So let's learn the secret language. Ну давайте так, выучим этот секретный язык. Now the secret language is easy. На самом деле секретный язык, он очень простой. I can teach the secret language in a few minutes. Секретный язык я вам могу преподать вот все, что известно о нем в течение 2 минут. That's not the real skill. На самом деле навык, который кроется, совсем другой. The real skill is figuring out which secret language the prospect understands. Настоящим навыком является способность разобраться, какой из секретных языков понимает ваш потенциальный клиент. That's the skill. That's the harder part. Вот это самая сложная вещь. Вот это и есть тот самый навык. Now, prospects understand about 4 different secret languages. Поймите, что все потенциальные клиенты понимают 4 совершенно отличных друг от друга секретных языка. We'll learn all 4 different secret languages today. И сегодня эти 4 секретных языка вы все узнаете и выучите. All you have to do is figure out which secret language they understand. Но вашей задачей будет разобраться, попытаться понять, какой из 4 этих секретных языков понимает ваш потенциальный клиент. Speak to them in that secret language and you're done. Начать говорить с вашим клиентом на этом секретном языке, и все, ваша работа закончена. So you ready to get started? Готовы теперь? You're going to need a blank sheet of paper. Сейчас я хочу, чтобы вы выделили чистый лист бумаги, Piece of paper with nothing written on it. на котором ничего еще пока не написано. If you don't have one, borrow one from your neighbor. Если у вас нет чистого листа бумаги, одолжите у вашего соседа. And I'm going to ask you to draw a line right down the middle of the page, top to bottom. Я хочу, чтобы вы сейчас нарисовали, начертили линию
ровно посередине, сверху донизу. Разделили эту страницу пополам. And then a second line, left to right, right across the middle. И вторую линию начертите горизонтальную, ровно посередине страницы. Now you should have 4 boxes on your piece of paper. У вас должно получиться 4 квадрата, таких симпатичных квадрата, прямоугольника на вашем листе бумаги. And these represent the 4 different types of people. Вот эти 4 прямоугольника или квадрата на самом деле представляют 4 различных типа людей. Now, before I describe the 4 types of people, I have to make a couple disclaimers. Еще парочка вещей, предупреждений. Да, перед тем, как я начну вам описывать эти типологии, эти типы людей, я должен кое о чем вас предупредить. Number 1. Во-первых, when I describe these different types of people, you are going to find out that you fall into one of these 4 types. когда я буду описывать каждый из этих типов людей, вы для себя с удивлением обнаружите, что вы подпадаете под один из этих типов. Now, I don't know which of the 4 boxes you will fall into. Я не знаю, в какой из этих квадратов вы попадете, but all the different types of people have good points and bad points. Но во всех этих типах личности существуют положительные черты и отрицательные черты. But for today, you will only have the good Но points. если вы попали в какой-то квадрат, да, то предупреждение. На сегодняшний день давайте договоримся, что вам принадлежат только положительные черты. You'll have none of the bad У points. вас не будет вообще никаких отрицательных черт, хорошо? I don't want anybody mad at us, run us over afterwards. Я не хочу, чтобы кто-то на нас разозлился и подкарауливал нас у выхода, да, потом вечером. I know you'll be saying, I'm just learning how to drive. Да, я, конечно, я понимаю, что вы при этом будете говорить, я все равно учусь просто водить машину там пока, да? So you'll only have the good points. Итак, договорились, у вас только положительные черты, если вы попадаете в квадрат, да? Now, this is not a professional psychology course. Еще один очень важный момент. Это то, что я сейчас преподаю вам, это не профессиональный курс психологии. So we're going to take a lot of shortcuts. Поэтому мы будем срезать немножечко углы. Эти углы мы будем срезать достаточно часто. It may not be totally scientifically accurate. Очень даже может быть, что все, о чем я буду говорить, не на 100% является точным до конца, с научной точки зрения. We're just using a little part of the science to learn this. Но то, что мы будем делать, это использовать небольшую часть науки для того, чтобы научиться кое-чему. What kind of person am I talking to and what language should I use? Научиться навыку, который позволит нам ответить на вопрос, с каким типом людей я сейчас столкнулся, и на каком языке с этим типом нужно разговаривать. So we're not going to do any psychological counseling. Поэтому мы не будем заниматься, после того, как вы все это узнаете или приобретете этот навык, мы не будем снимать кабинеты и заниматься психологическими консультациями. So if you are a professional psychologist, И если в зале сидит профессиональный психолог, we're not here to take away your work. то поверьте, мы здесь не для того, чтобы забрать вашу работу, We want to know just enough so we know what language to talk. чтобы отобрать у вас хлеб. Нам необходимо просто знать немножечко для того, чтобы просто понять, с кем мы имеем дело. And finally, the last disclaimer. И, наконец, еще одно предупреждение, последнее. I'm going to use lots of exaggeration. Я в своей речи буду использовать огромное количество преувеличений. Because if I exaggerate, it will be easier to remember. Потому что если я буду преувеличивать, вам станет легче запоминать. You'll be able to look at somebody and instantly know what personality they have. У вас появится такая возможность. Вы сможете посмотреть на какого-то человека и мгновенно понять, с каким типом людей вы имеете дело сейчас. So not everybody's going to have all these exaggerated characteristics. Поэтому что я имею в виду? Не все люди на свете будут обладать вот этими преувеличенными характеристиками. It's just a guideline so we know how to talk to Это, people. скажем так, маячки. Такие маяки, огни, при помощи которых мы можем идти и видеть направление и понимать, с кем мы разговариваем. Let me tell you about the yellow personality, the yellow type of person. Давайте я вам расскажу немножко о желтых вообще. Что это за тип личности? Кто такие желтые? These people will do more for other people than they will for themselves. Эти люди готовы делать больше для других людей, чем для себя.
sort of like a mother. Это как мама. These people are professional helpers. Это профессиональные помощники. They love to help other people. Они просто обожают помогать другим людям. And because they are so helpful, И благодаря тому, что они настолько хорошо умеют помогать, because they are so pleasant, из-за того, что они такие милые, everybody loves them. абсолютно все их любят. The yellow personality, these are the most pleasant people in the world. Желтые, они это одни из самых наиболее приятных людей на свете. Now I have a picture in my mind of what a yellow personality might look like. Вот у меня есть такая ассоциация в моей голове, как желтый мог бы выглядеть. I'm thinking of a 50-year-old grandmother. Я представляю себе 50-летнюю женщину, Long hippie dress, одетую в такое очень платье, такое куча цветочков, оно очень цветное, все такое платье. flowers in her hair, У нее вплетены заколки с цветами в волосах. serving cookies to the grandchildren. И чем она занимается? Она печет печенье, и только оно остывает, сразу его подает детям. While singing Kumbaya. При этом, когда она подает это печенье, она обязательно что-то напевает. Это может быть какой-то христианский гимн, там, или какая-то песенка. And that's the picture in my mind of a yellow personality. Так я для себя представляю человека, желтую личность. Nice people who love helping other people. Это приятные люди, которые обожают помогать другим людям. How many people know somebody like that? Кто из вас знаком хоть с кем-то, вот, похожим, подпадающим под эту характеристику? Those people are easy to spot. Вот этих людей на самом деле очень легко распознать и выявить. You might find them doing things like fundraising for charitable causes. Вы их можете всегда найти, вот, например, они собирают деньги для каких-то благих дел. Там. Or maybe they're a kindergarten school teacher. Может быть, Young kids. это люди, которые обожают детей, и они являются учителями в детском саду, воспитателями. Maybe they're in nursing. Может быть, они занимаются, они работают в больнице, они медсестры или медбратья. Or a minister, or a psychologist. Или, может быть, это миссионеры, может быть, пастыри, может быть, психологи. They care about people and just want to help them. Они на самом деле, люди их волнуют, они заботятся о людях, и они хотят им помогать. I was in Australia last year, В прошлом году я был в Австралии. and during the break, this lady comes up to И me. во время перерыва ко мне подходит одна женщина. She says, "Oh, have a seat. И мне сразу говорит: ой, присядьте, пожалуйста. Here's a cup of hot tea. Я вам приготовила чашечку горячего чая. Here's some cookies. И печенье на всякий случай прихватила. Can I get you anything else?" Я могу вообще еще как-нибудь о вас позаботиться, что-нибудь еще вам принести? So I said, "So what color do you think you are?" Я ей сказал: ну как вы думаете, какого же вы цвета? She says, "Well, I think I'm yellow. Она говорит: я думаю, я желтая. If it's okay with you." Если, конечно, вы не возражаете. The yellows are always trying to be helpful and pleasing. Желтые, они всегда хотят, они хотят помогать, и они не идут на конфликт. Now, yellows are professional huggers. Желтые еще, к тому же, ко всему прочему, являются профессиональными обнимальщиками. They love to hug people. Они просто обожают обнимать людей. I bet you have a cousin or an aunt that might do something like this. Я могу поспорить, что у вас есть тетя или дядя, которые просто обожают делать следующее. When they meet a stranger, they give the stranger a big hug. Как только она встречается с полным незнакомцем, первым делом она обнимает этого незнакомца, так долго заключает с ним объятия. And the stranger says this. И через некоторое время незнакомец говорит такую странную фразу: "Oh, I feel like I've known you all my life. у меня такое ощущение, что я тебя знаю всю мою жизнь. Here's all my money." Вот все мои деньги забирай. Everybody loves and trusts the yellows. Все обожают желтых и все доверяют желтым. Now you know you met a yellow because they gave you a big hug. Вы узнаете, что вы столкнулись с желтым в вашей жизни, как только объятие разомкнет. And the next day,
they send you a thank you card in the mail. А на следующий день вы откроете ваш почтовый ящик, и там будет лежать открытка, на которой будет написано «Спасибо». And the card says, thank you for being my friend. Спасибо тебе за то, что ты мой друг. And when they sign the card with their name, И желтые еще делают такую странную штуку, когда они подписывают эту открытку, пишут там свое имя. they don't put a little dot over the I. Oh no. Они ни в коем случае не ставят точку под восклицательным знаком. Нет. They put a little heart over the I. Вместо точки вы там увидите такой стилизованный цветочек. Little smiley faces, Или там будет кружок с улыбочкой, да? little stickers. Может быть, небольшая наклейка. But they're just pleasant people. Они просто приятные люди. Now, if you have a yellow person on your team, У вас в вашей команде уже наверняка есть желтые. they are not interested in the money. Если они у вас есть, то вы должны понять одну вещь. Им не интересны деньги, по большому счету. They're not interested in the compensation plan. Их не интересует, какой у вас там маркетинг-план в компании. What are they interested in? Как вы думаете, что их интересует в первую очередь? Helping people. Помогать людям. They want to know how your product or service will help more people. Они хотят знать, как ваш продукт или ваш сервис способен помогать большему количеству людей. Or maybe how the part-time income can help them with their budget. Или, может быть, как вот этот дополнительный заработок может им помочь в планировании семейного бюджета. They never worry about their bonus check. Они, по большому счету, никогда не волнуются по поводу своего там чека. They just want to help people. Они просто хотят помогать. And they make great leaders. И они превращаются в великих лидеров. Now, they don't lead by standing up in front of the room and say, you do this, this, and Вы this. должны понять, что они не ведут людей за собой, они не выходят вперед, в переднюю часть комнаты и начинают раздавать указания. Ты это делаешь, ты это делаешь, ты это делаешь. You normally don't see yellows in the front of the room. Как правило, желтых в передней части зала, впереди вы никогда не увидите. They're usually in the back of the room. Они, как правило, садятся в дальнем углу, в конце. They're doing registration, Это люди, которые занимаются регистрацией. putting out extra chairs, Это люди, которые вам приносят дополнительные стулья. helping with the meeting, Это люди, которые помогают вам вести встречу. because they love to be part of a team, they love to help. И они это делают только потому, что они любят идею, что они являются частью команды, им нравится идея помогать людям. But that doesn't mean they're not good leaders. Но это совершенно не значит, что они не являются хорошими лидерами. They lead with their own personal integrity, Они ведут за собой, благодаря своей личной целостности, their honesty, their passion, своей честности, своей страсти. and people are attracted to them. А люди, они очень привлекаются к этим качествам, они притягиваются к ним. How many people here know who Mother Teresa was? Кто из вас знает, кем была мать Тереза? She was a nun in India that helped poor people. Она была монахиней в Индии, которая занималась тем, что она помогала людям. Was she a great leader? Она была великим лидером. Yeah, she was a terrific leader. Она была великолепным лидером. But she never once stood in front of a group and said, you do this, you do this, you do Но this. за всю жизнь ни разу никто не видел, чтобы она стояла перед группой людей и раздавала указания. Ты делаешь это, ты делаешь это, ты делаешь это. So if you have a yellow leader on your team, Поэтому просто посмотрите, обратите внимание, если в вашей команде есть желтый, people will be attracted to them because of their sincerity. люди будут привлекаться, притягиваться к ним благодаря вот их искренности. They will never worry about their bonus check. Они никогда не будут волноваться о своем бонус-чеке. And their only concern is helping other people. Их единственная забота будет помощь другим людям. How many people here would love to have a yellow leader on your team? Кто из вас был бы не прочь, чтобы в вашей команде был желтый лидер? It would be great. Было бы здорово. You say, well, if all the colors have good parts and bad parts, what could possibly be the bad part of yellow? Сейчас наверняка кто-то из вас думает, вот, я сказал, что у всех цветов есть положительные черты и отрицательные черты. Вот. Положительных мы в желтых увидели много. Какие могут быть отрицательные желтых? Well, the yellows don't like forcing their opinions on other people. Желтые терпеть не могут навязывать свое мнение другим людям.
So a lot of people think, oh, they just can't make up their mind. И очень многие люди думают, что он просто нерешительный, не может решиться. But they just don't like forcing their opinions on you. Дело в том, что они всего-навсего не любят навязывать свое мнение. So you get 12 yellows in a room. Например, если вы собираете 12 желтых в какой-то комнате, They're having a meeting. вот эти желтые проводят там встречу, они встречаются друг с другом. One yellow says this. В какой-то момент один из желтых говорит следующую фразу. It's time for lunch. Пришло время обеда. The next yellow says, where should we eat? Следующий желтый говорит, а где мы будем кушать? The next yellow says, I don't know, I'll eat where you like to eat. Следующий говорит, я не знаю, я поем там, где вы захотите поесть. The next yellow says, I'll eat where everybody else agrees to eat. Следующий желтый говорит, я буду есть там, где согласятся все остальные кушать. The next yellow says, well, maybe we should form a committee, but we're not authorized to do a committee. Но следующий желтый говорит, может быть, нам нужно провести голосование, но нам же никто не дал полномочий голосовать. The 12 yellows are going to starve. 12 желтых умрут в голоде. Nobody's going to commit and say which place they would like to go eat. Никто так и не встанет, никто так и не возьмет там инициативу в свои руки и не скажет, так, пойдем туда, будем есть там. But everybody loves the yellow. Но при всем при этом все обожают желтых. How many people here know somebody in your life that's pretty yellow? Кто из вас знает достаточно желтого хотя бы одного человека в вашей жизни? They're easy to see. Вы видели, их легко распознать. Now, if this room was set up as a banquet, Вот еще один момент. Допустим, представим, что эта комната, вы сейчас сидите вот не так вот рядами, да, а мы находимся на банкете. big round tables, chairs around. Вот представьте, что вы сидите за круглыми столами, вокруг этих столов стулья, A yellow walks into the room, и в этот банкетный зал заходит один желтый. looks around at all the tables. Осматривает все столики. Which table will the yellow sit at? Как вы думаете, за какой столик сядет желтый? The yellow's going to find the table that has only one person sitting at it. Желтый найдет столик, за которым сидит всего один человек. They're going to sit next to that person, То есть сядет обязательно рядом на соседний стул с этим человеком, put their arm around that person, положит руку ему на плечо and say, you need a и friend. скажет, тебе нужен друг. So, I've only described one color so far, Итак, смотрите, я описал только пока один цвет. but most people have one color that's brighter than all the rest. Вы должны понять, что у большинства людей существует доминантный цвет, который ярче всего светится у них в жизни. Most people have one color that's more dominant than all У the rest. большинства людей есть один цвет, который доминирующий, чем все остальные. So I'm going to ask you this question. И я хочу задать вам вопрос. I know a lot of you haven't heard the other three colors. Я, конечно, понимаю, что вы еще не слышали, какие еще три цвета бывают. But how many people here think this? Но кто из вас, вот сейчас, вот, прослушав меня, начал думать следующее? That maybe, just maybe, you might be a yellow personality. Может быть, ну очень может быть, я желтый. How many yellows we have? Raise your hand real high. Желтых у нас в зале. Поднимите, пожалуйста, руку желтые. Hold your hands way up. Очень высоко, пожалуйста, поднимите. Now look at all the people with their hands up. Ребят, посмотрите все теперь вот на эти руки. These are people that everybody loves. Вот это люди, которых все любят. So during the break, Поэтому во время перерыва ask them for a loan. попросите у них денег. Well, are you ready to learn another color? Еще один цвет хотите выучить? In the top right-hand corner, В верхнем правом углу write the color blue. напишите цвет синий. Now the blue is the easiest color to describe. Синих легче всего описать. Из всех цветов самое простое описание. You can describe the blues with just one word. Даже синих можно описать всего одним словом. Party. Вечеринка. Blues love the party. Они обожают веселье, они обожают вечеринки.
Blues love to have fun. Синие просто обожают получать удовольствие и веселье. Blues like adventure. Синие обожают приключения. They like travel. Им нравится путешествовать. They like trying new things. Им нравится испытывать, пробовать новые вещи. And most importantly, Но, что самое важное, blues love meeting new people. синие обожают встречать новых людей. Because everybody they meet is their instant friend. Потому что тут такой механизм работает. Кого бы они ни встретили, этот человек становится их мгновенным другом. They have never been a stranger. Они еще никогда в жизни не встретили незнакомцев. Everybody they meet, they'll just start talking to. Абсолютно любой человек, с кем встречается синий, с ним он сразу начинает разговаривать. Now, would that be important to your business? Как вы думаете, вот это качество, оно было бы важным для вашего бизнеса? The blues will bring the most people to the opportunity meetings. Факт заключается в следующем. Синие приводят самое большое количество новых людей на ваши встречи по предоставлению возможностей. They'll get the most people to join. Они приводят самое большое количество людей, которые вступают. They'll bring the most people to your meetings and conventions. Они больше всех приведут людей на ваши встречи, на ваши конвенции. So the blues are fun to have in your business. Поэтому синих очень хорошо держать в вашем бизнесе. Это здорово. And blues are the easiest of all the colors to recognize. И синих легче всего из всех цветов, которые вообще есть, распознать. Because the blues are always talking. Потому что синие всегда говорят. Они говорят постоянно. They talk from a moment they wake up in the mornings, Они просыпаются с утра, начинают говорить, all the way through lunch. говорят до обеда. If there's a small gap in the conversation, they just fill it up with words, don't have to mean anything. Если в разговоре появляется хоть небольшая пауза, они тут же ее заполняют словами. Эти слова не обязаны что-то значить. They talk in the evening. Они говорят до самого вечера. They probably even talk in their sleep. И даже во сне говорят, что они говорят. The blues talk and talk and talk Синие and talk. говорят, и говорят, и говорят, и говорят. How many people here know somebody that talks a lot? Кто из вас знаком хоть с одним человеком, который много говорит? Well, if somebody talks a lot, there's a good chance they might be a blue. Если этот человек много говорит, то есть шанс, что это все-таки синий. So I have a friend named Michael. У меня есть друг, его зовут Майкл. Michael talks a lot. Майкл очень много говорит. When we go out recruiting together, Когда мы идем спонсировать вместе, I drive, я веду машину, he talks. он говорит. He answers his own questions. Что интересно, он отвечает на свои собственные вопросы. Now when he drives, it's different. Когда он за рулем машины, ситуация немножко другая. He still does all the talking. Только поверьте, он продолжает говорить, он говорит. But blues consider rules of the road only a suggestion. Но у синих есть такая особенность. Они считают, что правила дорожного движения – это всего лишь рекомендация. So they believe in adventure and fun. Они верят в приключения и в веселье. When Michael calls me at home, Когда мне звонит Майкл по телефону, I pick up the phone and say, "Hello, Michael." я поднимаю трубку телефона и говорю: «О, привет, Майкл». Put the phone down. Аккуратно кладу ее. Go make a sandwich. Иду на кухню, делаю себе сэндвич. Watch some television. По дороге смотрю немножко телевизор. Come back 30 minutes later. 30 минут спустя возвращаюсь. Michael's still А talking. Майкл еще говорит. Blues love to talk. Синие обожают говорить. They talk and talk and talk and talk Они and talk. говорят, и говорят, и говорят, и говорят, и говорят. Now, if the blues are always talking, Если синие все время говорят, what would be the bad side? то у меня вопрос. Какая отрицательная сторона здесь может быть? And they never listen. Они никогда не слушают. Because they're always talking, they never listen. Потому что они слишком заняты, они все время говорят, но им некогда слушать. So if you have a blue leader on your team, Поэтому, если в вашей команде есть синий, trust me, they are not listening to you. поверьте, вас они уж точно не слушают. Now here's why the blues don't listen.
Смотрите, почему синие не слушают? Their minds are going 200 kilometers an hour. Все дело в том, что их разум движется со скоростью 200 км в час. They can't afford to slow down and wait for the rest of us. Ну, просто некогда притормозить немножко и подождать, когда мы там все остальные подтянемся за ними. Their minds are thinking way too fast. Разум он двигается слишком быстро. So they finish our sentences for us. Поэтому они даже заканчивают предложения за нас. Or sometimes they don't even slow down to listen. То есть они даже не замедляются для того, чтобы выслушать это предложение. Они его завершают за нас. They just keep on going. Они просто продолжают движение. So remember, the blues are not listening. Поэтому запомните эту важную деталь. Синие не слушают. But the blues will talk to anybody. Но синие готовы говорить с кем угодно. Because everybody is their instant friend. Потому что абсолютно кто угодно для них является мгновенным другом. And the blues never get rejection. И, кстати, синие они никогда не получают отказа. You know why? Знаете в чем? They're not listening. Потому что они не слушают. So my friend Michael, he's a blue. Мой друг Майкл, он синий. He talks and talks and talks. Он говорит. He wakes up in the morning about 9 o'clock. Примерно в 9 утра он просыпается. Gets on the phone and starts talking to prospects. Сразу же хватает трубку телефона и начинает разговаривать с потенциальными клиентами. And distributors. И с дистрибьюторами. And he does trainings. И он проводит тренинги по телефону. He does meetings. Он проводит встречи. And he talks until midnight. И говорит примерно до полуночи. And he gets absolutely nothing done. И за все это время он ничего не завершает. But his wife Linda, Но у него есть жена, ее зовут Линда. she's a yellow. И она желтая. She does all the work. И она всю работу выполняет за него. All day long she's coming by Michael's desk. Целый день она постоянно курсирует между кухней и столом Майкла. Want some coffee, Michael? Дорогой, хочешь кофе? Can I make you a sandwich? Можно я тебе сделаю сэндвич? Can I give you a neck rub? Может быть, тебе немножко массаж шеи сделать? She does all the work. Она работает, она занята. She follows up with the prospects. Она перезванивает, она завершает работу за клиентов. She mails out information. Она рассылает каталоги информации. She makes sure people go to meetings. Она убеждается в том, что люди знают, когда встречи, и они на нее приходят. So I asked Linda one day, Однажды я спросил Линду, so what's it like being married to Michael? вот как ты себя ощущаешь с женой Майкла? She says, oh, being married to Michael, Она сказала, быть женой Майкла, it's so wonderful. это просто так здорово. Remember, she's yellow. Помните, она же желтая, да? She says, Michael goes out and he meets all these new Она people, говорит, Майкл, он встречает столько новых людей, but I get to nurture them and support them. но мне достается что? Мне достается возможность их растить и поддерживать. Now, isn't that a good combination? Как вы думаете, хороший у них тандем, правда? So remember, blues meet lots of new people. Запомните, синие встречают огромное количество новых людей. They're always talking. Они всегда говорят, They're never listening. они никогда не слушают. And they will never follow up. И они никогда не завершают начатое. And you know why they never follow up? Вы знаете, почему они не завершают начатое? Because they're too busy out there meeting even more new people. Потому что они слишком заняты, они встречаются с огромным количеством новых людей в это время. So if you have a blue leader on your team, Поэтому, если в вашей команде есть синий лидер, they'll introduce the program to lots of new people, они будут приводить в вашу программу огромное количество новых людей. but they will never follow up. Но они никогда не будут завершать начатое до конца. So you'll have to do that for them. Именно это вам придется делать за них. But how many people here would love to have a blue leader on Но, your team? несмотря на все это, кто из вас хотел бы, чтобы в вашей команде был синий лидер? Now, blues are thinking 200 miles an hour. Вспомним. Синие мыслят со скоростью 200 км в час. So to the rest of us, it seems like they have a really short attention span. И для большинства из нас у нас создается впечатление, что у них слишком рассеянное внимание или очень короткое. They're going to change the subject of their sentence 4 or 5 times before they get to the end of the sentence. Например, они меняют тему
разговоры могут поменять 5 раз в течение всего одного предложения. Because they're thinking so fast. Они просто очень быстро думают, понимаете? So if there's a blue person here in the room, Поэтому, если здесь в зале есть синий, they might ask me a question. они могут мне задать вопрос. I said, oh, we got a question. Обычно это происходит так: у меня есть вопрос. Sure, go ahead. Я говорю: да, конечно, поднимитесь. Вопрос. I was driving to the next town with my new distributor. Я со своим новым дистрибьютором поехал в соседний город. And we're driving in the Lada. Мы в этот раз решили взять Ладу. Поехали на Ладе, To see this prospect. чтобы встретиться с этим потенциальным клиентом. Because the Volvo was broken. Потому что мой Volvo сломался как раз накануне. And you can't believe how much you're going to charge for an alternator on the Вы Volvo. даже не можете себе представить вообще, сколько денег стоит коробка передач для Volvo сейчас. I mean, for that amount of money, I could fly to Disney World. Да ну, за эти деньги, вообще, которые нужно заплатить за эту коробку, я бы вообще мог слетать в Диснейленд. You know, we went to Disney World when we were in 4th grade. Знаете, однажды мы полетели в Диснейленд, в такой парк развлечений. You know, when you're in Florida, you can pick oranges right off А the я tree. слышал, что если вы в Флориде, в Диснейленде, то там прямо апельсины на деревьях растут вдоль дороги, вы можете их срывать. They taste so much different than when Когда you вы get them in the store. срываете, открываете, вкус у них совершенно другой, чем если вы покупаете в магазине. Our 4th grade teacher was with us. Вот с нами тогда вот ехала учительница. She's the sister-in-law of my father's И first husband. она, кстати, является двоюродной сестрой матери моего отца. 5 minutes later, they finished the question. 5 минут спустя они наконец-то заканчивают вопрос. And how do you answer that? Вот как на него ответить? And then I realized I don't have to answer. Знаете, я однажды просто понял, вот после такого дела, что отвечать-то не надо. They just want to talk. А просто надо было поговорить. So remember, the blues are all about talking. Поэтому запомните, синие, они сосредоточены на разговоре. Now you know you have a blue prospect at your opportunity meeting. Вы сразу распознаете, что перед вами синий потенциальный клиент на вашей встрече по предоставлению возможности. Because halfway through the opportunity meeting, Потому что примерно на середине вот этой встречи they'll jump up out of their chair, вы увидите, как он вскакивает со своего места, run out in the hallway, выбегает в коридор start talking to a stranger. и хватает первого встречного незнакомца, начинает с ним разговор. I mean, they just gotta talk. Им просто необходимо поговорить. And of course, when they talk to the stranger, И, конечно, когда они разговаривают с этим незнакомцем, everybody's their instant friend. так как мы помним, что это уже наш мгновенный друг, это понятное дело. So here's what they're saying to the stranger. Вот что говорит наш синий этому незнакомцу. Oh, it's a great business. Классный бизнес. You gotta join. Должен вступить. It's gonna be so much fun. Это же будет так весело. You're gonna make lots of money and travel. Вообще мы кучу денег заработаем, будем путешествовать. It's gonna be so exciting. Будет так здорово. I can't remember the name of the Я, company. правда, никак не могу вспомнить название компании. I'm not sure what they sell. Даже не помню, что они там продают. But you gotta join. It's gonna be great. Вступать надо, будет здорово. So the blues are thinking the big picture. Синие, они мыслят большими категориями. Большая картинка, она должна быть глобальной. They're not worried about the little tiny Что details. там в каких-то деталях? Что там размениваться? Что это за ерунда? How many people here know somebody in your life that just might be a little bit blue? Кто из вас знаком с кем-то в вашей жизни, кто может быть немножечко синим? Well, blues are fun to be around. Ну, вокруг синих вообще весело находиться. They love to party, love to have fun, Потому что вокруг них всегда веселье, вокруг них всегда вечеринки. love to talk to people, Они обожают говорить с людьми. make great leaders. Они превращаются в великолепных лидеров. They'll bring lots of new people into your business. Приводят огромную кучу людей в ваш бизнес. The yellows, everybody loves the yellows, Желтых все просто обожают. but the blues have the most fun. Но с синими веселее всего. So a blue comes to our banquet. И вот представьте, на наш банкет заявился синий. They look around at all the round tables. Он осматривает все эти столики.
Which table is the blue going to sit at? Как вы думаете, за какой столик он сядет? Yeah, the table with one empty chair. Правильно, там будет всего один стул, одно свободное место, вот туда он и плюхнется. So they can meet and talk to the maximum amount of new Для people. того, чтобы встретить максимально возможное количество новых людей. So, Итак, how many people here think that maybe, just maybe, кто из вас сейчас подумал, что может быть, you might be a blue personality? я синий. How many blues we have? Сколько синих здесь есть в зале? Поднимите руки, пожалуйста. Almost 20 blues in this room. Почти что 20 синих в этой комнате. В одной этой комнате уже 20 синих. This is incredible. Знаете, это нереальная цифра. This is like a new world's record. Это как новый мировой рекорд. Because usually when I ask how many blues are in the room, Потому что, если, как правило, когда я спрашиваю, сколько синих в комнате, nobody raises their hand. никто не понимает. You know why? Знаете почему? Because the blues aren't Потому что listening. синие не слушают все равно. But we have lots of blues here today. Итак, я так понял, что у нас здесь много синих. Oh, we have time. Would you like to learn another color? Но у нас есть время. Хотите еще цвет? In the bottom right-hand corner, В правом нижнем углу, right below blue, сразу под синим, write the color red. напишите цвет красный. Let me describe the red personality. Давайте я вам пишу красный. The reds like to be in charge. Красные обожают руководить. The reds like to be the boss. Они обожают командовать. The reds like telling other people what to do. Красные любят, обожают говорить другим людям, что нужно делать. And the reds are great organizers. И красные являются великолепными организаторами. You need reds on your team Вам просто необходимы красные в вашей команде. because if you didn't have any reds, Потому что если бы в вашей команде не было красных, who would organize the meetings? второй вопрос, кто бы организовывал все встречи, все мероприятия? Would the yellows organize the meeting? Ну просто представьте, как вы думаете, желтые могли бы организовать мероприятие? Oh no, we'll just sit here. Ой, нет, наверное, все-таки сядем мы здесь We'll hope somebody does a в meeting. надежде, что кто-то все-таки на сцену поднимется, And then we can help. чтобы мы потом могли помочь. No, they know we're going to organize. Нет, они не знают, они не могут этого делать. Would the blues organize the meeting? Как вы думаете, синие могут организовывать мероприятие? They can't even organize a sentence. Они даже предложение организовать не могут. Какое-то мероприятие. So you need the reds to organize meetings. Поэтому нам необходимы красные, которые будут организовывать мероприятия. If you didn't have any reds, Если у вас нет красных, you would never have any opportunity meetings. то значит и встреч у вас нет. You never have any training У meetings. вас бы никогда не происходили тренинги. So you need reds to organize and be in charge. Вам необходимы красные для того, чтобы быть организованными, чтобы кто-то всем этим делом управлял. Now you normally find reds in jobs like managers or bosses. Обычно красных можно встретить на таких работах. Они занимают руководящие посты, они боссы, они менеджеры. Or they can tell other people what to do. Они, как правило, занимают те должности, где у них появляется возможность сказать другим людям, что нужно делать. Or maybe a high-pressure salesman. Или они могут быть действительно очень заряженными, очень сильными, серьезными продавцами. Or politicians. Или политиками. Politicians are red. Кстати, политики в основном красные. They say, elect me so I can tell you what to do. Знаете, почему они обычно говорят следующее? Выберите меня для того, чтобы я вам мог сказать, что нужно делать. That's pretty red. Достаточно красное утверждение, не правда ли? And you need reds for organizing things. Вам необходимо красное для организации. Remember those 12 yellows in the room that were starving? Помните 12 желтых, которые умирали с голоду в нашей комнате, да? They need a red to come there. Им просто необходимо, чтобы в комнату зашел один красный, The red will open the door and say this. который открыл бы дверь и сразу с порога сказал
Just shut up. Да заткнитесь просто все. I ordered some food, it'll be here in 10 minutes. Я уже заказал еду, через 10 минут ее сюда принесут. You have 15 minutes to eat the food, then right back to У work. вас 15 минут, чтобы с этой едой справиться, потом возвращаемся к работе. And the yellows will say this. После чего желтые говорят: Yay, we can eat now! о, можем теперь поесть, ура! Now, if there's a birthday party for 4-year-old Ну, children, к примеру, если вы посещаете день рождения 4-летнего ребенка, one mother would be red. и на этом дне рождения много детей и матерей, и одна из этих матерей красная. All the mothers bring their 4-year-old children. Вот представьте, вот все мамочки приводят своих 4-леток, But one mother will say this. но одна встает и говорит: All right, everybody sit over here. так, все сели здесь, Now we're going to sing the song. сейчас мы поем следующую песню, Now we're going to open the presents. настало время открывать подарки. She's red. She's in charge. Она красная, она руководит, все в порядке. If there's a big wedding, Или, например, есть большая свадьба, and the mother of the bride organized everything, и мать невесты организовывает вот это все мероприятие. she's going to be red. Она должна быть красной. Everything's going to happen just the way she planned it. Все должно происходить точно по распорядку, как она все запланировала. Because reds are great organizers, they love to be in charge. Красные великолепные организаторы, они обожают руководить. You know you have a red in your upline Вы узнаете, что в вашем оплайне есть красные, because they enjoy telling their downline what to do. если они наслаждаются тем, что они говорят своему даунлайну, что нужно делать. So they get the group together and then they say this. Они собирают вместе группу вот людей All right, group, we're going to have a campaign. и говорят: так, люди, мы начинаем кампанию. Everybody's going to talk to 50 strangers every day. С этого дня каждый обязуется поговорить с 15 незнакомцами в день, You're going to call 20 strangers every night. 20 незнакомцами каждый вечер. Everybody's going to pass out this many catalogs. Все покупаем эти мини-каталоги и раздаем их. You're responsible for 4 people at every opportunity meeting. С этого дня You're responsible to bring 4 people at С every этого meeting. дня вы несете ответственность, вы обязаны приводить на каждую встречу по предоставлению возможности 4 новых человека. I want a list of 100 of your best prospects on a list on my desk by tomorrow morning. К завтрашнему утру я хочу, чтобы у меня на столе лежал список ваших 100 самых лучших потенциальных клиентов. And it's my way or the highway. Либо вы делаете так, как я говорю, либо вон там дверь. That's red. Очень красная. How many people here have a red person in your upline? Кто из вас знаком с красным человеком в вашем оплайне? Now the reds don't listen either. Дело в том, что красные тоже не слышат. But they don't listen for a different reason. Но они не слышат и не слушают по совершенно другой причине. The reason the reds don't listen is this. Причина, почему красные не слушают, следующая. They already have all the right answers. Дело в том, что у них уже давно есть все правильные ответы. So why should they listen to somebody else's stupid little opinion? Вот зачем мне слушать вот чье-то глупое, маленькое, неправильное мнение, When they already know exactly what to say and do. когда я уже знаю, что мне нужно делать и что говорить. So if you have a red leader, Поэтому, если в вашей команде есть красный лидер, they're not going to be listening to you. то поверьте, вас они точно слушать не будут. They have their own ideas. У них свои собственные идеи, They'll do their own campaigns. они будут делать свои собственные кампании. But while everybody loves the yellows, Но в то время, когда все обожают желтых, and the blues have the most fun, и с синими веселее всего, remember this. помните следующее. The reds are all about the money. Красные завязаны на деньгах. The reds make the most money in network marketing. Красные зарабатывают самое большое количество денег в сетевом маркетинге. The blues have the most fun. С синими веселее всего в сетевом маркетинге. The yellows everybody loves. Желтых все любят в сетевом маркетинге. But the reds make the most money. Но красные зарабатывают все деньги. You know you're talking to a red prospect when this happens. И вы узнаете, что поймете, что вы говорите с красным потенциальным клиентом, когда произойдет следующее. The prospect says this.
потенциальный клиент вам говорит: skip the small talk. слушай, давай вот отойдем вот от этого, вот, хватит болтать по лишнему. Skip that little chit-chat. Вот все это болтовня, давай остановим. Bottom line. Подходим к главному. How many people do I have to recruit to make, 30,000 rubles? Сколько мне людей надо проспонсировать, чтобы зарабатывать 30 тысяч рублей? That's right. Красно. All about the money. Все завязано на деньгах. So the Reds like to be in charge. Поэтому вспоминаем. Красные любят руководить. They like being the boss. Они любят быть боссами, начальниками. Like telling other people what to do. Они любят говорить другим людям, что нужно делать. They're great organizers. Они великолепные организаторы. They're all about the money. Они завязаны на деньгах. They're not going to listen to you. Они не будут слушать вас. And every red I've ever met, И абсолютно каждый красный, которого я встретил в своей жизни, thinks they are yellow. думает, что он желтый. When you ask them what color they are, they're always going to say yellow. Каждый раз, когда вы их спрашиваете, а вы какого цвета, они говорят: я желтый. I mean, I'm just helping these stupid losers. Ну, поймите меня правильно, я же помогаю этим неудачникам бестолковым. They can't think for themselves. Они не могут сами ничего придумать за себя. Но I need to tell them what to do. кому-то же надо говорить, что им нужно делать. I'll save them time. Я им время экономлю. I have all the right answers. Вообще у меня все правильные ответы давно есть. So remember, every red you ever meet Помните, каждого красного, с кем вы столкнетесь в жизни, thinks they are yellow. он думает, что он желтый. But we know better, don't И we? мы-то знаем лучше, правильно? But how many people here would love to have a red leader on your team? Кто из нас хотел бы, чтобы в вашей команде были красные? They're going to make you lots and lots of money. Эти ребята вам будут зарабатывать очень много денег. So how many people here know somebody who's a little bit red in your life? Кто из вас знает хотя бы одного красного, хоть немного красного в вашей жизни? Are they easy to spot? Их легко распознать. They're great organizers. Они великолепные организаторы. They like to be in charge. Они обожают руководить. They're not listening to you. Они вас не слушают. They have all the right У answers. них все правильные ответы есть. And they've never been wrong. И они еще ни разу не ошибались. So, Итак, a red comes to the banquet. заходит на наш банкет красный. The red looks around at all the И tables. мы смотрим на все эти столики. What's the red going to do? Как вы думаете, что он делает в следующий момент? The red's immediately going to tell other people where they should sit. Во-первых, он сразу же начинает говорить другим людям, где они должны сидеть на самом деле. Probably grab the microphone, stand in the front of the room, and А take потом charge. он хватает микрофон, встает в центре зала, и с этого момента он главный. And that's what reds do. Вот то, что делают красные. So here's a question. Вопрос. How many people here think that maybe, just maybe, Из вас считает, что, может быть, that you might be a great organizer, like to be in charge? мне нравится организовывать вещи, мне нравится руководить. How many people here think that maybe your most dominant color is red? Кто из вас считает, что может быть ваш доминантный цвет красный? Right? Oh, look how they raise their hands. Real straight. Как красные поднимают руку, она ровно стоит. We're red. Мы красные, We're proud of it. мы гордимся этим. We don't need those other stupid stinky colors. Глупые, вонючие остальные цвета нам не нужны. Well, does everybody understand red? Все поняли красный? Now remember, reds love competition. Запомните еще один важный момент. Красные обожают конкуренцию и соревнования. If there's a contest, the reds want to win it. Если в вашей компании организуется какое-то соревнование, красный хочет обязательно выиграть главный приз. So if there was a competition, Если бы в вашей компании организовалось какое-то соревнование, and they showed the results of the top 10 people, и вот публикуются результаты 10 самых продуктивных, самых лучших дистрибьюторов компании, and a red comes in at number 4. вдруг оказывается, что красный занимает 4-е место. Here's what the red's going to do. Вот что сделает красный. They're going to pick up the phone, Он берет первым делом телефон,
They're going to call number 5, 6, 7, 8, 9, 10. Обзванивает номер 5, 6, 7, 8, 9, 10. And say, hey, loser, look where I am. Словами: эй, неудачник, смотри, где я. They love competition. Они обожают конкуренцию. There's a contest, they want to win. Если будет соревнование, они хотят в нем участвовать и победить. You know, the Reds love recognition also. Кстати, красным очень нравится признание тоже. Would you like to see how a red receives a trophy? Вы хотите вообще узнать, как красный получает трофей? Кубок. Here's a red receiving a trophy. Вот как красный получает кубок. Thank you for the trophies. Спасибо за этот трофей, за этот приз. I worked hard for this. Я очень сильно работал, чтобы это получить. I deserve it. Я это заслужил. And you are Отлично. Кстати, вы все неудачники. Would you like to see how a yellow gets a trophy? Знаете, как желтый получает приз? Thank you for the trophies. Спасибо большое за этот приз. I don't really deserve it. Я на самом деле его не заслуживаю. And you worked harder. Анна работала намного упорнее меня. And she has a sick baby. И у нее еще больной ребенок сейчас дома. We should really give it to Annie. Вообще нужно дать этот трофей Ане. And that's how a yellow gets a trophy. Так желтый получает этот приз. Would you like to see how a blue gets a trophy? Знаете, как синий получает? Thank you for the trophies. Спасибо за приз, за кубок. Let me tell you about Disney World. Кстати, это мне напоминает, что произошло со мной в Диснейленде. They're off on another subject just that quick. Переключается на другую тему, мгновенно. So let's take a look what's happening here. Давайте еще раз разберем, посмотрим, что здесь происходит. When you say the word trophy, Когда вы говорите слово трофей или кубок, that can mean 3 different things, couldn't it? слово кубок, оказывается, может иметь 3 совершенно разных значения. To a red, blue, or yellow, it means 3 different things. Красного, желтого и синего кубок значит 3 совершенно разные вещи. And this is why your prospects say no. И вот именно из-за этого, именно поэтому наши потенциальные клиенты нам говорят нет. They don't understand you. Они просто нас не понимают. Because you say a word, Потому что вы говорите им какое-то слово. you think it means one thing, И вы думаете, что это слово значит одну вещь. they think it means something completely different. Но они-то думают, что это значение этого слова совершенно противоположно, совершенно другое. When you say banquet, Вы говорите слово «банкет». that can mean 3 different things. Слово «банкет» может значить 3 совершенно разные вещи. You think it means one thing, Вы думаете, что банкет значит что-то одно для вас. they think it means something else. Они могут думать совершенно иначе. They are totally confused. Они полностью путаются. And remember, the only reason they didn't join was they didn't understand. И запомните, единственная на самом деле причина, почему они не вступают, не подписываются к вам, это из-за того, что они вас просто не понимают. You know, it's like speaking Portuguese. Ну, пример. Португальский язык. If you don't have the skill of understanding the different languages, Если вы не владеете навыком понимания и разговора на других языках, you're in trouble. у вас начинаются проблемы. Let me give you an example. Давайте дам вам пример. How many people here speak fluent Portuguese? Кто из вас владеет в совершенстве португальским? Okay, nobody. Здесь никого нет, да? So I'm going to ask you to take your distributor kit. Я вас попрошу, чтобы вот вы взяли набор вашего, дистрибьюторский набор вашей компании. We're going to fly you to Portugal. Мы садимся на самолет и летим в Португалию. Take you to a small town Я вас завожу куда-нибудь в деревеньку отдаленную. where they only understand Portuguese. Причем в этой деревеньке жители понимают только португальский. How well are you going to do? У меня вопрос, насколько удачно вы проведете вашу презентацию в этом городе? It's going to be ugly. Как это все выглядит? Не очень красиво, да? You're not going to sign up anybody. Вы никого не подпишете в этой деревне. But would it matter if you had a better attitude? Но как вы думаете, что-то изменится, если ваши отношения будут лучше? No. Would it matter if you set more goals? Что-то изменится, если вы поставите перед собой несколько дополнительных целей? No.
What if you're motivated? А что если вы будете очень мотивированы? What if you're more positive? А что если вы будете более позитивными на тот момент? What if you really believed in your company? А что если вы искренне верите в вашу компанию? What if your sponsor was a nice А person? что если ваш спонсор очень хороший человек? What if your company offered 10% А off? что если компания предложила 10% скидки? What if your compensation plan paid 2% more on level 3? А что если ваш маркетинг-план платит на 2% больше на третьем уровне? None of those things is going to help you. Ни одна из этих вещей вам не поможет. You're going to starve. Вы умрете с голоду. Unless you learn the skill of speaking Portuguese. Пока не научитесь навыку разговора на португальском языке. See, once you learn to speak Portuguese, Смотрите, как только вы научитесь португальскому, then all the other stuff begins to work. то все остальные вещи вдруг начнут работать. Once you speak Portuguese, then you can set goals and actually achieve them. Как только вы научитесь говорить на португальском, вы сможете ставить перед собой цели и начнете их достигать. Then if you're positive, it actually works. И когда вы будете позитивны, в этот момент все будет действительно работать. Then you can be motivated and sign up more people. Тогда вы сможете быть более мотивированными, подписывать больше людей. But none of those things work until you have the skill of speaking Но Portuguese. ни одна из этих вещей не будет работать до тех пор, пока вы не научитесь навыкам общения на португальском языке. And right now in your network marketing career, И вот именно сейчас, в настоящий отрезок времени, вот в вашей карьере в сетевом маркетинге, you might be sitting here thinking this. вы, может быть, сейчас сидите и думаете про себя. Yeah, I'm positive. Да, я же позитивный. Yeah, I have goals. Да, у меня же есть цели. I have a great У attitude. меня великолепные отношения. I'm motivated. Я очень мотивированный человек. I'm here. Я здесь сижу. But my business isn't working as Но well мой as I want. бизнес не работает так, как я бы этого хотел. And you know why? Вы знаете почему? Because I don't have the skill of how to talk to people in their own secret language. Потому что у вас нет до сих пор навыка, как говорить с людьми на их собственном секретном языке. Once I can learn to speak to them in their secret language, Как только в тот день, когда я научусь говорить с ними на этом секретном языке, then I can reach my goals. то тогда я смогу достигать своих целей. Then if I'm positive, it can make a difference. Вот тогда мое позитивное отношение к жизни по-настоящему заиграет. How many people here are excited about learning the secret language? Кому из вас не терпится выучить секретный язык? When we come back from break, Но когда мы вернемся с перерыва, we're going to learn the last color. мы узнаем, какой же последний цвет. Now, the last color is really, really special. Последний цвет должен вас предупредить, он очень-очень особенный. Because you see, all the colors have good points and bad points. Потому что смотрите, у всех цветов есть положительные черты и отрицательные черты. But the last color only have good Но points. у последнего цвета есть только положительные. Now, during break, Во время перерыва I want you to just kind of notice people. я хочу, чтобы вы понаблюдали за окружающими вас людьми. You'll probably notice the reds rushing out to be first. И вы наверняка заметите, что красные встали с места и первыми вышли из зала. Out of my way, I'm more important than everybody else. Разойдитесь, я более важен, чем вы. I deserve to be first in line. Я вообще имею право быть первым в очереди. You'll probably notice the blues. Может быть, вы даже заметите синих. They'll just be standing around talking. Они просто будут стоять и разговаривать. Doesn't matter if anybody's listening, they'll still be talking. Причем совершенно не важно с кем. Они будут разговаривать. And if you notice some yellows, И вы заметите желтых. remember to ask them for a loan. Помните, что вам денег не надо спросить, да? We'll see you right here, right after break. Ready for the last color? Ну, готовы к следующей, последней цели? Now the last color is green. Следующий цвет зеленый. Now green is different than the other colors. Зеленый отличается от других цветов. Green only has the good points Как я уже сказал, у зеленого есть только положительные черты. and none of the bad points. Никаких отрицательных у него нет. And by the way, Кстати, did I mention that my color is green? я вообще говорил, что я зеленый? Let me explain the green. Давайте я вам объясню зеленый. These are your engineers, Это ваши инженеры. your accountants, Это ваши бухгалтера. your bookkeeper, Это те люди, которые следят за вашими бумагами. your scientists, Это ваши ученые. your computer programmer. Это ваши компьютерные программисты. These are boring people. В общем, очень скучные люди.
Personality free. А их природа просто обделила личностью. Charisma bypass. Харизмой тоже обойдена. These are the greens. Вот это зеленые. We're very, very logical people. Мы очень-очень логические зато. Not very much on emotion. Не очень проявляем как-то свои эмоции и чувства. We like information and facts. Мы любим информацию и факт. And it takes us a long time to make up our minds. И для нас требуется очень много времени, чтобы принять решение. Because we want to be right. Потому что мы хотим быть правильными. So we'll take weeks gathering information. Для нас требуются недели. Мы собираем информацию. Researching. Мы исследуем. Asking questions. Мы задаем вопросы. Before we finally make up our mind. До тех пор, пока мы примем наше решение. But once we make up our mind, но в тот самый момент, когда мы принимаем это решение, you'll have a committed distributor or leader for a long, long time. Сразу имейте в виду, что в вашей команде появляется очень преданный дистрибьютор или лидер на очень долгие годы. So let me give you an example about greens. Давайте я вам дам пример зеленых. They're all about the logic. Зеленые сосредоточенно завязаны на логике. So ask the green, how do you feel about kissing? К примеру, задайте вопрос зеленому, а что ты думаешь по поводу поцелуя? The green would say this. И зеленый скажет вам следующее. It seems to be a strain on facial muscles. Такое ощущение, что во время поцелуя возникает напряжение мышц лица. It doesn't seem to increase the gross national product. Не увеличивает внутренний валовый продукт страны. Could possibly spread germs. Очень возможно передает бактерии. I don't think people should kiss. Я не думаю, что люди должны целоваться. They're all about information. Они сосредоточены на информации. You know you're talking to a green prospect. Вы знаете, что вы говорите с зеленым потенциальным клиентом, because you're giving your longest, most detailed 2-hour presentation. Потому что вы присутствуете на самой длинной, детализированной двухчасовой презентации в вашей жизни. At the end of the presentation, the green says this. Вы проводите эту презентацию 2 часа в максимальной детали, и в конце зеленый вам говорит: Thank you for your preliminary information. Спасибо вам большое за вашу предварительную информацию. I will now take 3 weeks to research the facts. Мне теперь потребуется 3 недели для того, чтобы исследовать все факты. Go on the internet. В интернете. Research every ingredient. Я проверю все ингредиенты. And I'll get back to you in about 3.4 weeks and find out. И примерно через 3,4 недели я с вами свяжусь со своим решением. Now you know you're married to a green. Кстати, вы будете знать, что вы замужем или женаты за зеленым, when the green plans the family holiday. когда зеленый начинает планировать отпуск семейный. The green knows how many liters of petrol to the next petrol station. Потому что зеленый прекрасно знает, сколько бензина уйдет до следующей заправочной станции. They research the internet to see whether they can get the cheapest. Он проверил, где заправочная станция работает и где будет самый дешевый бензин. They pre-booked the hotel accommodations 9 months early to get the best possible rate. За 9 месяцев до вашего отпуска уже заказаны все отели на всех местах вашей стоянки, остановки. Потому что если за 9 месяцев вы это делаете, вы получаете лучшую цену. They have a schedule for everything. И есть расписание, распорядок на абсолютно все, всех ваших перемещений. And you say, oh, that looks like fun. И вот вы едете, да, и говорите: о, кстати, интересно, что там за окном. The green will say this. Зеленый вам скажет: Whoops, not on the schedule. а, нет, в списке этого нет. Gotta keep moving. Надо двигаться. If a doorknob falls off in your house, К примеру, если дверная ручка падает от двери, отваливается от двери в вашем доме, a green will spend 3 months investigating why it fell off. зеленому потребуется 3 месяца для того, чтобы исследовать причину падения ручки. And another 3 months shopping to find the best possible replacement. Примерно через 3 месяца еще он найдет самую лучшую замену той ручки, которая упала. But they'll end up buying it online on the internet so they get a cheaper price. Но в итоге он не будет это покупать в магазине, он это купит обязательно в интернете, в онлайн-магазине, чтобы получить лучшую цену. And they'll have it delivered to the house along with some power tools. И, естественно, ее доставят домой вместе с какими-то инструментами. 1 year later, you have your doorknob back on. Год спустя вы видите, что дверная ручка наконец-то появилась на вашей двери.
And it'll be a great doorknob. Это будет великолепная дверная ручка. And that's the greens. Вот они, зеленые. So the greens spend far too much time thinking. Зеленые тратят слишком много времени на размышления. And far too little time acting. И слишком мало времени на действие. Just the opposite of the blues. Но это полная противоположность синих. The blues spend far too much time acting. Синие, они тратят слишком много времени действуя. And far too little time thinking. И слишком мало времени думая. You see when a blue lands here at the airport. К примеру, если синий приземляется здесь, в аэропорту Новосибирска, They say, oh, let's see all the sights of the town. первым делом говорит, кстати, давай проедемся по городу, посмотрим, что у вас тут есть. Let's take a tour. Возьмем тур. And at night, what parties can we go to? А вообще, что мы делаем вечером? На какую вечеринку, в какой клуб мы пойдем? What people we can meet? А вообще, с кем мы встречаемся? They are action, action, action. Они завязаны на действие, действие, действие. But the greens are different. Зеленые же другие. We investigate. Мы исследуем. We plan. Мы планируем. It takes a long time for us to get started. Для нас требуется очень много времени, чтобы что-то начать. Because we want the answers to everything before we make our first Потому presentation. что мы хотим получить ответ на все вопросы перед тем, как мы сделаем шаг. Remember my friend Michael the Blue? Помните, я вам рассказал про моего друга Майкла Синего? He makes fun of the greens all the time. Он постоянно насмехается над зеленым. He says, my life would be so much better if I didn't have any greens. Он говорит такие вещи, типа, что моя жизнь была бы намного лучше, если бы в ней не было столько зеленых. He says, I call up my green distributors and I say this. I call up the green distributors and say this. Я обзваниваю моих зеленых дистрибьюторов и говорю следующее. Just talk to somebody. Просто с кем-нибудь поговорите. It's been 6 months already. Уже 6 месяцев вы готовитесь. And the people say this. А люди говорят, well, there's 2 more questions I need to have answered. Еще 2 вопроса, которые надо прояснить. In case somebody asks them to me in Portuguese. А что если на португальском мне кто-нибудь задаст вопрос? Я не смогу ответить. So the greens will do almost anything for research. Зеленые готовы сделать все, что угодно, если это что угодно исследование. They'll go to all the training. Они будут посещать все тренинги. They'll read the training manuals. Они читают от корки до корки все тренинговые руководства. But they'll do everything except talk to people. Они будут делать все, что угодно, лишь бы не говорить с людьми. And here's why. Вот почему. Greens are not very good around people. Дело в том, что зеленые не очень себя комфортно чувствуют в окружении людей. They're better around books. Им намного комфортнее ощущаются вокруг книг And computers. и компьютеров. So they're just not comfortable around people. То есть они просто не очень комфортно себя чувствуют, если рядом есть люди. So if the yellows are professional huggers, К примеру, если желтые являются профессиональными обнимальщиками, the greens are the anti-huggers. то зеленые, они антиобнимальщики. So you try to hug a green, К примеру, если вы пытаетесь обнять зеленого, they turn into an icicle and try to slip away. превращаются в лединку и пытаются выскользнуть из ваших объятий. So, Так, my friend Michael, мой друг Майкл he heard that I was going to visit one of my friends one day. однажды услышал, что я собираюсь в гости к одному из моих друзей. My friend in Canada, Мой друг в Канаде his name is Gary. по имени Гарри, He's a green just like me. он такой же зеленый, как и я. So Michael the blue, Вот Майкл. he calls up Gary. Синий Майкл звонит Гарри. Says, hey Gary, Big Al's coming to visit you. Говорит, слушай, Гарри, я слышал, что Большой Эл к тебе едет в гости. Big Al is a green, Большой Эл, он зеленый, you're a green. ты зеленый. So when Big Al comes up to visit you, Поэтому, когда Большой Эл приедет к тебе в дом, I want you to give him a big hug. я очень тебя прошу, обними его крепко-крепко. And take a picture of it. И, пожалуйста, попроси кого-нибудь снять вот это на камеру или на фотоаппарат, вот этот момент, когда вы будете обниматься. Because two greens hugging has never been seen before in the wild. Потому что в дикой природе еще ни разу никто не видел, как 2 зеленых обнимались. So Gary and I take a picture. Вот мы с Гарри фотографировались. And the picture looks something like this. Фотографии было вот примерно следующее.
We sent it to Michael. Послали это Майку. So that's two greens hugging. И написали, что вот так вот зеленые обнимаются. That's as close as it'll ever go yet. Самая близкая дистанция, которую нам удалось достичь. So greens are the anti-huggers. Зеленые антиобнимальщики. Yellows are professional huggers. Желтые профессионалы в этом деле. How do blues feel about hugging? Вопрос, а как синие себя ощущают в этом вопросе? So I asked the blue one day, Однажды я спросил синего, how do you feel about hugging? что ты чувствуешь по поводу вот обнимания людей, вот обнимать людей? He said, hugging? Он сказал, обнимать? Sounds like fun. Звучит весело. Blues love to have fun. Синие обожают получать удовольствие, веселье. I asked the red about hugging, Я спросил красного насчет объятий. and they said, well, how much bonus will I get? Он мне задал вопрос, а что я с этого буду иметь? The reds are all about the money. Потому что красные, помните, на чем завязаны? На деньгах. The simple fact of hugging can mean many different Вот things. вы смотрите, опять, обычный факт объятий может значить совершенно разные вещи. So if you said hugging in your presentation, Поэтому, если вы говорите обнять кого-то во время вашей презентации, it can mean something completely different than what you intended. имейте в виду, это может значить совершенно не то, что вы хотели сказать. And that's why people don't understand. И именно поэтому люди нас не понимают. Now, greens make great leaders. Зеленые превращаются в великих лидеров. If their downline had a question about the compensation plan, Если у них в структуре у кого-то возникает любой вопрос по поводу маркетинг-плана, the greens would know the answer. зеленый обязательно будет знать на него ответ. They'll have every brochure. У него будет каждая брошюра, которая They'll have когда-то every CD. печаталась, либо любой компакт-диск. If their downline needs anything, the greens will have it in inventory. Если кому-то понадобится какой-то диск, отпечатанный несколько лет назад в даунлайне, он обязательно, у этого зеленого обязательно будет свой запас. So if you have a green leader on your team, Поэтому, если у вас в команде есть зеленый лидер, you don't have to worry. не надо волноваться. They're going to take care of their group. Он позаботится о группе. And once the green makes up their mind, И, кстати, тот самый момент, когда зеленый принимает решение, they're going to keep that decision. это решение будет навечно. So you have a long time loyal person. Вы получите на очень долгосрочной основе очень преданного человека. So how many people here know somebody Кто из вас знает хотя бы кого-то, that might be a little bit green? кто может быть немножечко зеленый? Oh, you are so lucky Ну, вам так повезло. to know so many greens with the perfect color. Это идеальный цвет. Вы знаете, сколько зеленых, это так здорово. So a green comes to a banquet. Итак, зеленый приходит на наш банкет. They look at all the big round tables. Рассматривает все эти круглые столы. What's the green going to do? И что сделает зеленый? Now they're going to find the empty table way in back, А, конечно, найдет пустой стол где-нибудь, желательно подальше от всех, so they can read a book and be with computer для того, чтобы побыть наедине со своим компьютером или побыть наедине с книгой. and avoid people. И, естественно, любыми способами избегать людей. Or here's what most greens do. Или вот что делает большинство зеленых. They marry somebody with the personality. Они выходят замуж или женятся на ком-то, у кого есть харизма и есть какая-то личность. Send their spouse to the banquet И для того, чтобы отсылать своего спутника жизни на эти so they can банкеты, stay home on the internet. чтобы можно было подольше в интернете зависать дома. So, how many people here think that maybe, just maybe, you might be the perfect color green? Кто из вас сейчас думает, что может быть, очень может быть, что вы являетесь идеальным цветом, что вы зеленый? These are people that are great thinkers. Но смотрите, вот это люди, которые великие умы. We like lots of information. Нам нравится собирать много информации. Some people call us personality free, Некоторые люди, завистники, говорят, что у нас нет никакой личности. but we like to say this. Но мы любим им отвечать. We have evolved to such a high level, we don't need a personality Дело в том, alone. что мы в процессе эволюции развились до такого продвинутого уровня, что такая мелочевка, как личность, нам не нужна. So there you have it, the four colors. Итак, вот они, ваши 4 цвета. I know what you're thinking. И я даже знаю, о чем вы сейчас думаете. Wow, they each hug differently. Смотри,
Каждый обнимается иначе. They each go to banquets differently. Каждый идет на банкет иначе. But how does a green get a trophy? Но как же зеленый получает приз? Do you remember how the yellow got the Помните, trophy? как желтый получал приз, да? Кубок. Oh. And you deserve it more. Аня заслуживает этот кубок больше, чем я. She worked harder and had a sick baby. Она больше работала, у нее больной ребенок сейчас дома. Remember how the blue got the trophy? Помните, как синий получал? Yeah, whatever. Let me tell you about Disney World. Ладно, покончим с этим, расскажу про Диснейленд. They're all about having fun. То есть они зациклены на удовольствии и на веселье. Remember how the red got the trophy? Помните, как красный получал трофей? I'm a winner, Я победитель, and you're all а вы losers. все неудачники. And how does the green get a trophy? И как же зеленый получает кубок? We don't. Мы их не получаем. We're too busy reading the instructions. Мы слишком заняты, мы читаем инструкции в этот момент. We're too busy planning. Мы слишком заняты, мы планируем. We never get started in time. Мы никогда вовремя не начинаем. So as you can see, all four personalities are very different. Как вы можете сейчас увидеть, все эти личности, все эти цвета, они разные. So here's a question. И вот он большой вопрос. How many people here know which color personality is the most dominant in your life? Кто из вас уже сейчас знает, какой цвет вашей личности доминирует в вашей жизни? All right, how many people here don't know what color you Кто из are? вас не знает, какого вы цвета еще? All right. Хорошо. If you don't know what color you are, Если вы не знаете, какого вы цвета, here's a couple reasons. вот есть несколько причин. Number one, Первая причина. you might not know what color you are Вы, может быть, не знаете, какого вы цвета, because you're yellow. из-за того, что вы желтый. And you say, please, somebody tell me what color I am. Вы хотите сказать, пожалуйста, ну, может быть, кто-то подскажет, какого я цвета. Or you might not know what color you are because you're blue. Или, может быть, вы не знаете, какого цвета, потому что вы на самом деле синий. Because you haven't been listening the whole time. Потому что, ну, некогда вам было, вы не слушали меня все это время. Now all the reds know what color they are. Вот красный, понятное дело, все знают, какого цвета, все понятно. We're the best color. Мы лучший цвет, We don't need those other stupid stinking а colors. все эти остальные дурацкие цвета нам и не нужны. Or you might not know what color you are because you're green. И может быть, что вы не знаете, какого цвета, только потому что вы зеленый. And you need a lot more information before you make up your mind. Просто нужно еще дополнительную информацию перед тем, как вы примете решение. But all kidding aside, Но, шутки в сторону, here's why a lot of people don't know what color they are. вот почему на самом деле люди иногда не могут сразу знать, какого они цвета. You see, most people are one color, Видите, в чем дело? Большинство людей, они одноцветные, and maybe a little bit of another. с вкраплениями каких-то других цветов. But some people say this. Но многие люди, некоторые люди говорят следующее. Oh, I'm a little bit of all the colors. Мне кажется, что я по чуть-чуть всех цветов сразу. I says, no, you're not. You're just schizophrenic. Вот на это я обычно говорю, нет, неправда. Если так, то ты шизофреник. Stay away from those people. They're a mess. Держитесь подальше от этих людей, да? Well, here's the reason why a lot of people get confused. Теперь причина, почему люди путаются. They confuse their personal color with their job color. Дело в том, что люди путают свой личный доминантный цвет с цветом своей профессии или своей работы. Let's say somebody's yellow. Давайте представим желтого. Who are all the yellows here? Желтый, можете поднять руки? Пожалуйста, вот желтые в зале, поднимите руки. So all the yellows get a job in customer service. Вот желтый, который работает в отделе по обслуживанию клиентов. Because you like helping people. Мы, желтые, там получаем удовольствие, мы там работаем, потому что нам нравится помогать людям. And you're so good at helping people, И вы настолько хороши в этом деле, помощи другим людям, they promote you to manager. что начальство вас замечает и решает вас продвинуть, и вы становитесь менеджером. Now you're the boss. Вот вы стали боссом, You have to fire people. и у вас появилась новая обязанность увольнять людей. What color is that? А это какой цвет? And you're going to be very unhappy at your work. Вы будете очень несчастны на своем месте работы. So don't confuse your job color with your personal color. Вот поэтому
смотрите, не путайте, пожалуйста, ни в коем случае цвет вашей должности с вашим личным цветом. You're still a yellow. Вы все еще желтый. You're just stuck in a stupid red job. Вы просто застряли на этой глупой красной работе. Or who are all the blues here? Или, например, кто здесь синий? Поднимите руки. So imagine you're a blue. Представьте, что вы синий. And you have a job as an accountant. И вы работаете, ваша должность, вы бухгалтер. Can you see that? Вы поняли, да, что я сейчас делал, да? Ooh, numbers don't add up. О, цифры что-то не сходятся. Let's have another beer. Пойду-ка пивка треснул. You're still a blue personality. Смотрите, вы все еще синий. You're just stuck in a stupid green job. Просто застряли на этой дурацкой зеленой работе. So don't confuse your job color with your personal color. Поэтому, пожалуйста, не путайте цвет вашей работы с вашим собственным цветом. Now, another reason people get confused Еще одна причина, почему люди путаются. is throughout the day you have to do jobs or tasks of different colors. Дело в том, что бывает, что на протяжении одного дня нам приходится выполнять задачи и цели, которые свойственны другим цветам. So let's say you're a mom, Ну, представьте, вы мама, you have 2 small children, у вас 2 маленьких ребенка, you're yellow, вы желтая, and somebody kidnaps the и children. кто-то похищает ваших детей. What color would be good to go to now? Вопрос, в какой цвет лучше всего сейчас перекраситься? Now you're still a yellow person, Но при этом вы остаетесь желтым, you just have a red job to do. просто у вас появилась красная работенка. Or you could be a mom and you're red, Или, например, вы мать, вы красная, but sometimes maybe your daughter hurt herself and you have to be yellow and но cover her. иногда в течение дня может так получается, что ваша дочь упала, там, поцарапалась, и вам нужно ее просто прижать к груди и пожалеть. So throughout the day we have to do different jobs or tasks of different В colors. течение дня мы выполняем некоторые задачи, работы, которые присущи другим цветам. Now most husbands say this, Многие мужья говорят вот что. my wife is so red. Моя жена красная. She's always telling me what to do. Она мне все время говорит, что мне надо делать. And I said, no, your wife is probably a different color. Я обычно говорю, что, наверное, нет. Скорее всего, ваша жена другого цвета. But one of her jobs Но дело в том, что одна из задач, is to train you. которую она выполняет в течение дня, это тренировать вас. So how many people now know what color you are? А кто из вас теперь начинает подходить к пониманию, какого вы цвета? How many people still don't know what Кто color you еще are? не понял? Alright? Хорошо. If you still don't know what color you Если are, вы все еще не поняли, какого вы цвета, let me make it even easier. давайте еще упростим задачу. What 2 colors are the outgoing colors? Какие цвета яркие? Yeah, the blues and the reds. Красный и синий. These are outgoing people. Это яркие, заметные цвета. They never worry about rejection. Это заметные люди, которые не волнуются особенно по поводу такой вещи, как отказ. Remember why the blues never get rejection? Помните, почему синие не получают отказов? Yeah, they're not listening. Они просто не слушают. And the reds never get rejection. А красные не получают отказ. They are the ones giving it. Потому что они обычно этот отказ и делают. So the reds and the blues, they'll talk to anybody. Поэтому красные и синие, они готовы говорить с кем угодно. So the red says, let's do a campaign. К примеру, красный говорит, давайте организуем кампанию. Let's talk to 10 strangers a day. Будем встречать и разговаривать по 10 незнакомцев в день. Обязательства, каждый берет на себя. All the reds on the team will say this. Все красные в команде скажут, I can talk to 10 strangers before you do. я с 10 своими встречусь до тебя. I can talk to 10 strangers better than you can. Я могу лучше говорить с незнакомцами, чем ты. How do the blues feel about talking to 10 strangers? Что думают по этому поводу синие? Ooh, they're excited. Здорово! But how do the yellows and greens feel about Теперь it? вопрос, что по этому поводу чувствуют зеленые и желтые? They're not very happy about it.
они не очень счастливы. So the Reds say, oh, they're a bunch of lazy people. Но на что красные говорят, это всего лишь горстка каких-то ленивых лентяев. But the Reds don't understand that the yellows and greens do the business differently. Просто красные, но дело в том, что красные просто не понимают, что желтые и зеленые ведут свой бизнес иначе. So if you are outgoing, you're either a blue or red. Поэтому, если вы знаете, что вы яркий, то, скорее всего, вы либо синий, либо красный. So how many outgoing people do we have? Сколько у нас в зале сидит ярких людей? Заметных, ярких людей. That means you're either a blue or a red. Смотрите, это вас делает либо синим, либо красным. And you say, well, how do I know which one I am? Как же мне узнать, какого я цвета все-таки? Well, if you're blue, Так, если вы синий, you're already talking. вы уже говорите. And if you're red, you know that you're the best color. А если вы красный, но вы знаете, наверняка, что вы-то принадлежите к лучшему. And we don't need those other stupid colors. Все эти остальные цвета нам по барабану. So what are the quieter colors? Какие более спокойные цвета? Зеленый, Yellow and green are the quieter colors. Правильно. Желтые и зеленые это более спокойные, более тихие цвета. So would all the quieter people here please raise your hand? Все спокойные и тихие люди, поднимите, пожалуйста, тихо руки. Some of them will. Кто-то поднял. So if you're more quiet, Если вы более тихие, you're probably a yellow or green. то очень может быть, что вы либо зеленый, либо желтый. How do you know which one? Но как же определить, какой именно? There's two tests. Существует два теста. Number one, Номер один. check for a personality. Проверьте, нацепили ли вы на себя сегодня личность. If you have one, Если у вас есть она, you're yellow. вы желтый. Test number two, Тест номер два. ask somebody to hug you and see what happens. Попросите кого-нибудь вас обнять и посмотрите, что произойдет. So you should know which color you are. Вы должны знать, какого вы цвета. Now, how many people still don't know what color you are? Теперь, кто из вас до сих пор не знает, какого вы цвета? If you don't know what color you are, Если вы до сих пор не знаете, какого вы цвета, trust me, поверьте, all your friends do. все ваши друзья это знают. I was in England. Я был в Англии, This guy way in the back of the room, и вот там в конце комнаты сидит один парень, he raises his hand. и он поднимает руку. He says, I think I'm blue, but I'm not sure. И он говорит, я думаю, я синий, но я не совсем уверен. Now there's three ladies in the front row. Вот представьте, перед ним на первом ряду, он в последнем, а на первом ряду сидят три женщины. They all three turn around. И вот они резко разворачиваются, They show their fangs, показывают клыки. and they say, you are red. Ты красный. Now, obviously, there's some personal relationship То going есть on. очевидно, что между ними какие-то личные взаимоотношения проходили в этот момент. And I don't know if he was red or И, blue. честно говоря, я даже не знаю, там красный, он синий. But I do know the three ladies in the front row, Но я абсолютно точно знаю, какого цвета были женщины в этом ряду. Первые. they were red. Они были точно красные. They were telling him what color he should Потому что be. они ему говорили, какого цвета он должен быть. So if you don't know what color you are, just ask your friend. Поэтому, если вы не знаете, какого вы цвета, спросите ваших друзей. Now, it doesn't really matter what color you are. Еще один важный момент. На самом деле, не так-то важно, какого вы лично цвета. All the colors are good. Все цвета хороши. Green is better. Ну, естественно, за исключением зеленого он лучше. But all the colors are good. Ну, знаете, остальные цвета тоже хороши. What really matters is this. Что на самом деле важно, What color your prospect is. это то, какого цвета ваш потенциальный клиент. Because we want to find out what color the prospect is, Потому что на самом деле мы хотим узнать, какого цвета наш клиент, so we can talk to the prospect in their language. чтобы начать говорить с ним, с нашим собеседником, на его языке. So don't worry what color you are. Поэтому не волнуйтесь, пожалуйста, какого вы цвета. Because you own it. Потому что он ваш. It's yours for life. Все, он ваш, пожизненно. Он вам принадлежит, все. And people say, well, can't I change my color? И люди мне иногда говорят, а я могу поменять свой цвет? I said, no. Нет, You're born with it.
родились с ним, you own it. все, он ваш. And I can prove it Я могу это доказать. because I'm green and I've done the Потому research. что я зеленый, и помните, я провел исследование перед тем, что ты говорили. So let me prove to you that you can't change your color. Давайте я вам сейчас докажу, что невозможно поменять свой цвет. If parents have 3 children, Представьте, что у родителей 3 детей. aren't all 3 children different from birth? У меня вопрос, если 3 детей, они отличаются друг от друга с рождения? Yeah, one is outgoing, one's quiet. То есть один какой-то яркий, другой спокойный. One cries a lot, one explores. Один очень много плачет, другой очень много исследует, ломает. They are different from the moment they are born. Они совершенно разные с той секунды, когда они родились. They are hardwired to be that personality. То есть это их программное обеспечение, они так уже сделаны. Они уже сделаны такими, чтобы быть такой личностью. Some children are bossy right away. Некоторые дети, они руководители с самого начала, они боссы, маленькие начальники. You are born with your color. Вы родились с вашим цветом. Enjoy it. Наслаждайтесь. Now my friend Gary, he's green, Мой друг Гарри, он зеленый. and he decided to change his color to blue. И вот однажды он мне сказал, что он решил поменять свой цвет на синий. I want to be blue like my sponsor. Я хочу быть синим, как мой спонсор. He has so much fun. Ему так весело живется. And if I became blue, my wife would be so proud of me. Если бы я стал синим, моя жена так бы мной гордилась. I would have a personality. У меня бы наконец-то появилась харизма и личность какая-то. So for 9 months, Gary worked on becoming a blue. Вот 9 месяцев Гарри работает над тем, чтобы превратиться в синего. And here's Gary's progress after 9 И months. вот 9 месяцев спустя прогресс Гарри. Have you ever seen an engineer dance? Вы когда-нибудь видели, как танцует инженер? So here's Gary dancing. Вот как танцует Гарри. Pick up right leg, 3.4 centimeters. Поднять правую ногу на 3,5 сантиметра вверх. Shift weight 62%. Переместить вес на 62%. Make a 90-degree arc with the right foot. Сделать арку правой ногой на 90 градусов. Repeat foot number 2. Повторить то же самое с ногой номер 2. He's still green. Он все еще зеленый. You just can't change your color. Вы просто не можете поменять ваш цвет. So don't worry what color you are. Пожалуйста, не волнуйтесь насчет того, какого вы цвета. Just worry what color the prospect is. Волнуйтесь о том, какого цвета ваш собеседник. So, the skill is not the secret language. Помните, я сказал, что секрет, вернее, навык не в секретном языке. We can learn the secret language very easily. Секретный язык мы сейчас выучим очень быстро и легко. The skill is figuring out which color your prospect is. Навык заключается в том, чтобы разобраться, какого цвета ваш собеседник. So you know which secret language to speak. Для того, чтобы знать сразу, на каком языке с ним разговаривать. So the best way to learn that skill Самый наилучший способ выучить этот навык is to actually do it. это сделать это. So, I'm going to ask you to grab a partner. Но я сейчас хочу, чтобы вы схватились за вашего партнера. And we're going to pick a partner in about 3 minutes. We'll pick a partner. Примерно через 3 минуты мы просто выберем себе партнера для этого упражнения. It could be somebody sitting in front of you or somebody sitting in back. Это может быть кто-то, кто сидит перед вами или сзади вас. Somebody next to you. Кто-то справа от вас или слева. How many people here have somebody sitting next to you that will still talk to У you? меня просто вот вопрос такой к вам. Кто из вас до сих пор сидит рядом с человеком, который до сих пор согласен с вами разговаривать? Alright. So, I will ask you to find a partner. Я хочу, чтобы вы нашли партнера. If nobody wants to be your partner, Если никто не хочет быть вашим партнером, just bunch up his threes, ну, сбейтесь в кучу по 3. eavesdrop on somebody else. Или послушайте, что там говорят вокруг. But here's what we're going to do. Но вот что мы будем делать. I'm going to give you 3 minutes to have a conversation. Я вам дам 3 минуты на разговор. You can talk about anything you want. И вы можете говорить в эти 3 минуты о чем хотите. You can talk about the weather. Вы можете говорить о погоде. You can talk about your family. Вы можете говорить о вашей семье. I don't care. Нет, наплевать. It doesn't matter. Совершенно не важно. But at the end of 3 minutes, I'm going to ask you this question. Но в конце этих 3 минут я вам задам следующий вопрос.
what color do you think your partner is? Как вы думаете, какого цвета ваш партнер? I know what you're thinking. Я даже знаю, о чем вы сейчас думаете. Oh my goodness. О, боже мой. How am I going to know what color my А partner как is? же я узнаю, какого он цвета? Alright, would you like a couple hints? Хотите парочку наводов? Alright, Хорошо. here's a couple hints to help you figure out what color your partner is. Парочка наводов, которые вам помогут разобраться, выяснить, какого же цвета ваш партнер. If you turn to your partner, Если вы оборачиваетесь к вашему партнеру, and your partner says, oh, here's some cookies, you go он for it. говорит, да, кстати, угощайся, вот печенье. What color would that be? Какого цвета этот человек? If you turn to your partner, Если вы оборачиваетесь к вашему партнеру, and your partner's already talking like that lady back there, и партнер уже говорит, вот как там дама в зале там сидит сейчас, вот она уже говорит. that would be, Это будет, if you turn to your partner, если вы оборачиваетесь к партнеру, and your partner says, I go first, let me tell you what color you are, и слышите, так, я начинаю первым, давайте я скажу, какого ты цвета начнем. that would be, Это будет, if you turn to your partner, если вы оборачиваетесь к партнеру, and your partner folds their arms, и видите, что ваш партнер скрестил руки на груди, says, I don't want to participate, и говорит себе под нос, не хочу в этом дурацком шоу. I just gave you quick notes, Я вообще сюда пришел на записи, и this is stupid, вообще все глупо. stop looking at me, Слушай, перестань на меня пялиться. that would be, Это будет зеленый. everybody ready? Все готовы? You have 3 minutes? У вас Let's begin. 3 минуты, давайте начнем. How many people in here have a little bit of fun? Пусть вас было весело выполнять это упражнение. Number 2. Номер 2. How many people found out what color your partner was? Кто из вас узнал, какого цвета ваш партнер? Wow, almost everybody. Практически все. Now that's pretty good. Я вам хочу сказать, что это очень хороший результат. You know, I'm not very good at this. Я вам должен признаться, я не очень хорошо узнаю цвета. I can only figure out my partner's color about 50%. Если честно, я могу, я определяю цвет моего партнера в 50% случаев всего. Almost everybody's better at it than I am. Практически каждый из вас, сидящих в зале, намного лучше, чем я. Maybe I don't pay close enough attention, Может быть, я не очень внимателен. and men have more trouble than women. И еще один момент. Мужчинам сложнее это выполнять, чем женщинам. Men look and see one thing, Мужчина, когда смотрит, он видит одну вещь. women look and see 1,000 things. Женщина замечает 1000 вещей сразу. But I can only figure out what color they are 50% of the time. Но я хочу вам сказать, что я выявляю цвет только в 50% случаев. Sometimes they don't fall neatly in one of those 4 categories. Иногда человек, мой собеседник, не подпадает вот идеально в одну из этих категорий. Now, the 50% of the time that I can't figure out what color they are, Но 50% случаев, когда я могу разобраться, какого цвета мой собеседник, I give them a regular presentation. то есть, когда я не могу разобраться, я просто им провожу обычную презентацию. But the 50% of the time I can figure out what color they Но are, 50% случаев, когда я могу выявить их цвет, all I have to do is this. все, что мне нужно сделать, Say 4 or 5 sentences in their secret language, это сказать 4-5 предложений на их секретном языке, and I know they'll come to the meeting. и я знаю, что они придут на следующую встречу. Or say 4 or 5 sentences in their secret language, Или сказать 4-5 предложений на их секретном языке, and they'll want to join before they even hear the name of the и company. я знаю, что они готовы вступить, даже еще не расслышав название компании. How many people here think you can make a fortune off of 50% of the Кто people? из вас считает, что можно кучу денег заработать только в 50% случаев, даже в 50% случаев? So don't worry, you don't have to be an expert. Но смотрите, не волнуйтесь, пожалуйста, вы не обязаны быть экспертами. You can be lousy at it just like me Вы можете такими же быть ленивыми, как и я, and make a fortune on 50% of the и people. зарабатывать кучу денег, только угадывая цвет только в половине случаев. But you guys are better. Но я хочу вам сказать, Almost вы everybody намного лучше. Almost everybody here figured out what color your partner was. Практически все здесь разобрались, какого цвета ваш партнер. So let me ask you this. Поэтому давайте я вас вот что спрошу. How did you know? Откуда вы узнали?
What gave it away? Вот что выдало? What did they say or what did they do that gave you the hint? Что сделал ваш партнер, ваш собеседник такого, или что сказал, что вас навело на эту мысль? Who'd like to volunteer? Yes. Собеседник сразу вернулся ко мне и сразу стал говорить. Сразу. Я Что-нибудь еще? Right, that made it easy. Let's give her a hand. Давайте ее поаплодируем и сразу сказать. Понятно. Я стал задавать вопросы, и человек начал меня внимательно слушать и начал внимательно отвечать. Внимательно слушал и очень вдумчиво отвечал. Он мне помогал разобраться в его цвете. Наверное, желтый. А вы какого цвета? Я синий. Let's give him a hand. Давайте ему поаплодируем. Что-нибудь еще? Девушки решили, что я синий, потому что я им дала информацию, где я видела. Мужчина сразу глазом All right, let's give her a hand. Давайте ей поаплодируем. А я немножко подошла к этому делу с логикой. То есть в данном случае мой партнер рядом сидящий, он мало говорит, то есть это не синий цвет, это однозначно. К желтому он тоже отношения не имеет, потому что в принципе не заботится с таким усердием. Зеленый цвет, обнимать я его не пробовала. Поэтому осталось красный, то есть руководитель своей судьбы. Я спросила у своего соседа, какого он цвета, как он думает. Он сказал, что он желтый. Но при этом он сказал, что он работает всю жизнь руководителем и что всю свою семью подписал в свою компанию. Я сказала, что красный. You see, it's real hard. Видите, на самом деле не так-то сложно. All I do is this. Все, что я делаю, I take the easy ones. я беру самых легких. The ones that are just really obvious. То есть вот то, что совершенно очевидно, какого цвета собеседник, я вот учусь на это. So I don't try to figure everybody out. Я не стараюсь психоанализировать и разобраться, какого цвета абсолютно каждый человек, с кем я встречаюсь. But if I know what color they are, Но если я знаю, какого они цвета, it's easy. все становится легким. So remember, the skill is this. Запомните, навык вот в чем. The skill is not the secret language. Навык не в секретном языке. The skill is figuring out what color they are. Навык заключается в том, чтобы разобраться, какого цвета ваш собеседник. So are you ready to learn the secret language? Теперь вы готовы выучить секретный язык? Да. Да. Scary. Даже страшно делать. Everybody has to step back. То есть зеленым приходится отступать. All right, let's go to work. Ну ладно, поработаем. You're at a prospect's house. Вы находитесь в доме вашего потенциального клиента. The prospect says this. И ваш потенциальный клиент говорит вам: Oh, have a seat. присядь, пожалуйста. Here's some coffee, Вот кофе, tea, чай, milk, молоко, pie, пирог, ice cream, мороженое, cake, торт, cookies. печенье. For an extra. Хочешь массаж? What color prospect is this? Какого цвета этот человек? So you have determined this is a И yellow. вот вы определили, что перед вами желтый сидит.
And you want to talk to them in the yellow language. Вы хотите говорить с ним на желтом языке. Because if you talk in their language, they will understand. Потому что если вы будете говорить на их языке, они поймут. You don't want to talk to them in a foreign language. Вы не хотите с ними говорить на иностранном языке. So, what do we know about the yellow? Что же мы знаем о желтых? They like to help people. Они любят помогать другим людям. That's all you have to remember. Вот на самом деле это все, что вам нужно помнить. They just love helping people. Они просто обожают помогать другим людям. I'm sure they like to be members of a team. Да, конечно, они любят быть еще членами команды. Yeah, they like to hug. Да, им нравится обниматься. But bottom line is they Но love to help people. если подвести черту под всем этим, они любят помогать людям. So, based upon the secret language that you have just told me, И вот основываясь на этом секретном языке, который вы мне только что описали, here's my invitation to the yellow вот мое приглашение для желтого. to invite the yellow to an Для opportunity. того, чтобы пригласить желтого на встречу по предоставлению возможностей. Is it okay if I exaggerate just a little bit? Ничего, если я буду немножко преувеличивать, чтобы запомнили малыш. It'll make it easier to remember. Просто для нас будет проще запомнить. So to the yellow prospect who invites to the opportunity meeting, I would say this. Поэтому для того, чтобы мне пригласить желтого потенциального клиента на встречу по предоставлению возможностей, мне надо сказать буквально следующее. Would you please come to our opportunity meeting tomorrow Не night? мог бы ты, пожалуйста, прийти на нашу встречу по предоставлению возможностей завтра вечером? We need your help. Нам нужна твоя помощь. We have some vitamin products У нас есть линия витаминных продуктов, that makes the deaf see and the blind hear. которые помогают слепым слышать и глухим видеть. And it helps grandmothers repair their arthritis knees Помогает бабушкам избавляться от боли от артрита. so they can take their grandbabies to the zoo. Они сразу начинают бегать и отводить своих внуков в зоопарк. And we have some cosmetics И, кстати, у нас есть косметика, that helps get rid of acne. которая помогает молодым людям избавляться от прыщей, So young teenage girls will have a better self-image. что позволяет молодым девушкам приобретать более хороший имидж. And will attend school more regularly. Они начинают чаще посещать школу, And go on to become a doctor. становятся докторами And save starving babies and и everything. спасают голодающих детей. And our insurance protects young families. А наша страховка, она защищает молодые семьи, So the babies will always have baby food. чтобы у детей всегда была детская еда. And we help people earn a part-time И income. мы, конечно, помогаем людям зарабатывать дополнительные деньги в свободное время, So mothers can stay home with their babies. чтобы матери могли больше времени проводить со своими детьми дома. And would you just please come to the meeting? И просто, пожалуйста, приди на встречу And could you bring some refreshments? и захвати с собой прохладительный напиток. And by the way, И, кстати, I just need one more guest мне нужен всего один гость, всего одного гостя мне осталось пригласить, to win the secret ribbon of для helpfulness. того, чтобы получить секретный значок помощника. So when you come with me tomorrow night, Поэтому, если ты придешь завтра вечером со мной, so I can get my ribbon. я смогу получить свой значок. All right, who are all the yellows here? Желтые. Поднимите руки, желтые. How are we Ну doing? как мы справились с задачей? It's easy, isn't it? Легко, да? All the yellows are going to be there Все желтые придут, because they're speaking in their secret language. потому что мы говорили на их секретном языке. Now, if you gave that same invitation to a У red, меня вопрос. Если вы будете точно такое предложение делать красному, would the reds come? красный придет? Now, they say, what's wrong with these people? Вы думаете, вообще что у них с головами? You see, that's the secret language. Вот это секретный язык. And it's so easy. И он очень простой. All you have to remember is Все, что вам нужно запомнить. yellows want out. Желтые хотят помогать. Now, if you're red, Если вы красный, please take notice of the following story.
то обратите внимание на историю, которую я сейчас расскажу. I'm in New Zealand. Я нахожусь в Новой Зеландии. And after the workshop, these two people came up. И вот после семинара подходит ко мне два человека. The sponsor was red. Спонсор, она была красной. The sponsor's brand new distributor was yellow. И новенький дистрибьютор вместе с этой женщиной, женщина другая, она была желтой. So the red sponsor turned to the distributor and said this. Красный спонсор поворачивается к своему дистрибьютору и говорит: Speak. Говори. And the new distributor И said вот this. новый дистрибьютор говорит: Well, my sponsor's been trying to get me come to a meeting for 4 years. Мой спонсор пытался затащить меня на встречу по предоставлению возможности 4 года подряд. I never wanted to come. И я ни разу не соглашалась. But last month she said Но this. в прошлом месяце она сказала: I just need one more guest to meet my quota. мне нужно всего одного гостя привести для того, чтобы закрыть квоту. So I came just to help out. Я просто решила выручить ее. And I joined. И я вступила. And now I'm helping lots of people. А теперь я помогаю очень многим людям. I'm glad I did. Я очень рада, что я принял это решение. Now if you're red, Я свой красный. remember this. Запомните. When you're talking to a yellow, Когда вы говорите с желтыми, throw away your sales script. просто выкиньте вот этот сценарий, вот вашей предпродажной подготовки, то, что вы заготовили сказать. Throw away your high pressure closes. Забудьте абсолютно вот о вашем давлении, которое вы умеете делать. You don't have to manipulate them with neurolinguistic programming kung fu. Забудьте об этом конфу нейролингвистического программирования и так далее, манипуляции. All you have to do is say this. Все, что вам нужно сделать, это сказать: We need your help. нам нужна твоя помощь. It's just that simple. Все так просто. You see, when you learn to speak another person's language, Вы знаете, когда вы учитесь говорить на языке другого человека, they instantly see what you see. они мгновенно видят, что же вы им пытаетесь сказать. Now, before we learn some of the other languages, Перед тем, как мы выучим несколько других языков, let me show you what's been happening in your career. я вам хочу сейчас немножко проиллюстрировать, что до сегодняшнего дня происходило в вашей карьере. And it's been ugly. И то, что происходило, не очень примечательно, не очень красиво. See if you've ever seen or noticed this. Как вот просто задумайтесь, вы когда-нибудь видели или замечали следующее? And this is why people don't talk. Вот именно поэтому люди не вступают, опять же. I want you to imagine a green personality Я хочу, чтобы вы сейчас на минуточку представили зеленого, giving a presentation to a blue. который проводит презентацию для синего. If you're laughing, Если вы смеетесь, you understand. вы все поняли. You know why people didn't join. Вот вы теперь понимаете, почему люди не вступают. If you're not laughing, Если вы не смеетесь, let me give you an example. давайте я вам дам пример. Of a green giving a presentation to a Как blue. зеленый проводит презентацию для синего. By the way, who are all the blues here? Кстати, синие, поднимите руки, еще раз, смотрите на нас. Oh, they're multiplying. Они умножаются почему-то. Alright, here's a green giving a presentation. Вот зеленый проводит презентацию для синего. Let me tell you about our company. Давайте я расскажу о нашей компании. We have 321 employees. В нашей компании 321 работник. Let me read you their names right now. Давай я сейчас себе перечислю их поименно. We have all these policies and procedures. Просто у нас есть вот этот выработан устав, процедуры и политика. You need to understand that before we go on. И тебе нужно понять каждый пункт перед тем, как мы продолжим двигаться дальше. This is product number 1. Итак, переходим к продукту номер 1. Here's ingredient number 1 and И product вот number 1. состав, перечень ингредиентов, из чего состоит продукт номер 1. Ингредиент номер 1. Let me read to you my research on ingredient number 1 and product Я number 1. подготовил отчет по поводу этого ингредиента. Позвольте его сейчас тебе зачитать. Here's ingredient number 2. Вот ингредиент номер 2. What's the blue thinking? Что в этот момент думаете? Just shut up! Да заткнись же ты! I want to talk! Я не хочу поговорить.
But the green doesn't get it. Но до зеленого не доходит. Теперь переходим к маркетинг-плану. Let me show you about every percentage. Я сейчас покажу вообще все проценты. What's the blue thinking? Что думает синий? I'll jump off a cliff. Я сейчас выпрыгну из окна. Sure. Нет, я вообще наколю себя на вилку или на нож. I'm never going to join. Да я никогда не вступлю. Because I might have to listen to this again. Потому что если мне придется еще хотя бы раз в жизни это все выслушать, Is the blue ever going to join? вообще синий когда-либо вступят. And it has nothing to do with how good the company is. Это совершенно не связано с тем, насколько хороша компания. And it has nothing to do with how good the compensation plan is. Совершенно не связано с тем, насколько хорош маркетинг-план. It has nothing to do with how good the products are. Совершенно не связано с тем, насколько хороши ваши продукты. It has nothing to do with how accurate the great presentation was. Совершенно не связано с точностью презентации, которую проводил Зеленый. It had everything to do with talking in the wrong color language. Все связано только с тем, что вы говорили не на том свете. How many people now understand why people don't join? Кто из нас теперь понимает, почему люди не вступают? Alright, let me tell you about the company. Слушай, давай я расскажу тебе о компании. It reminds me when visitors came to my house. Кстати, эта история мне напоминает однажды случился, когда ко мне пришли друзья в гости в дом. We just finished putting up some wallpaper in the new bedroom. А мы только-только закончили клеить обои в гостиной. I saw the design when I went to Hong Kong. И этот дизайн этих обоев я однажды увидел, когда вот мы поехали с компанией в Гонконг, я увидел там такие обои. You know, when you fly over, they give you free drinks on the plane. А когда вот мы летели, кстати, в Гонконг, долгий перелет, и там сразу дают бесплатные напитки. Sometimes have little umbrellas in it. А иногда вот в этих напитках такие маленькие красивые зонтички. Reminds me of the time I went to Disney А World. вот я когда увидел этот зонтичек в первый раз, у меня сразу была такая ассоциация, снова как ездил в Диснейленд. Is the green ever going to join? Зеленый вообще вступит в жизнь. What's the green thinking? В чем думает зеленый в этот момент? Give this third person some Prozac. Дайте ему успокоительное. What's wrong with these Что people? вообще с ним творится такое? Will the green ever join? А вообще зеленый вступит? No. Нет. And it doesn't matter how enthusiastic the blue И is. это совершенно не связано с тем, насколько пышет энтузиазмом синий. Doesn't matter how motivated the blue is. Совершенно не важно, насколько мотивирован синий. The blue will never join. Yeah, the blue will never join the green. The green will never join, yeah. The green will never join. Yeah. Зеленый никогда не вступит в синий. How many people here have ever seen somebody give a presentation in the wrong color? Кто из вас когда-либо в жизни видел, как проводят презентацию не на том языке, не на том свете? When you leave here today, Когда вы сегодня отсюда уйдете, you're going to see it happen a lot. вы будете это видеть еще чаще. And it's going to be the funniest thing И you've ever это seen. будет самое смешное шоу, которое вам когда-либо в жизни показывали бесплатно. You're going to want to laugh till milk shoots out your mouth. Вы будете готовы смеяться до тех пор, пока молоко не начнет капать из ваших ноздрей. But I'm going to ask you, don't laugh. Я вас попрошу, не смейтесь. Go around the corner and then laugh. Выйдите из кабинета и тогда смейтесь. Because if you laugh at them, they have no idea why you're laughing. Потому что если вы начнете над ними смеяться, у них понятия нет, почему вы смеетесь. Because if they don't understand the color personality, Потому что если они не понимают цвета личности, they'll be saying, why are you laughing? они будут задать вопрос, а что ты смеешься? Was there something wrong with slide 7? Что-то было не так со слайдом номер 7? Didn't I have a good enough attitude? Или, может, я недостаточно мотивирован был? They have no idea what's Не going on. будут понятия вообще, что происходит. They don't have a clue about network marketing. Они не будут ничего понимать. Они ничего не знают о сетевом маркетинге. They think it has something to do with goals, Они до сих пор думают, что сетевой маркетинг как-то связан с целями, attitudes, отношениями,
products, продуктами, compensation plans, маркетинг-планами, sponsors. спонсорами. It has nothing to do with that. Все маркетинг не связано с этими вещами. It has everything to do with talking to them in the right color language. Полностью связано с тем, на каком цвете, на каком языке вы разговариваете с вашими собеседниками. How many people are glad that you're here today? Я вопрос, кто из вас рад, что вы сегодня здесь сидите? Because now you can make your network business work. Смотрите, вы сейчас можете заставить ваш сетевой бизнес работать. How many people here feel sorry for the people that are not here Кстати, today? другой, кто из вас чувствует жалость по отношению к тем, кто сегодня не пришел? They're doomed. Они прокляты, обречены. They are sentenced to a lifetime То есть они просто вот, пожизненное заключение для них. of stupid presentations Они in the wrong будут color language пожизненно проводить глупые презентации не на том цвете, не на том языке. that don't have a chance of work. У них не будет никаких шансов, что это сработает. And they're going to be frustrated. Они будут разочарованы. They're going to set goals they'll never Они achieve. будут ставить новые цели, которые так и не достигнут. And they'll have no idea why their business is not Они не working. будут понимать, а почему же, собственно, бизнес не работает. And they'll waste the rest of their life trying to make it work. И тратить остаток своей жизни, заставляя его как-то спастись. That's sad. Это грустная картина. How many people here truly feel sorry for them? Кто из вас действительно чувствует вот жалость по отношению к этим людям? Because the reds don't. Ну, красный, конечно, нет. Понятно. They think, I'm going to clean up. А, я сейчас чистку устрою. Just kidding. Просто шучу. I want you to imagine for a moment Я сейчас хочу, чтобы вы представили a yellow personality желтого, giving a presentation to a red. который проводит презентацию для красного. If you're yellow, Если вы желтый, I bet you don't have a lot of reds that you personally то spot. я могу просто сейчас поспорить, что у вас не очень много красных в команде, которых вы лично проспонсировали. Would you like to see an example of a yellow giving a Хотите presentation увидеть to a red? пример того, как желтый проводит презентацию для красного? Well, you need to come to one of our meetings. Мне надо прийти на одну из наших встреч. But then our really meetings, Да, на самом деле даже встреча. we all sit in a semicircle. Мы так полукругом садимся, We're all equal. мы все равны. Nobody raises their voices. Никто не повышает тон. And after the cookie giving У ceremony, нас даже такая церемония есть, мы раздаем друг другу печенье. we have a group hug. После этого мы обнимаемся все вместе. And then we say kumbaya. После этого поем кумбая. What do the reds say, Pete? Что это красный? Exterminate these people. Этих людей надо стрелять. Are the reds ever going to join? Этот красный вообще вступит после этого. I don't think so. Я не уверен. Well, I want you to imagine for a moment Теперь я хочу, чтобы вы представили a red красного, giving a presentation to a yellow. который проводит презентацию для желтого. Now that could be ugly, couldn't it? Грустная картина будет, да? Would you like to see how that sounds? Хотите, как это звучит? Послушать. Here's the red giving the presentation. Вот красный проводит презентацию. First of all, Во-первых, sign the application and then I'll tell you what it's about. вначале подпиши вот заявку, да, я тебе расскажу, о чем мы должны говорить. Then you're going to have to talk to 30 strangers. Ты с сегодняшнего дня будешь обязан говорить с 30 незнакомцами, Pass out all these catalogs. раздавать вот эти каталоги. You need to buy a case of product. Тебе нужно будет купить чемодан продукции. No, 5 cases. Вообще нет, лучше 5. No, you need to start big. Тебе же надо 50 cases. 50 чемоданов. And you're responsible for bringing 3 people to every meeting. И, кстати, теперь твоя обязанность по 3 новых человека на каждую встречу приводить. And it's my way or the И highway. либо ты так делаешь, как я говорю, либо катись отсюда. And the yellow says this. Желтый говорит, Then goes home and cries.
Потом идет домой, закрывает дверь, плачет. And never returns another phone call. Меняет телефонный номер и больше никогда не подходит к телефону. Кто из нас когда-либо видел, как красный для желтого проводит презентацию? Do we all understand now that we need this skill first? Мы теперь все понимаем, что нам этот навык нужен в начале. Unless you have the skill of being able to talk to people, Пока у вас нет этого навыка, вот как разговаривать с людьми, setting goals is not going to work. цели совершенно не будет ничего значить. You can set lots of goals, but you'll never achieve them. Вы сможете ставить перед собой очень много хороших, красивых целей, но вы их не сможете достигать. Having a great attitude isn't going to work. И хорошие отношения не будут работать. A wonderful product is not going to work. Великолепная продукция не будет работать. So one of the first skills you need to learn is how to talk to people. Одно из первых навыков, которые необходимо выучить, это знание того, как разговаривать с людьми. And you've already learned how to talk to the yellows, haven't we? И мы вот сейчас узнали, как разговаривать с желтыми. Was the yellow secret language pretty easy? Желтый язык, он был достаточно простой, не правда? You see, you already know the secret language. Видите, в чем дело? Вы уже знаете секретный язык. So let's move on. Давайте продолжим с другими цветами. So you're at a prospect's house. Вы вдруг потенциального клиента. And you have determined that the prospect is blue. И вы определили, что ваш собеседник синий. So you're talking to the prospect. Вы с ним начинаете разговор. No, you're not. Нет, вы не начинаете с ним разговор. You're listening to the blue. Вы слушаете, как он говорит. So the blue's talking. Так, синий говорит. The blue takes a breath. И вот в тот момент, когда он набирает воздух, Take a sip of your coffee. или там, чтобы сделать глоток кофе, Here's your chance. наступает ваш шанс. You want to invite him to the opportunity meeting. Вот в этот момент вы должны его пригласить на встречу по представлению возможностей. So what do we know about the blue? Что мы знаем по поводу синих? Путешествовать. They like to have fun. Им нравится веселье, They like adventure. им нравятся приключения, They like travel. нравится путешествие, Общение с людьми. They joy. им нравится удовольствие получать. Все люди их друзья. Everybody's a friend. Все люди друзья, мгновенные. They love meeting new people. Им нравится встречать новых людей. They like to talk. Им нравится говорить. So, Итак, based upon the secret language you've just given me, вот только основываясь на том секретном языке, который мне только что описали, here's my invitation to a blue. вот мое приглашение для синего. And is it okay if I exaggerate a little bit? И вообще ничего нельзя опять преувеличивать чуть-чуть. Just to make it easy to remember. Чтобы просто так легче было запомнить. By the way, who are all the blues here? Кстати, синие, кто здесь? It's still growing. Все увеличивается число, как-то все больше и больше. Here's my invitation to a blue. Вот мое приглашение для синего. We have a meeting tomorrow night. Завтра вечером у нас будет встреча. You've got to come Ты должен прийти, because it's going to be so exciting. потому что там будет так круто. It's going to be so much fun. Там будет так весело. You're going to meet lots of Ты встретишь там кучу new people. новых людей. You're going to have a chance to talk to them before the meeting. У тебя будет шанс поговорить с ними до встречи, You're going to have a chance to talk to them during the meeting. во время встречи. And you'll talk to them for hours after the И, кстати, meeting. ты можешь еще часами с ними говорить после встречи. And we have lots of fun and travel. И у нас в компании очень много веселья, много путешествий. And you can win a trip to Turkey. Ты можешь выиграть поездку в Турцию.
And they give you money just for talking to people. И у нас в компании дают деньги, раздают налево-направо только за то, что мы разговариваем с людьми. We have all these products and things that people want to know У about. нас есть такие продукты и вообще вещи, которые очень нравятся людям, которые люди хотят. So you get a chance to talk. Ты можешь говорить еще и об этом много. Говорить. So you just gotta be there. Тебе просто надо прийти и все. How we doing, Blues? Синие, как мы справляемся? Yeah. Thumbs up. Да. The Blues are there. Пальцы вверх. Синие уже пришли. Because we're speaking their language. Потому что мы говорим на том языке. Now you give that exact same invitation to agree. Вот представьте, что точно такое же приглашение вы делаете зеленому. They're gonna have a heart attack. Вы еще не закончите, у него уже сердечный приступ. So if you're blue, Если вы синий, and been inviting the greens и вы приглашали зеленых, by saying it's going to be so exciting, so much fun, говоря им, что там будет очень весело, you're scaring them. вы их пугаете. Well, how many people here think you can get the blues to come to a meeting? Кто из вас теперь считает, что синих теперь не проблема приглашать на встречу? You see, you already know their secret Видите, language. вы уже знаете их секретный язык. It is so easy to Он understand. такой простой, так просто их приглашать. So you're talking to a prospect, Итак, вы говорите с вашим собеседником, and the prospect says this. и ваш потенциальный клиент говорит, Bottom line, короче, why are you here? чего ты тут делаешь, что тебе надо? Just get to the point. Давай, переходим к делу. What color is that? Какой это цвет? So you determine it's a red prospect. Вы определили для себя, что перед вами красный. You want to invite the red prospect to the opportunity meeting? Вы хотите пригласить вашего красного на встречу по предоставлению возможностей. And by the way, И, кстати, how many people here ever invited somebody to a meeting? кто из вас хоть раз в жизни кого-либо пригласил на встречу, And they didn't show up? и этот человек не пришел? Why do you think they didn't show up? Как вы думаете, почему они не пришли? Yeah, maybe we invited them in the wrong color language. Может быть, мы не на том цвете их приглашали? Or maybe we might have been hit by a car too. Ну, конечно, есть еще шанс, что их сбила машина по дороге на вашу встречу, но он минимальный. But usually because we invited them in the wrong color language. Но, как правило, это происходило из-за того, что мы их приглашали не на том цвете. So you're going to invite the red. Вы решили пригласить красного. What do we know about the red? Что же мы знаем о красных? Money, money, money. Деньги, 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 деньги. Power, like to be the boss. Власть, мы хотим быть боссами, да? A career, Карьера, respect, recognition. Oh, they like recognition. да, они любят признание, конечно. Like to be number one, competition. Хотят быть номер один, конкуренция. Alright, they like the competition, they like the Им challenge. нравится самолюбие, им нравится вызов, им нравится конкуренция. Okay, Хорошо. based upon the secret language you have given me, Вот только основываясь на том секретном языке, который вы мне только что описали. here's my invitation to a red. Вот как звучит мое приглашение для красного. And with the reds, I don't even have to exaggerate. А с красным мне даже преувеличивать не надо, по-вашему. Here's my invitation to a red. Вот мое приглашение для красного. We have an opportunity meeting tomorrow night. Завтра вечером у нас будет встреча по предоставлению возможностей. Be there. Просто будь там. We're talking money. Мы о деньгах будем говорить. What kind of money? Каких деньгах? Big. Больших деньгах. Huge money. Огромных деньгах. Massive amounts of money. Просто массивных размеров денег. Not that little money from a job, Не те мелочь, которую на работе получаешь обычно. but the huge money from having your own business. Больших деньгах, которые получаешь от своего бизнеса.
Here's your chance to fire the boss. Вот настал твой шанс уволить твое начальство. Be your own boss. Будь сам себе начальником. Build your own organization. Построй сам свою организацию. Tell them what to do. Будешь сам им говорить, что делать. And get the recognition you finally И deserve. наконец-то получишь вот это признание, которое ты давно заслуживаешь. And earn the big money. И, конечно же, про большие деньги. So you can buy that red Ferrari you always wanted. Ты сможешь купить тот красный Феррари, о котором ты всегда мечтал. So you can drive back to where you used to work. Представь, как ты приедешь на бывшее место работы. Pull up to the parking lot. Остановишься около офиса. Leave rubber marks as your tires all over the parking lot. Кстати, очень хорошо газануть при этом, чтобы на асфальте оставить следы от колес. Roll down the electric window. И вот осторожненько, ты опускаешь электрическое стекло. And wave goodbye, loser. Со словами «Прощайте, дурачок». Now, what are all the reds? Красные, поднимите, пожалуйста, руки. Are you there? Вы там уже, да? I had you at big money, didn't I? Да, я уже вас пригласил, все ясно. The reds are so easy. Красное, на самом деле, это очень просто. Now you give that same invitation to a yellow. Вот попробуйте это же самое приглашение дать желтому. And they're going to say, oh, how gross. И он скажет, боже, как это все уродно, как некрасиво. But let me ask the red. Но давайте спрошу красных. Are you there? Вы на встрече? Goes right to the heart, doesn't it? То есть, потому что я пробил вас прямо в сердце, правильно? When you talk to somebody's language, they get it. Когда вы говорите на языке того самого цвета, человек понимает. Now you don't have to be very good at the language. И опять же, вы не обязаны быть, очень хороши в этом языке. You don't have to be professional with Вам it. не нужно быть профессионалом. You already know enough for the language. Дело в том, что вы уже достаточно много знаете. It doesn't have to be perfect. Ваш язык не обязан быть идеальным. You already know one language, your color Вы language. уже знаете один язык, ваш собственный язык, язык, присущий вашему цвету. Now for the other three languages, you're just going to try your best. Что касается остальных 3 языков, просто попытайтесь говорить как можно лучше и все. I want you to imagine that I'm from Portugal. Давайте предположим, что я из Португалии. I speak perfect Portuguese Я великолепно владею португальским. and broken Russian. И очень ломаным русским. How would you like me to communicate with you? Как бы вы хотели, чтобы я с вами разговаривал? And broken Russian. Конечно, на ломаном русском. It doesn't have to be perfect. Но он не должен быть идеальным. Well, it's the same with your color. То же самое с вашими цветами. If you're yellow, Если вы желтый, of course you can speak yellow. конечно, вы можете говорить на желтом. It's your native language. Это ваш родной язык. But when you talk to blue, red, and green, Но когда вы говорите с синим, красным и зеленым, don't talk to them in yellow. не говорите с ними на желтом языке. Talk to them in blue, red, and green. Говорите на синем, красном и зеленом. Now, it won't be perfect, Он будет не идеальным, but you'll be speaking in broken blue, но вы broken будете red, говорить and на green. ломаном синем, ломаном красном и ломаном зеленом. And that's good enough. Это достаточно. They appreciate it. Люди будут вам за это признательны. And then they'll understand. И они будут вас понимать. So you're at a prospect's house. И вот вы находитесь в доме потенциального клиента. And you have determined the prospect is great. И вы поняли, что ваш потенциальный клиент зеленый. So, you want to invite the green to an opportunity meeting? Вы хотите пригласить зеленого на вашу встречу. What do we know about the green? Что же мы знаем о зеленых? Information, Информация, thinks a lot, думает, Мало действует. very systematic, очень системный, logical, логический, research, исследование, analysis, анализ, boring. скучный. Okay. Хорошо. Are they good around people? Как они вокруг людей себя чувствуют? Рядом с людьми.
If they come to a meeting, where are they going to sit? Если они приходят на встречу, где они сядут? So you already know the language. Видите, вы уже знаете язык-то на самом деле. So based upon the language you told me, Просто основываясь на писании языка, который вы мне только что сделали. here's my invitation to agree. Вот как будет звучать мое приглашение для зеленого. We have a meeting tomorrow night. Завтра вечером у нас будет встреча. Please come. Пожалуйста, приходи. I need your opinion. Мне нужно твое мнение. We're going to sit way in the back of the room, Мы с тобой сядем в дальнем углу комнаты, where nobody will bother us. где к нам никто не подойдет. Nobody's going to ask us to join. Nobody's going to ask us to buy. Никто не будет нам подходить с вопросом там, вступать или что-то покупать. And bring a big notebook, Я тебя прошу, возьми, пожалуйста, большую тетрадь. because there'll be lots of information. Потому что я бы хотел, чтобы ты как можно больше информации записал. We need to take lots of notes. Нам нужно очень много записей сделать. And at the end of the И presentation, в конце презентации hopefully we'll have enough information я надеюсь, что у нас будет достаточно информации, to begin our preliminary research. чтобы начать наше предварительное исследование. Who are all the greens? Все зеленые, кто здесь? Do we feel comfortable with that? Мы себя хорошо чувствуем с этим приглашением, да? Yeah, we'll be at the meeting. Конечно, мы придем на эту встречу. Now give that invitation to a blue. Попробуйте это приглашение дать синему. They left for a party a long time ago. Они уже, вы пока там его заканчиваете, он уже на вечеринке где-то тусуется. So if you're green, Если вы зеленый, don't use that invitation on a blue. не используйте это приглашение на синий, пожалуйста. How many people now think, hey, the secret language is pretty easy? Кто из вас теперь уверился в том, что а ведь секретный язык простой? So like I said earlier, the secret language is not the skill. Как я уже говорил ранее, секретный язык это не навык. The skill is learning to figure out what color the process. Навык заключается в том, чтобы разобраться, какого цвета ваш потенциальный клиент. And the easiest way to learn that skill И самое простое, как это можно выучить, is to actually do it. это сделать это. So I'm going to give you another chance to figure out a prospect's color. Я вам сейчас дам еще один шанс разобраться, какого цвета ваш собеседник. But this time В этот раз we're going to figure it out with somebody who is a stranger. мы это попытаемся сделать с кем-то, кто для нас пока является незнакомцем. Not somebody sitting next to us. Не кем-то, кто сидит рядом с нами. So in a few minutes I'm going to ask you all to do this. Поэтому через пару минут я вас попрошу сделать следующее. You've been sitting for a while, Вы уже сидели достаточно долго. and you probably like to get up and stretch your И legs. я уверен, что вы бы хотели сейчас подняться и немножечко размять ноги. So I'm going to ask you to find a stranger, Поэтому я вас попрошу, чтобы вы нашли незнакомца, somebody you absolutely don't know. кого-то, кого вы совсем не знаете. And you'll have a little 3-minute conversation И with у them вас будет 3-минутный разговор с этим человеком. to see if you can figure out what color they are. Просто для того, чтобы разобраться, какого они все-таки цвета. Now, because it's a stranger, Так как это незнакомец, would you like some help? хотите подсказок? Let me give you a couple of questions Давайте я вам дам парочку вопросов, that you could ask которые вы могли бы задать, that might give you a hint what color they are. которые могли бы вам дать подсказку, какого цвета ваш собеседник. What are some questions you think you could ask? Как вы думаете, какой вопрос вы можете задать? Where are you from? Откуда ты приехал? What kind of profession? What do you do for a living? Какая профессия? Чем вы занимаетесь? Oh, what do you like to do in your free Что вам time? нравится делать в ваше свободное время? Would you like to talk about it? Хотите об этом поговорить? So easy. Это легко. Let me give you 3 quick questions. Давайте я вам дам свои 3 простых вопроса. You don't have to use these questions, И вы не обязаны их использовать. but somewhere in the conversation you could. Но где-то в процессе разговора вы могли бы их вставить. The first question I'd like to ask Первый вопрос, который мне нравится задавать. what kind of job do you have?
Какая у вас работа? Чем вы занимаетесь? What do you do for a living? То есть, чем вы зарабатываете себе на жизнь? Now, if somebody says, I'm a nuclear physicist, Ну, к примеру, кто-то говорит, я физик-ядерщик. working on the tensile strength of girders on bridges. Я работаю над системами упругости мостов. What color might that be? Из какого цвета этот человек может быть? It's probably green. Скорее всего, он зеленый. If it's blue, you're in trouble. Потому что если это синий, то вы попали. People make fun of greens, То есть, смотрите, люди смеются над зелеными. but the next time you cross a В bridge, следующий раз, когда вы будете проезжать через мост, you better hope it's not built by a blue. ну, очень надо надеяться, что его не строил синий. Did you see a blue building a bridge? Вы можете себе представить синего, который строит мост, да? That's not level over there. Что-то уровень не совпадает. Put another beer can under А it. может поставь просто банку из-под пива и все. Now, somebody could be in a profession that's different than their personal calling. Опять же, кто-то может заниматься профессией, которая отличается от его доминантного цвета. So it's not guaranteed. Поэтому этот вопрос не дает нам стопроцентной гарантии. But it's a good place to start the Но это conversation. неплохой вопрос, с чего можно было бы начать разговор. You can ask a few more questions. Вы можете задать еще несколько вопросов. Second question I like to ask Второй вопрос, который я люблю задавать, is what do you like to do in your free time? это что вы любите делать в свободное время? You see, free time is optional. Дело в том, что свободное время это то, где у нас появляется выбор. People can choose what they want to do in their free time. Люди получают выбор, они могут выбирать, чем заниматься в свое свободное время. So that's probably more accurate. Поэтому, наверное, ответ будет более точно представлять, какого цвета перед нами собеседник. So I say, what do you like to do in your free time? Когда я говорю, чем вы любите заниматься в свое свободное время, And they say, I like to knit woolen ashtrays for homeless people. и вы получаете ответ, что мне очень нравится вышивать из шерсти пепельницы для бездомных. What color would that be? Какого это цвета, скорее всего? Or I say, blue's heartless, it's okay. Синий не слышали, все равно нормально. Желтый. And you say, what do you like to do in your free time? Если вы говорите, чем нравится заниматься в свое свободное время, And they say this, и вам отвечают, I don't need any stinking free time, I'm too busy working on my career. мне вообще свободного времени не нужно. Я занимаюсь своей карьерой. That's it. Here's the third question I'd like to ask. Третий вопрос, который мне нравится задавать. What do you like about it? Что вам в этом больше всего нравится? Get them to talk about it. Что мы даем возможность поговорить об этом. So what do you like about your hobby, or what do you like about your Что job? вам нравится в вашей работе или что вам нравится в вашем свободном времени, провождении? Let me show you how that works. Давайте я вам покажу, как это работает. I'm talking to a prospect. Я говорю с потенциальным клиентом I say, what do you do for a living? и задаю ему вопрос, а чем вы занимаетесь? And I'm a kindergarten school teacher. О, я учитель в детском саду. I teach 5-year-old children. Я обучаю пятилеток. So what am I thinking? Я что думаю? Could be yellow. Верно, желтый. And I say, and what do you like about your job? А я потом говорю, а что вам нравится именно вот в вашей работе? I say, well, 5-year-old children are really small. Вам отвечают, ну пятилетние дети, они же очень маленькие. And you can boss them around. И вы можете все время ими их отдергивать, You руководить. can tell what to do. Можете говорить, что You делать. can rule with an iron Вы fist. можете железным кулаком You're a управлять dictator for life. и быть диктатором всю свою жизнь. So what color are they? Какого цвета перед вами собеседник? So those are 3 questions that you can ask Вот это 3 вопроса, которые вы можете задать, to help you determine somebody's color. которые могут помочь вам выявить цвет вашего собеседника. Now, in about 1 minute, I'm going to ask you to do this. Еще через минуту я вас попрошу сделать, I'm going to ask you to stand up, чтобы вы встали, look around, find somebody you don't посмотрели know, вокруг и нашли кого-то, кого вы еще не знаете. pick a partner, Выбрать себе цель. but I want you to notice this. Но я хочу, чтобы вы обратили внимание на вот что. Here's what's going to happen. Вот что будет происходить.
the first persons to stand up and pick a partner are going to be the red. Скорее всего, первые, кто поднимутся и выберут себе партнера, они будут красными. They're going to grab a partner Они схватят своего партнера, by doing this. делая это примерно так. You're my victim. Ты моя жертва. The second people who get up will be the blues. Вторые люди, которые поднимутся, обратите внимание. And they'll just start talking. Это будут синие, потому что они уже сразу говорят. They don't even care if they have a partner. Даже не важно, там есть партнер, нет партнера, никакая мелочь. And then the greens Потом зеленые will try to sit back down. постараются как можно ниже вжаться в кресло. Fold their arms. Скрестив руки на груди. I don't want to participate. Хочу я в этом I участвовать. just need to take notes. Я здесь только записи вести. Now, if you see a green sit down, Если вы видите, как зеленый вжимается в кресло, I give you my permission я вам даю официальное разрешение to give them a big его hug. обнять от всей души. That should keep them standing for a couple of weeks. Ну, несколько недель он будет стоять после этого. And the last people to pick a partner is going to be the... Последние из людей, которые выберут себе партнера, это будут... Yeah, they're going to say, oh, looks like you're lonely, you need a partner. Так выглядит, похоже, что ты одинок, у тебя нет Let me help you партнера. out. Я тебе помогу. Okay, number one. Хорошо, первое. How many people here had a little bit of fun? Кому из вас понравилось выполнение этой упражнения? Вам было весело? Was that enjoyable? Вообще, вы получили удовольствие? Очень большое. It was probably a great conversation Скорее всего, у вас был великолепный разговор. with no rejection, Вы не получили отказа. unless you were talking to a red. Ну, конечно, если вы не разговаривали с красным. The red probably said this: Потому что красный, наверное, сказал следующее. you're with a stupid company, join mine. Ты в дурацкую компанию ввяз вообще, ввязался, да, вступай ко мне. Just kidding. Шучу. But how many people really enjoyed the conversation? Но кто из вас на самом деле получил удовольствие от разговора? People ask me all the time, Люди меня все время спрашивают, how do I talk to people как я разговариваю с людьми? with no rejection? Вот как я умею разговаривать с людьми и не получать от них отказ? This is how. Вот ответ, вот именно так, как вы это лучше сделали. Don't talk to them with any agenda. Не говорите с ними с какой-то целью. Just talk to them to kind of figure out what color they are. Просто говорите, пытаясь выяснить, какого они цвета, и все. And your conversations will go beautiful. И ваши разговоры, они будут проходить блестяще. So, how many people think maybe the secret language is pretty easy? Кто из вас сейчас подошел к мысли, что может быть секретный язык это что-то достаточно простое? Would you like to learn the secret language on how to get people to join? Вы хотите узнать секретный язык, который можно использовать, чтобы люди вступали? Would you like to learn the secret language on how to motivate them? Выучить язык, как их мотивировать. Because our job is to move people. Наша работа двигать людей. Now we're going to take a break here for lunch. Сейчас мы возьмем перерыв на обед. And during lunch, И во время обеда just notice the different colors people are. просто обратите внимание на другие цвета, которые вас окружают. You'll see the yellows do this. Вы увидите, как желтые делают следующее. Oh, it's okay if you go in front of me in line. Ничего, проходи вперед меня в очередь. Will you be able to notice the blues? Вы сможете узнать синих? What will they be doing? Что они будут делать? And in 1 hour, И 1 час. who's going to be back here in their seats looking at their watches? Кто через час будет сидеть уже здесь на своих местах, поглядывая на часы? The greens, yeah. Зеленые, конечно. Everything's a schedule with them. Потому что все с ними идет по плану. They get always upset or worried if things aren't on time. Они всегда расстраиваются, если вещи не происходят вовремя. So how many people here are looking forward to learning more about the secret languages? Кто из вас ожидает еще чего-нибудь новенького узнать о секретных языках сегодня? Because if you get this right, Потому что если вы все сделаете правильно, если до вас все дойдет, you're going to build a huge business. поверьте, вы построите гигантский бизнес. And all those other things will start working. И вот все остальные вещи вдруг начнут работать.
Alright, we finished with learning how to find somebody's color. Итак, мы закончили, остановились на навыке определения We learned a little bit of the secret language. цвета собеседника, мы узнали о секретном языке. And we learned how to invite people in their own secret language. И мы узнали, как приглашать людей на их собственном секретном языке. But sometimes people can't come to the opportunity meeting. Но иногда так происходит, что люди не в состоянии или не могут прийти на встречу. And you have to explain to them И вам приходится объяснять им, your opportunity right there. что ваша возможность, вот она, прямо перед глазами. So how would you like to be able to explain them the opportunity? Мне вот интересно, как бы вам понравилось, если бы вы научились объяснять им вашу возможность In just 4 or 5 sentences, 4-5 предложениями, where they'd be ready to join но таким образом, чтобы они были готовы вступить, before they even heard the name of your company. даже так и не услышав название вашей компании. Now, wouldn't that be great? Вам бы это понравилось? So we learn how to do it? Вы хотите узнать, как это делать? Now, first of all, are you polite people? Но вначале я хочу узнать, вы вообще вежливые люди? Now, polite people only talk about things the other person is interested in. Но что такое вежливый человек? Вежливый человек — это тот, который говорит со своими собеседниками только о тех вещах, которые интересны собеседнику. Impolite people do this. Невежливые люди делают следующее. They talk about things the other person are not interested in. Они говорят о вещах, которые не интересны их собеседнику. So we're only going to be polite people. То есть мы определили, что мы все вежливые люди. Мы будем оставаться ими. So you're at a prospect's house. И вот вы находитесь на встрече вашего потенциального клиента у него дома. The prospect says, I can't come to the meeting. И ваш потенциальный клиент говорит, я не могу прийти на эту встречу. Tomorrow night Завтра вечером, is the night me and my friends. как раз вот будет вечер, один из тех вечеров, когда я встречаюсь со своими друзьями. We find lost baby kittens and give them manicures. Мы занимаемся чем? Мы находим бездомных котят и делаем им маникюры. What color are they? Какого цвета ваш собеседник? So, we're going to have to give a presentation right now to the yellow. Ну все понятно. Нам нужно сделать презентацию, провести презентацию для желтого. Now, what are the yellows interested in? В чем заинтересованы желтые? Are they interested in the products? Им интересна продукция как таковая? Are they interested in how the products help people? Им интересно, как продукция помогает людям? Yeah. Да. Are they interested in the money and the compensation plan? Их вообще интересуют деньги или маркетинг-план? Не очень. Are they interested in travel, winning a trip where they have to leave their family? Их интересует путешествие или возможность выиграть какую-то поездку? No. Не очень. You see, if the yellow won a trip, Видите, в чем дело? Если желтый побеждает, выигрывает бесплатную поездку, they'd say, well, if I leave, who'll pet my pet? My pet Fluffy? в голове начинает возникать такой разговор. Ну, если я уеду, то кто присмотрит за Пушком? Nobody pets Fluffy the way I Никто do. же не может гладить Пушка так, как это умею делать я. And who will talk to my plants? И кто будет разговаривать с моими фикусами? And what would they say? И что они мне ответят? They worry about these things. То есть они волнуются на самом деле, желтые волнуются о таких вещах. So the yellow's not really interested in the ingredients of the product. По большому счету, желтые также их не интересуют ингредиенты, которые находятся в вашей продукции. The yellow's more interested in how it helps people. Желтые больше заинтересованы в том, как эта продукция помогает людям. So let me give you an example of what you can say. Давайте я дам пару примеров, чтобы вы могли сказать. And it's going to be easy. И на самом деле вы поймете, что все станет очень простым. To the yellow, you would say this. Желтому вы можете сказать следующее. Will you please join? Пожалуйста, не мог бы ты вступить? We need your help. Нам нужна твоя помощь. We have some products that make the deaf see. У нас есть продукция, которая помогает видеть, The blind hear. а слепые начинают слышать. And our insurance protects young babies Наша страховка, она защищает детей and families from disaster. от всяческих бед.
And our vitamins make people healthy. И наши Our vitamins make people healthy. витамины, они делают людей здоровыми. So they don't have to use dangerous drugs. И больше не приходится использовать все эти опасные лекарства, которые есть в аптеках. From those evil pharmaceutical companies. От этих злобных фармацевтических гигантских компаний. And we can help people have a small part-time income. И мы помогаем людям находить небольшой приработок, дополнительный доход. So they can have some more happiness in their family. Что позволяет им обрести дополнительное счастье внутри их семьи. And we just need more people. Нам просто нужно немножко больше людей. To share the word. Для того, чтобы распространить To let слово. other people know. Чтобы проинформировать других людей. That they can stop their suffering. Что с сегодняшнего дня их страданиям придет конец. So would you please help us share the word? Поэтому, пожалуйста, не поможешь ли ты нам распространить это слово? How we doing, yellows? Желтые, как мы справляемся? Нормально? Yeah, you'd help, wouldn't you? Да, вы бы помогли. And the yellows are ready to join. И желтые уже готовы вступить. And they haven't even heard the name of the company. Но мы еще не сказали название компании. How many people now think you could probably sign up all the yellows? Кто из вас сейчас думает, что он, наверное, в состоянии подписать всех желтых на своем пути? It would be easy. Будет все просто. So you say, what am I going to do with that stupid presentation book I have? What are you going to do with your stupid presentation А book? что же делать с этой книжкой, вот этой глупой презентационной книгой, которая у меня есть? Well, I think when you're talking to yellows, you can just leave it behind. Когда вы разговариваете с желтыми, в эту книжку, этот презентационный материал вы можете оставить где-нибудь в недосягаемости. Because they're not interested in most of the stuff inside there. Потому что они все равно им не интересно большинство вещей, которые написаны внутри этой книги. Now, would you give this presentation to the Reds? Вы можете эту презентацию провести перед красным? No. Нет. So you're at a prospect's house. Итак, вы в доме у вашего потенциального клиента. And the prospect says, I can't come to the meeting tomorrow И night. ваш собеседник говорит, не могу я прийти завтра на встречу вечером. That's the night me and my friends, Мы в эти вечера, каждую неделю, встречаемся с друзьями, we jump out of airplanes. и мы прыгаем из летящих самолетов. Bungee jumping. Привязываем к ногам резинки и прыгаем из летящего самолета вниз. Naked while carrying fishing rods. Обнаженные с удочками в руках. What color would that be? Какого цвета это может быть? So you figured out they're blue. То есть вы догадались почему-то, что он синий. And we're polite people. Мы вежливые люди. We're only going to talk to the blues about the things they are interested Мы in. будем говорить с синими только о тех вещах, которые их интересуют. So are the blues interested in the products? Интересна ли продукция синих? No. Не очень. It just interferes with their speaking. Но она слишком много времени отнимает от их времени для разговора. Are the blues interested in travel? Синим интересно путешествие? Yeah. Да. And how do the blues feel about the compensation И plan? что думают синие по поводу маркетинг-плана? Too many details. Слишком много деталей. They just want to know they can make money, Они просто хотят знать, можно ли здесь зарабатывать деньги. but they don't need to know all those percentages. Но не нужны им все эти проценты. So if we're only going to talk to the blues Поэтому мы говорим синим about the things they're interested in, только о тех вещах, которые ему интересны. all we have to say is this. И все, что нам нужно сказать. Would you please join? Пожалуйста, вступай. It's going to be so much fun. Потому что будет очень весело. The company has a trip to Turkey. Компания сейчас разыгрывает поездку в Турцию. You just got to come. Просто надо поехать. You can be my roommate. Мы можем быть соседями по комнате. We're going to fly to Turkey, То есть мы полетим в Турцию на самолете. and we're going to sing on the plane. И пойми, мы будем сидеть в самолете. We're going to talk and party on the plane. На самолете уже сразу начнется грандиозная вечеринка. And when we get to Turkey, И когда мы там приземлимся, we're going to take a tour all day long. мы целый день будем кататься, там смотреть что-то. All night long, we're going to party and meet new people. Всю ночь мы будем встречать новых людей и веселиться. We're not going to sleep for 4 days. Ты представляешь, 4 дня мы даже не будем спать.
It's going to be the most fun we've ever had. Это будет вообще самая грандиозная вечеринка в твоей жизни. And this company even pays us money for talking. А компания, мало того, она еще и платит деньги за то, что мы говорим. So you got to join now. Поэтому лучше тебе вступить сейчас, We got to do this trip together. чтобы еще успеть попасть на эту поездку вместе. How we doing, Liz? Как мы справляемся в семье? You're there. Вы уже там. Now, will that work on a green? Это сработает зеленый? No. Нет. You mentioned fun to the green. Если вы скажете слово «веселье» к зеленому, And here's the green idea of having fun. и вообще понятие веселья для зеленого, вот оно какое. Watching somebody have fun. Смотреть, как кто-то веселится. So how many people here think you can sign up the blues? Кто из вас теперь считает, что вы можете теперь подписывать денег? It would be easy. Все становится простым. Because you're talking to them in their color language. Потому что вы говорите с ними на их языке, их цвета. So you're talking to a prospect. Итак, вы говорите с потенциальным клиентом. And the prospect says, I can't come to the meeting tomorrow night. И потенциальный клиент говорит, не могу я прийти завтра на встречу вечером. That's the night me and my friends, Потому что каждую неделю в этот вечер мы собираемся с друзьями we steal money from homeless people. и крадем деньги у бездомных. What color would that be? Какого цвета? Ваш собеседник? Red. Красный. Now, I'm just Опять же, exaggerating. я преувеличиваю очень сильно. They don't do that every night. Они же не каждую неделю это делают. But the reason we exaggerate is just to make it easy to Но remember. почему мы преувеличиваем? Просто для того, чтобы запомнить было легче. By the way, how many people can remember the different colors? Кстати, кто из вас еще помнит цвета вообще? Because we exaggerated. Потому что мы преувеличивали все время. So if you leave here tonight, Поэтому сегодня вечером, когда вы отсюда идете, somebody comes and robs you. кто-то подойдет к вам, попытается вас ограбить. They say, I don't want your money. I don't want your money. The robber says, I don't want your money. И когда он попытается вас грабить, он скажет, мне не нужны твои деньги. I just want your notes, they're more valuable. Мне нужны твои записи, которые ты делал на семинаре сейчас. Они более ценные. So if they stole your notes, you can still remember, То couldn't есть, you? если ваши записи украдут, вы все равно все еще будете помнить, потому что мы преувеличиваем. Because we use exaggeration. Потому что мы использовали преувеличение. So anyway, you've determined this prospect is Это red. вы определили, что ваш собеседник красный. So are reds interested in the products? Красного вообще интересует продукция, как таковая? No, major inconvenience. Это очень, очень неудобно. How do the reds feel about travel where they can't make any money? Что думают красные по поводу путешествий и поездок? В это время они не могут зарабатывать деньги. No, they don't like that. Эта идея им не подходит. Now they will win the contest Ну, конечно, они с удовольствием победят в соревнованиях, because they can't afford to be seen as a loser. потому что они не могут себе позволить, чтобы все их рассматривали как каких-то неудачников. But they really don't want to travel. Но по большому счету их не интересует путешествие. So what are the reds interested in? В чем заинтересованы красные? Yeah, so our presentation is going to be very short. Поэтому наша презентация будет очень короткой. You already know how this presentation Вы sounds. уже знаете, как эта презентация звучит. You're going to say, Вы скажете, please join. просто вступай, You can make money. потому что ты можешь тут заработать. What kind of money? Какие деньги? Big money. Большие деньги. Huge money. Огромные деньги. Massive amounts of money. Безобразные размеры денег. Not that little money from Не a вот эта job. мелочевка с работы. But the huge money from having your own business. Большие деньги от своего собственного бизнеса. Here's your chance to fire who? Вот твой шанс уволить кого? Be your own boss. Быть сам себе начальником. Build your own organization. Строить свою собственную организацию. Tell them what to do. Говорить им, что делать. And finally make the money you И, deserve. наконец-то, начать получать деньги, которые ты заслуживаешь. And get the recognition you И deserve. получать то признание, которое ты заслуживаешь. How we doing, Reds? Как мы справляемся, красные? Easy, isn't it? Легко, правда? And you haven't even mentioned the name of the company. Вы до сих пор так и не сказали название компании.
How many people here think knowing the colors is going to change everything? Кто из вас считает, что цвета поменяют все? See, without the skill, your business is hard to do. Без навыка бизнес становится достаточно сложной штукой. So you're talking to a green prospect. Вы говорите с зеленым. What do greens want to know about the business? Что хотят знать зеленые о бизнесе? Everything. Абсолютно все. So to the greens, you do this. Для зеленых делайте следующее. You give them your longest, most detailed Вы presentation. проводите для них самую детализированную, самую длинную презентацию вашей жизни. And at the end of the presentation, И в конце презентации here's what you say. вы говорите, And this is only preliminary это information. только предварительная информация. Here's a bunch of videos, Вот еще видео для тебя приготовлено. DVDs, DVD, literature, литература есть, websites to visit. веб-сайты, на которые можно сходить. I'll get back to you in 3 or 4 weeks. Через 3-4 недели я тебе перезвоню. You can't close the green. Но невозможно заключить сделку с зеленым. They're going to take their time to make up their own Потому mind. что они потребуют все равно времени для того, чтобы принять решение. So don't beat yourself up or feel bad that you can't close green. Пожалуйста, не надо себя избивать за то, что вы не можете заключить сделку с зеленым. It's just the way it is. Просто так устроена природа. Now you might be thinking, oh, that sounds too simple. Может быть, вы сейчас сидите и думаете, все слишком просто звучит. But let me show you what happens in real life. Но давайте я вам покажу, что в реальной жизни происходит на самом деле. In January, I was in Bergen, Norway. Я в январе был в городе Берген, Норвегия. Now this lady came to the workshop. И вот пришла одна женщина, присутствовала на семинаре. She's 25 years old, Ей было примерно 25 лет. and she was blue. И она была синей. I knew she was blue Откуда я знал, что она синяя? because she had about 55 earrings stapled all over her face. Из-за того, что у нее на лице было примерно 55 различных колечек, проколото во всех местах, мыслимых и немыслимых. And she talked before the meeting. Она начала разговаривать еще до начала She talked during the мероприятия. meeting. Во время мероприятия она не умолкала, она все время And говорила. after the meeting. И продолжала говорить после семинара. She talked and talked and Она talked. говорила. I knew she was blue, Я знал, что она синяя. so I asked her this question. И я ей задал этот вопрос. So how did you join the business? А как же ты вступила в этот бизнес? Now, Теперь, she's blue. представьте, она синяя. She wasn't listening. Она меня не слышала. She answered a different question. Она отвечала на другой вопрос в этот момент. She says, oh, my sponsor, Она сказала, мой спонсор, he's so red. он такой красный. He's always telling me what to do. Он мне все время говорит, что нужно делать. And I said, so what's he telling you to do? И я сказал, и что же он тебе говорил делать? She said, oh, I don't know. Он говорит, да я не знаю. I'm not listening to him. Я же его не слышал. I'm just out there building my business and having В fun. это время занималась построением бизнеса, и все, веселье было. So finally she answered how she joined the business. Так вот, наконец наступил момент, когда она мне все-таки ответила, как она вступила в бизнес. This is word for word, И я сейчас повторяю слово в слово, что она сказала тогда. and it's amazing. Это удивительно. Here's how she joined the business. Вот как она вступила в бизнес. She said, Она сказала, I accidentally saw a 6-minute promotional video. я случайно краем глаза увидела 6-минутный рекламный ролик, Where this company was holding a convention где в компании проходит эта конвенция in Copenhagen, в Копенгагене, and they expected about 8,000 people. и они на этом мероприятии примерно 8 тысяч людей ожидали увидеть. So I said to myself, И я тогда сказала себе, I've never been to Copenhagen before. я еще не была в Копенгагене ни разу. And 8,000 people, it's got to be exciting. А 8 тысяч человек звучит неплохо. Будет весело. And she joined right then on the spot. И вот она вступила сразу же, в этот же самый момент. Now that is blue. Вот это очень синий поступок. Now if you're another color, you just don't understand. Если вы другого цвета, вы просто не понимаете. But if you're blue, you Но understand. если вы синие, то вы прекрасно понимаете все. And this makes absolutely no sense И это абсолютно не имеет никакого смысла. unless you understand the colors. Пока вы не понимаете цвета.
Now, 3 months later, I'm back in Norway. 3 месяца спустя я оказался снова в Норвегии. But I'm in Oslo. Нахожусь я в Осло. That's 12 hours away. Это примерно 12 часов езды. There's mountains in between. Между этими городами, где я был тогда, и Осло, ну, примерно, и там еще находится куча гор. То есть очень долго надо ехать. So she hears I'm going to be doing another workshop in Oslo. Вот она узнала, что я буду проводить семинар в Осло. So she's blue. Она синяя. What does she think? Как вы думаете, о чем она думает? Road trip. О, поездочка намечается. I'll drive 12 hours through the snow and mountains. Я буду ехать 12 часов, продираясь через снега в горах. I'll come to the meeting, meet new people. Приеду на эту встречу, встречу много новых людей. Get a chance to talk. У меня будет шанс поболтать. This is great. Класс. But she's thinking, ooh, that's a long way. Потом она начинает думать, вообще-то долго ехать-то. I better get some help driving to the mountains tonight. Мне нужно кого-нибудь просить помочь мне ехать через горы ночью. So she got her girlfriend to come with her. Она попросила свою подружку поехать вместе с ней. Now, what color do you think her girlfriend was? Как вы думаете, какого цвета была ее подружка? It's so easy when you know the colors. Так легко, когда вы знаете цвета, правда? You can almost predict what's going to Вы happen. можете даже предсказывать дальнейшие события, что может произойти дальше. And this explains why a lot of things happen in your network. И это, кстати, объясняет очень много вещей, которые происходят в карьере сетевого маркетинга. Now, her yellow girlfriend lives at home. Желтая подружка живет себе дома. So she got ready to leave. Уже собиралась уходить. And her yellow girlfriend, her parents, said this. Вернее, синяя подружка собиралась уходить. И, извините, желтая собиралась уходить, и ее родители ей говорят следующее. They said, before you get in the car with that girl, перед тем, как ты сядешь в машину с этой девушкой, make sure you bring some cheese for the trip. Пожалуйста, убедись, что ты с собой сыру захватила. Cheese? Сыр. The girl says, why do I need cheese? Зачем мне нужен сыр в поездке? And her parents said this. Ее родители говорят, to stuff in your ears. Чтобы было что затолкать в уши. That girl talks so much. Потому что эта девушка так много говорит. She was blue. Она синяя. So how many people here think you can get a lot of people to join very easily by talking to them in their language? Кто из вас сейчас считает, что вы теперь в состоянии большее количество людей подписать, просто разговаривая с ними на их языке? Now, if you don't have this skill, если у вас нет навыков, your network marketing career is going to be hard. Ваша карьера в сетевом маркетинге становится автоматически сложной. But you're all leaders, right? Но вы же все лидеры, да? And as leaders, your job is to move people. И как лидеры, наша задача заключается в движении. Мы двигаем людей. So should we learn how to motivate people? Вы хотели научиться тому, как мотивировать людей? How many people here would like to motivate the yellows? Кто из вас хотел бы научиться мотивировать желтых? All right. Хорошо. So let's say you have some yellows in your team. Давайте представим, что в вашей команде есть желтые. How are you going to motivate them? И как же их мотивировать? What's going to motivate the yellows? Что мотивирует желтых? Вопрос. So if you ran a contest, если вы участвуете в соревновании, what would the yellows like to do? Что бы хотели делать желтые в этом соревновании? Alright? Ага. So let's do this. Давайте вот сделаем что. Let's say all the profits this month Давайте скажем, что вся прибыль в этом месяце are going to go to a special charity. пойдет на какой-то особый счет, на благотворительность. All the yellows will sell twice as much. Если вы это скажете, все желтые начнут продавать в 2 раза больше продукции, чем они это делают. Because it's for a charity. Потому что цель благая, на благотворительность. Do you know what else yellows like? Знаете, что еще любят желтые? In the United States we have something called potluck dinners. В Соединенных Штатах у нас есть такое явление, которое называется padlock ужин. Padlock — это висячий замок. Everybody brings a dish.
Что происходит? Каждый человек приносит с собой одно блюдо, приготовленное дома. And they bring a friend or a neighbor with them. Приводит с собой друга или соседа. They all sit down and they eat. Они все садятся и начинают есть. And they talk about the insurance. И все говорят там о страховании, Or the vitamins. или витаминах, Or the skincare. или о средствах по уходу за кожей. And when people leave, И когда люди уходят, they have applications. они вдруг собирают большое количество заявок. Or samples. Еще там с собой. Or distributor kits. Собирают образцы или дистрибьюторские наборы. It's just a nice informal dinner where everybody gets together. Очень спокойное, неформальное мероприятие, неформальный ужин, на котором встречаются разные люди. And the yellows love it. И желтые просто обожают эти ужины. What about the blues? Что насчет синих? A chance to meet lots of new people and talk. How do they feel about that? Это шанс увидеть, встретить много новых людей и с ними пообщаться. Что они думают по этому поводу? They love potluck dinners. Они просто обожают вот эти ужины. And how do the greens feel about meeting new people? А что думают зеленые по поводу встречи с новыми незнакомыми людьми? They're going to stay home. Они останутся дома. And how do reds feel about Что potluck dinners? думают красные? They hate them. Они их ненавидят. They say there's no formal opportunity meeting. Потому что это неформальная встреча по предоставлению возможностей. There's no presentation. Нет никакой структуры или презентации. How do you close? Вот как заключать сделку в таких условиях? But the yellows love it. Но желтые обожают. If you had a contest for the yellows, Если вы хотите организовать соревнования для желтых, what kind of prize would the yellows like to win? какого рода приз захотели бы выиграть желтые? They would like to win this. Они бы хотели выиграть следующее. A weekend at the spa. Выходные в спа-центре. Where they can get in touch with their inner self. Где они наконец-то могут воссоединиться со своим внутренним миром. Now, would the reds like to win that? Вопрос. Красные хотели бы выиграть такой подарок, такой приз? No! Because the reds got in touch with their inner self. Потому что если красным придется соприкоснуться со своим внутренним «я», they would hate that person. Они просто терпеть, начнут ненавидеть этого человека. Just kidding. Просто шучу. Don't want to make the reds mad. Не надо злить красных. They're great organizers. Они великие организаторы. And they get together as a team to run me over. Они могут соединяться в очень эффективные команды для того, чтобы меня переехать на выходе из этого зала. So, what motivates the blues? Что мотивирует синих? Yeah, travel, fun, and adventure. Веселье, путешествия, поездки. When your company announces a contest, Если ваша компания объявляет соревнования, where you can win a trip somewhere, где у вас появляется возможность выиграть куда-то поездку, the blues are so excited. синие просто дико воодушевлены. They're telling everybody about the Они contest. всем расскажут об этом соревновании. So the blues are easy. Поэтому синие на самом деле это очень легкая жертва. If your company has a convention in Moscow, Если у вашей компании предстоит какая-то конвенция, мероприятие в Москве, the blues are saying this. синие говорят следующее. All right, a trip somewhere. Отлично, наконец-то поездка куда бы там ни было. And they'll bring lots of people. И они привезут с собой кучу людей. Okay, what motivates the reds? Что мотивирует красных? Money, money, and money. Деньги и деньги. And of course you like competition. Ну, конечно, им нравятся соревнования. And of course you like recognition. Конечно, им нравится признание. Have you ever seen a picture in your company newsletter? Но вы когда-нибудь видели фотографии в рассылке или в ньюслеттере вашей компании? Shows a successful leader. На котором обычно, они, как правило, стандартные. Там показан какой-то успешный лидер. Could be a husband and a wife, Либо семейная пара, муж и жена, 2 kids, двое детей, a dog, собака. in front of a really big car, Напротив очень-очень большой своей in машины, front of a really big house. которая припаркована перед очень-очень большим домом. How many people have ever seen a picture like that? Кто из вас хоть раз в жизни видел эту картинку? That picture is only for the reds. Вот эта картинка, там, вот она стоит только для красных. Because the reds look at that picture and say this. Когда красный смотрит на эту картинку, он говорит:
Oh, I want a big car like that. О, я тоже такую машину большую хочу. I want a big house like that. О, я тоже хочу такой большой дом. How long did it take them to earn that? Сколько времени им потребовалось, чтобы это все заработать? I bet I can do better. Могу поспорить, что я смогу лучше. How much money are they making? Значит, сколько они сейчас денег зарабатывают? That picture's for the reds. Вот это картинка для красных, на самом деле. Do you know what happens when the other colors look at that Но вы picture? знаете, что происходит с другими цветами, когда они смотрят на эту фотографию? When the yellows look at that picture, you know what the yellows are thinking? Желтый смотрит на эту фотографию, вы знаете, он о чем думает? Oh, look how she's done her hair. Посмотрите на ее прическу. You know what the blues are thinking when they see that picture? Что думают синие, когда смотрят на эту фотографию? They're not having any fun. They're at home. Никакого веселья нет, они дома. Какое веселье на этой картине? You know what the greens are thinking when they look at that Вы picture? знаете, что думают зеленые, когда смотрят на эту фотографию? That Ferrari doesn't get very good gas efficiency. Но этот Феррари, он очень слишком много жрет бензина. Yeah, my Lada gets better mileage. А моя Лада можно больше проехать на одном литре бензина, чем на этом Феррари. That picture's only for the reds. Смотрите, эта картинка только для красных. So reds are motivated Красные мотивируются, by winning contests, выигрывая какие-то соревнования, challenges, какие-то вызовы решая money. и деньги. So how many people here like to motivate the reds? И, кстати, кто из вас хотел бы научиться мотивировать красных? How many people here would like to manipulate the reds to do anything you want? Кто бы из вас захотел научиться манипулировать красными, чтобы они в любой момент делали все, что вы захотите? Now I got your attention. Я теперь привлек внимание, да? Who are all the reds here? Красные, поднимите, пожалуйста, руки. You're gonna hate this. Вы меня сейчас ненавидеть будете. But here's how you can manipulate the reds to Ну do вот, anything you want. как можно манипулировать красными, чтобы они делали все, что вы захотите. It's a 3-step technique. На самом деле, техника состоит из 3 шагов. Step 1. Шаг номер 1. Give the reds a compliment. Дайте красному комплимент. Step 2. Шаг номер 2. Give the reds another compliment. Скажите красному еще один комплимент. Step 3. И шаг номер 3. Give the reds a challenge. Дайте красному, бросьте ему вызов. Compliment, compliment, challenge. Комплимент, вызов. Would you like to see how it works? Хотите увидеть, как это работает? Right, here's an example. Хорошо, вот он пример. To all the reds, I would say this. Для всех красных я бы сказал следующее. If you're a red leader on my team, Если вы красный лидер в моей команде, I would say you are the best presenter of anybody on my team. я говорю, ты самый лучший ведущий презентации в моей команде. Комплимент. And И you know more people here in Siberia than anybody I know. ты знаешь, больше людей здесь, в этой части Сибири, чем кто бы то ни было, кого я знаю. Compliment. Комплимент. But last week, Но на прошлой неделе Anya brought 3 brand new people to the opportunity. Анна привела 3 новичков на встречу по предоставлению возможности. And I'm not sure you could ever bring quite that many. Я не уверен, что ты в состоянии столько же привести на следующую. All right, Reds, what do you think? Красная, о чем вы сейчас подумали? Anya's going down. Все, Аня покойница с этого. I'm going to have 4, 5, 6 all bury her. Я 5, 6, 7 приведу, я ее похороню просто. Compliment, compliment, challenge. Комплимент, комплимент, вызов. You are one of the hardest working people on my team. Это один из самых усердно работающих людей в моей команде. Compliment. Комплимент. And you're one of the best closers of anybody who's ever given a presentation. И ты лучше всех умеешь заключать сделки из тех, кого я вообще знаю, кто проводит презентации. Комплимент. But last month, Но на прошлом месяце
Anya set a new company record. Аня установила новый рекорд в компании. Personally sponsoring 7 new people. Лично проспонсировав 7 новых людей. And I'm not sure you could ever do quite that. Я очень сомневаюсь, что ты можешь повторить это число. How we doing, Reds? Ну, как она дела, красная? So you can see them grinding their teeth. Вообще, видите, слышите, как зубы скрипятся сейчас? And you can do this to the Reds over and over and over again. И что интересно, вы можете это делать с красными снова и снова и снова. And they know that you're doing it to them. Знаешь, что интересно? Они знают, что вы это с ними делаете. But they have no defense. Но у них полностью напрочь отсутствует механизм защиты. So it's like a giant red button on their forehead. Знаете, это как будто у них вот на лбу такая здоровенная красная кнопка торчит. Такая здоровая красная кнопка. That you can push anytime you want. Которую вы можете нажимать в любой удобный для вас момент. And this is what the greens do for entertainment. Знаете, вот так развлекаются обычно зеленые. We just go around, just go beep, Мы просто такое делаем. and push the button. И нажимаем на эту кнопку. Now, my wife is red. Моя жена красная. She's a great organizer. Она великолепный организатор. She takes care of everything. Она заботится о чем угодно. And she has this giant red button right in the middle of И her у forehead. нее просто светится вот эта здоровенная красная кнопка посередине лба. So whenever I come home from traveling, Каждый раз, когда я приезжаю домой из своих путешествий, I take a look at my wife, я смотрю на свою жену. and I see that giant red button right in the middle of her forehead. Просто светится эта кнопка у нее. And I just can't resist. Я просто не могу. And this explains why I travel a lot. И именно это объясняет тот факт, почему я так часто путешествую. So when we finish this evening, Когда мы сегодня покончим с этим вечером, you go out in the hallway, вы пойдете в коридор, you might see a red. вы наверняка столкнетесь с красным. And here's what you're going to say to the red. Вот что вы ему скажете. You are one of the most successful people in our business. Ты один из наиболее успешных людей в нашем бизнесе. And you're one of the most generous people I know. И ты один из самых щедрых людей, всех, кого я знаю. But during the lunch break, Но во время обеденного перерыва a yellow loaned me 1,000 rubles. мне один желтый одолжил 1000 рублей. And I'm not sure you could ever loan Я me не quite that much. уверен, что ты в состоянии столько же повторить. Reds are so much fun. С красными так весело проводить время. So how many people here are going to enjoy manipulating the reds? Кто из вас Are going to enjoy manipulating and Кто из dominating the reds? вас с этого дня начнет получать удовольствие, манипулируя красными? See, when you know people skills, it gets easier. Знаете, вот когда вы знаете человеческие навыки, жизнь становится проще. Alright, so you're talking to a green. Итак, подошли к зеленым. Вы говорите с зеленым. What motivates the green? Что мотивирует зеленого? You're correct. Nothing. Ничего не мотивирует зеленого. Вы абсолютно правы. Don't waste your time. Не тратьте впустую время. Greens are going to read and study. Зеленые будут читать, изучать. Weeks later, they'll make up their mind. Недели спустя они начнут приближаться к решению. You can have the most fantastic contest in the У world. вас будет самое увлекательное соревнование в мире. But the greens will be reading the rules, looking for typographical errors. Но пока
зеленые будут читать правила вот этого соревнования, имейте в виду, что они будут там разыскивать грамматические ошибки. So if you have a green on your team, Поэтому, если у вас в команде есть зеленый, don't bother trying to motivate them. но не тратьте время, пытаясь его мотивировать. It's not going to happen. Потому что этого не произойдет. Save your time. Просто сэкономите время. Well, how many people here now know how to motivate people? Кто из нас теперь знает, как мотивировать людей? Now, we have some homework. Итак, у нас есть домашнее задание, кстати. All these skills work better when you use them. Все эти навыки начинают лучше работать, когда вы их начинаете использовать. So when you leave here tonight, Поэтому сегодня, когда вы уйдете из этого зала, I'm going to ask you to do this. я вас попрошу сделать следующее. I'm going to ask you to find one person Я вас попрошу найти одного человека, who you absolutely don't know, кого вы абсолютно не знаете, have a short conversation with them, и просто перекинуться с ним парой фраз, просто небольшой разговор завязать. maybe 2 or 3 minutes, Может быть, 2-3 минуты. and see if you can figure out what color they И просто для того, чтобы попытаться понять, разобраться, какого цвета этот человек. are. That's it. Все. How many people here think you could do that? Кто из вас считает, что он в состоянии это сделать? Now, you're not going to try to sell them. Вы не будете пытаться ему ничего продавать. You're not going to tell them about your Вы business. не будете ничего ему говорить о вашем бизнесе. You just want a short conversation, Просто задача завязать короткий разговор. just so you can figure out what color they are. Вам все, что нужно сделать, это разобраться, попытаться понять, какого он цвета. You have no agenda. Никакой цели здесь нет. You're not trying to trick them or Вы manipulate не them. пытаетесь их манипулировать ими или там перехитрить. You're just trying to see if you can figure out what color. Ваша задача только определить цвет. How many people here could absolutely do that this afternoon? Кто абсолютно уверен, что за сегодняшний вечер вы это сделаете? Now I know the yellows can do it Я знаю, что желтые это могут сделать. because they're thinking this. Потому что они сейчас думают следующее. Oh, I can help somebody find their true color and happiness. Я же могу помочь человеку найти его истинный цвет и счастье в жизни. I know the blues can do it Я знаю, что синие это могут сделать. because how do blues feel about meeting new people? Потому что как синие ощущают вообще возможность встретить нового человека? They're excited. Они воодушевлены. And I know the reds can. И я знаю, что красные это могут сделать. Because the reds are thinking this. Потому что красные думают, I'll do it first. я первый. I'll be the best. Я вообще лучший буду. Of course I know what color they are. Конечно, я знаю, какого они цвета. And even the greens will do И it. даже зеленые это сделают. Because for the greens, it's Потому что research. для зеленых это называется исследование. By the way, if you're green, Кстати, если вы зеленый, I give you my permission. я вам даю разрешение. You don't have to talk to them. Вам даже не надо разговаривать с ними. You can just stare at them. Вы можете просто на них пялиться. When you talk to people with no agenda, Но когда вы разговариваете с людьми без какой-то задней мысли, без какой-то цели, good things happen. хорошие вещи начинают происходить. Now, if you can do that tonight, Если вы это сможете сделать сегодня, can you do it tomorrow? как вы думаете, вы можете это повторить завтра? Can you do it the next day? А на следующий день? If you did it every day for a year, how many people would you have talked На to? протяжении целого года вы это делали каждый день. Сколько людей вы в итоге встретили? 365. 365. Now, if you were to talk to 365 people Если вы пообщались 365 раз, with no agenda, без какой-то задней мысли или цели, just pleasant conversation, просто обычное, ничего не обязывающее, приятный разговор. like you had during the 2 times you practiced, Такой же разговор, как у вас был сегодня вот дважды, вы сегодня практиковались. let me tell you what's going to happen. Давайте я вам расскажу, что произойдет. Out of those 365 people, Из этих 365 людей, for 20, 30, or 40 of them, очень может быть, что для 20, 30 или даже 40 из них it's going to be the right place, это окажется разговор в нужном месте, the right time. в нужное время. They will want to know what you do for
business. Они захотят узнать, чем вы занимаетесь. They're going to want to be involved. И они захотят быть вовлечены. And it will be with no effort on your part. И это все произойдет без усилий с вашей стороны. How many people think that's pretty neat? Кто из вас считает, что это здорово? And this is how you talk to people with no agenda. Смотрите, вот именно так мы и говорим с людьми, без какой-то задней мысли, без цели. Let me show you what happens in real life. Давайте я вам покажу, что в реальной жизни происходит. I was in New Zealand. Я был в Новой Зеландии. There's these two ladies at the workshop. И на семинаре присутствовали две женщины. They were blue. Они были синие. They talked before the workshop. Они, я понял сразу, они до семинара начали говорить. They talked during the workshop. Во время семинара они не останавливались. They talked after the workshop. Говорили после семинара. They talked and talked. Они говорили. So we finished the meeting at 10 o'clock at night. И в 10 вечера мы закончили с семинаром. It's in a small town. Это маленький город. We're in the convention center. Мы находились в центре, где проводятся всякие конвенции. And it was late. И уже было поздно. So the homework was to find one person that evening. И я тогда тоже дал такое же задание — найти одного человека в этот вечер. These two ladies ran out of the room. И вот смотрите, эти две женщины выбегают из зала. They ran downstairs to the convention center. Сбегают по лестнице вниз. And they found the only person left in the И convention center. находят одного единственного человека, который остался в этом центре. The security guard. Как вы думаете, кого? Охранника. So I came down 5 minutes later. Ну, я 5 минут... спускаюсь. And I saw them talking to the security guard. Я вижу, как они разговаривают с охранником. Now, what color would you suppose the security guard Как might be? вы думаете, какого цвета обычно являются охранники? Какого они? Green. Зеленый. If you don't think security guards are green, Если вы не считаете, что охранники зеленые, here's a security guard at work. то я вам покажу, как выглядит охранник за работой. That's green. Он зеленый. So I see them talking to the security Вот я guard. смотрю, как они разговаривают с этим охранником. And I said, so, I see you found your person? А я говорю: о, я вижу, вы нашли своего человека. He said, oh yeah, we found the security А я guard. говорю: да, мы нашли охранника. I said, so what color is he? И я говорю: да какого он цвета? And they say he is И они мне говорят: он blue. синий. I said, blue? Синий? I said, well, yeah. Он говорит: ну да, так получилось. He's a regular security guard. Дело в том, что охранник, который обычно здесь сидит, He was sick. он заболел. So he called his friend Он позвонил своему лучшему другу and said, can you come work for me и tonight? сказал: слушай, не мог бы ты меня сегодня заменить? And his friend was blue. А его друг, он был синий. And his friend said this. И его друг ей сказал следующее: Security guard? побыть охранником? I've never done that before. Еще такого никогда не делал. Sounds like fun. Звучит весело. So these two blue ladies А вот эти две синие are talking to a blue security guard. говорят с синим охранником. And I can guarantee you that guard was going to join. Я вам все что угодно гарантирую, этот охранник вступил. And the presentation will sound something like this. И презентация, скорее всего, звучала примерно следующим образом. One lady's going to say, Одна из них говорит: oh, we have this fabulous trip coming up. слушай, у нас тут скоро такая поездочка намечается. It's going to be so much fun. Будет так весело. You got to join our company so you can go with us. Тебе нужно вступить в компанию, чтобы с нами поехать тусоваться. We're going to stay up all the way on the plane. Потому что на самолете мы сразу уже начнем веселиться. We're going to take tours, party all night. Там все время будем ездить в разные там поездки, веселиться ночь напролет. And the security guard will say this. А охранник бы сказал следующее: Да. да! Now, if you didn't understand the colors, Вот, если вы не понимаете концепцию цветов,
сегодня не будете. Потому что очередь получится большая. But do you all promise to meet one person? Но вы мне можете пообещать сегодня встретить одного человека? Because these skills work better when you use them. Потому что эти навыки начинают работать лучше, когда вы их используете. If you're taking notes today, Если вы ведете записи сегодня, really good notes, очень хорошие записи, and you're going to take them home и вы их принесете домой and put them right next to the other really good и notes. положите на полку, где уже находятся тоже очень хорошие записи предыдущих семинаров. You're missing the point. Понимаете, о чем я говорю, да? All these skills work better when you use them. Все эти навыки работают только тогда, когда мы их начинаем использовать. But you all have some people in your downline who are not here today. Но у вас у всех есть люди в ваших структурах, которые сегодня здесь не присутствуют. They need to know the skill, right? Вот им-то нужно было бы этот навык знать. Or else they'll be frustrated. Иначе они будут разочарованы. They'll give lots of presentations. Они будут продолжать проводить все эти презентации. Nobody will join. И никто не будет выступать. And they won't understand why. А они не будут понимать, почему так происходит. So how are you going to teach them? Как их научить? Well, how many people here could explain the 4 colors? Кто из вас может объяснить концепцию 4 цветов? You can have them draw those 4 little squares. Вы можете их заставить нарисовать эти 4 квадрата. And even if you lost your written notes, I bet you could do a pretty good И explanation. даже если вы потеряете сегодня ваши записи, я абсолютно уверен, что вы достаточно неплохо сможете им все объяснить. That's the academics. Это академик. But that's only part of learning. Академические знания, но это только одна часть процесса изучения. The easiest way to learn something is by experience. Самый легкий способ чего-то выучить – это при помощи опыта. So you have to help them experience the colors. Вам просто необходимо помочь им пережить эти цвета. Here's what I do. Вот что обычно делаю я. I explain the 4 colors to a distributor. Я объясняю концепцию 4 цветов дистрибьютору. And then I say, watch this. И потом говорю следующее. Смотри. We're going to a party. Мы идем на вечеринку. I want you to observe. Я хочу, чтобы ты наблюдал. When I talk to somebody, когда я разговариваю с кем-то, you stand, just a little bit behind me. Стой немножко так подаль от меня. Just watch. Просто смотри. You'll be safe. Ты будешь в безопасности. And I'll have a little conversation with people. Я просто начинаю такой небольшой разговор с людьми. And we'll see if we can pick out the color. И мы просто смотрим, в состоянии мы угадать цвет или нет. Now, how many people here have ever been to a party? Кто из вас хотя бы раз в жизни был на вечеринке? Right? So I'm talking to a guest at the party. Вот я разговариваю с гостем на вечеринке. My new distributor's behind me, just watching. Мой новый дистрибьютор стоит подаль, немножко сзади меня, просто наблюдает. 2 or 3 minutes later, I finish the conversation. 2-3 минуты спустя я заканчиваю разговор. I turn to my new distributor. Я поворачиваюсь к моему дистрибьютору. And I say this. И говорю ему. I had no idea what color they were. Понятия не имею, какого цвета. So, we talk to another person. Мы говорим еще с одним человеком. Talk for 2 or 3 minutes. 2-3 минуты. My distributor's watching. Мой дистрибьютор смотрит. The person leaves. Человек уходит. I turn to my distributor and I say this. Поворачиваюсь к дистрибьютору и говорю. I have no idea what color they are. Понятия не имею, какого цвета он был тоже. Yeah, I'm not very good at this. Да я же говорю, что я не очень хорош в этом деле. So you don't have to be perfect. Вы не обязаны быть идеальны. We go to the next guest. Мы идем к следующему гостю. The guest gives me a hug. Гость меня сразу же обнимает. Shoves some cookies in my mouth. Засовывает мне печенье в рот. Gives me a neck rub. Сразу же попутно массажирует шею. My mouth is full of cookies. Но я пережевываю это печенье. I turn to my new distributor. Поворачиваюсь с печеньем к нему. My distributor says, even I know what color they are. Даже я понял, какого он цвета. And so they can experience it safely just by watching you. Они могут в безопасности пережить этот опыт, просто наблюдая за вами. And that's how they learn to do it. Вот именно так они учатся этому. My friend Michael, Мой друг Майкл, he gets on the phone, он хватается за трубку телефона. and they have a conference call where everybody can be on the line at one time. У нас есть такое явление, как телефонная конференция, когда абсолютно все люди могут одновременно находиться в сети.
So he presses a button, То есть вы нажимаете на кнопку, and he mutes out all of his distributors. и что он делает? У Майкла есть такая опция, он может нажать на одну кнопку, и все его новые дистрибьюторы вдруг неожиданно перестают говорить. То есть не слышно, что они там говорят. Then he three-way calls in a prospect. После этого он начинает говорить с потенциальным клиентом. And talks to the prospect for 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes. И разговаривает с потенциальным клиентом 2-3 минуты, когда все остальные слушают. Hangs up with the prospect. Вешает трубку, заканчивает разговор с потенциальным клиентом. Unmutes all of his distributors. Потом включает обратно всех своих дистрибьюторов. And he says, well, group, what do you think? Он говорит, группа, что вы думаете? What color was that prospect? Какого цвета был этот потенциальный клиент? And they give their opinions. И они начинают обмениваться мнениями. And they learn. И так учатся. So the practical experience is very important. Поэтому практический опыт, он очень важен. But make sure your distributors know this. Но убедитесь в том, что ваши дистрибьюторы знают. They don't have to be very good. Следующее, что они не обязаны быть идеальными. If they can only pick out the color 50% of the time, Если они в состоянии угадать цвет 50% случаев, they're going to be rich. они уже будут богатыми. And you don't have to speak perfectly in the other color's language. Вы не обязаны идеально владеть языками других цветов. You can talk in broken red or broken green. Вы можете говорить на ломаном красном и на ломаном зеленом. And after a while, you're going to find it so easy to talk in other И people's через language. некоторое время вы для себя обнаружите с удивлением, что говорить на языке другого цвета на самом деле очень легко. You'll say to your group something like this. Вы будете говорить в вашей группе что-то похожее на следующее. When you find out somebody's color, Когда вы узнаете, определите чей-то цвет, you can help them achieve more happiness in вы their life. сможете помогать им достигать больше счастья в жизни. What color language is that? На каком цвете я сейчас говорю? Because when you learn other people's colors, Потому что когда вы изучаете цвета других людей и it распознаете is их, so much fun. становится так весело. What color language is that? На каком языке я сейчас говорю? Because when you learn other people's color, Потому что когда вы узнаете цвета других людей, you can make lots of money. вы автоматически начинаете зарабатывать кучу денег. Grass again. And no. When you learn other people's color, Когда вы узнаете цвет других людей, it makes great research because you can take lots of notes. это просто замечательно для исследования, потому что очень много чего можно записать. And keep statistics on what color Вести people are. статистику, какие цвета в вашей жизни попадают чаще. It's easy. Все просто. But the skill is not the magic language. Но навык не в волшебном языке. The skill is figuring out what color they are. Навык заключается в том, чтобы разобраться, какого же они цвета на самом деле. So it's easier the longer you look at colors. Чем больше вы наблюдаете за цветами, тем все становится проще и легче их распознавать. And Monday when you go to work, В понедельник, когда вы пойдете на работу, I bet a lot of you are going to do this. я уверен, что многие из вас будут делать вот что. You're going to walk into the boss's office. Кто-то из вас войдет в кабинет начальника. And you might say this. И, может быть, скажет, I bet the company's so proud to have you on the team. я уверен, могу поспорить, что компания очень счастлива, что ты в команде. And you're one of the brightest people in management. Вы один из самых ярких людей в менеджменте. Комплимент. But I don't know if you have the authority to give me a raise. Но я не уверен, что у вас есть достаточно полномочий, чтобы повысить мне зарплату. It gets to be fun when you know the skill. Здесь должно быть весело, если вы понимаете навыки. So, would you like to learn another skill? Хотите еще навык выучить? So let me ask you a question. Давайте я вам задам вопрос. How many people here have ever set a goal Кто из вас хоть раз в жизни ставил перед собой цель? and failed to achieve it? И так или не достиг?
But how many people here have ever set a goal and achieved it? Кто заставил цель и достиг ее? Now wait a minute. Ну, подождите. Sometimes we set goals Иногда мы ставим цель and we achieve it. и достигаем ее. Sometimes we set goals and we don't achieve it. Иногда мы ставим цель и не достигаем ее. Why? Почему? It should work one way all the time, shouldn't it? По идее, это все должно работать как бы постоянно, одинаково. So why do sometimes we achieve them and why do sometimes we don't? Почему же иногда мы достигаем цели, а иногда нет? Well, it's easy to explain. На самом деле все достаточно просто объясняется. In your mind, В вашем разуме you have two parts in your mind. у вас существует две части. And we all have these same two parts in our mind. Эти две части присутствуют абсолютно в каждом из нас. One part is called do, Одна из этих частей называется действие, the other part is called try. другая часть называется попытка. We all have both parts. И у нас в разуме присутствуют обе эти части. У Both, всех. both parts work perfectly fine. И обе эти части великолепно отлажены, они очень хорошо работают. And we all use both parts every И day. мы используем эти обе части каждый день. But is there a big difference between do and try? Но существует очень большая, гигантская разница между действием и попыткой. When you say you're going to do something, Когда вы говорите, что вы собираетесь что-то сделать, it usually gets done. как правило, это делается. But what happens when you say you're going to try? Но что происходит, когда вы говорите, что я попытаюсь? It usually doesn't get done. Как правило, это не происходит. Let me show you how this works. Давайте я вам покажу, как это работает. Now, my wife Моя жена, is a professional shopper. она профессиональный покупатель. She lives to shop. Она живет для того, чтобы ходить за покупками. I'm the income. Я источник дохода, She's the outgo. она вот как раз противоположная, да, расхода. So let's say we're visiting Novosibirsk. Давайте представим, что мы вместе приехали в Новосибирск. We're at the hotel having breakfast. Мы сидим в гостинице, в ресторане, завтракаем вместе. She's reading the paper, Она читает местную газету, and all of a sudden she starts to shake. и вдруг неожиданно я вижу, что газета начинает трястись. She's vibrating, Она вибрирует. and she's speechless. И я вижу, что ей не хватает воздуха, она просто не может что-то сказать. Что-то хочет, но не может сказать. Now that's a miracle. А это чудо. But she's so excited she can't talk Но она так воодушевлена, что она просто не может говорить. because she read in the paper Потому что в газете она прочитала только что. a big full-page advertisement. Она увидела, напоролась на целую страницу, на которой напечатана реклама. It's from the biggest, most famous department store in Novosibirsk. Одного из самых знаменитых и самых больших магазинов в Новосибирске. And what's your biggest, most famous department? Какой самый большой у вас магазин в Новосибирске? Универмаг, может быть, какой-то есть? Супер. Zoom. Супер. Супермаркет. Yeah. Посмеемся. Zoom. And in the newspaper it says this. И в этой вот газете, в этой рекламе говорится следующее. Zoom is having a 99% off sale. В сумме распродажа. Скидки 99%. For €1, За for €1 за 1 рубль. you can buy something worth 100 Вы rubles. можете купить что-то, что стоит 100. My wife was so excited she's speechless. Моя жена настолько воодушевлена этим фактом, что она просто не может говорить. All she can do is pass through the paper and say, look. Все, что она может сделать, это передать мне газету и сказать, смотри. Now let me ask all the ladies here. Женщина, я хочу вам задать вопрос. Is that an exciting sale? Это вообще хорошая новость, хорошая скидка. It's awesome. Это великолепно. I look at the newspaper. Я смотрю на газету I says, wow, 99% off. и говорю, ого, 99% скидка. That's impressive. Впечатляет. But there's nothing at Zoom that I would ever want. Но что-то в сумме я ничего не видел, что я бы хотел. They don't serve Mexican food. Ну там не подают мексиканскую еду. So I told my wife this. И я говорю своей жене,
Well, I have a couple appointments. Знаешь, today. у меня сегодня несколько встреч будет. I got to do a couple presentations. Мне надо провести пару презентаций. But if one of my presentations Но cancels, если одна из моих презентаций отменится, and the conference call's not too long, и конференц-звонок будет не очень длинным, I'll try to make it to the sale. я попытаюсь сделать так, чтобы мы туда приехали. На распродажу. Am I going to make it? Скажите, я попаду туда? No. Нет. You've heard this before. Вы уже это слышали раньше где-то, да? How many people here have ever had a guest say this? Кто из вас как раз в жизни слышал, как ваш гость говорит: I'll try to come to the meeting. я постараюсь прийти на встречу? What does that mean? Что это значит? So when I say I'm going to try to come to the sale, Поэтому, когда я говорю, что я постараюсь прийти на распродажу, here's what I'm saying. вот что я говорю на самом-то деле. I'll be there only if Я буду там только в том случае, если all the planets align up perfectly. будет парад планет, все планеты будут вот прямо идеально по струнке находиться, All the stoplights are green, и все светофоры будут гореть зелеными огнями, and there's no traffic. и, естественно, не будет пробок. Then I'll make it. Вот тогда я точно приеду. So when I say I will try, Поэтому, когда я говорю фразу, что я постараюсь, you know, sometimes it may happen, бывают такие чудеса, что это происходит. but most times not. Но в большинстве случаев нет. How many people understand try? Кто из вас понимает концепцию постараться или попытаться? Now my wife, Моя жена, is she using the try part of her mind or the do part? как вы думаете, какую область своего разума она в этот момент использует? Попытка или действие? She's in total 100% do mode. На 100% врубила режим действия. She jumps up from the breakfast table. Она вскакивает, залетает над столом, She yells to the front desk, call me a cab. кричит портье, чтобы он вызвал такси. The taxi pulls up. Подъезжает такси. My wife comes in. Моя жена ныряет в такси. The taxi drives just a few meters. Такси отъезжает несколько метров. And the taxi breaks. И ломается двигатель. And my wife says this. Моя жена говорит: Well, I tried my best. ну, я постаралась, попыталась сделать все, что могла. I might as well go back to the hotel. Наверное, придется вернуться в отель. You think that's what she's saying? Как вы думаете, именно это она сказала? No, she's yelling at the cab Не, driver. она уже кричит в этот момент на водителя такси. You idiot! Ты идиот! She's red. Она же красная. Call me another taxi! Вызови мне другое такси. So another taxi comes. Подъезжает еще одно такси. She jumps in the taxi. Она прыгает в это такси. They drive down to Zoom. Они доезжают до ЦУМа. But there's a lot of traffic. It's a big sale. Но перед ЦУМом огромная пробка, потому что идет распродажа. So they're stuck in traffic. Вот они застряли в пробке. She can see the store. И она вылезает из окна и смотрит. Она видит магазин. Вон он, But рядом. it's still pretty far away. Но все равно еще нужно достаточно долго ехать. So will she do this? Что она делает? She'll say to the taxi driver, Она говорит таксисту: well, we tried our best. ну, мы постарались сделать все, что смогли. No, she jumps out of the taxi. Не, она пулей вылетает из такси. She sees a young boy И видит мальчика, riding down the sidewalk with his bicycle. который едет по тротуару на велосипеде. She takes her purse, Она берет сумочку, goes, whoa, разворачивается. knocks him off the bike, Мальчик лежит на тротуаре, jumps on the bike, вскакивает в велосипед, rides down to the store, доезжает до магазина, and when the store opens at 10 o'clock, и в 10 утра, 10:00, когда этот магазин открывается, she's first in line. она уже первая в очереди. Now, did she use try or did she use do? Какой она использовала область разума? Действие или попытка? You see, here's why we don't reach our goals. Вот видите, в чем дело? Вот почему мы не достигаем своих целей. Because we try. Потому что мы пытаемся. We use the try part of our mind almost all the time. Мы используем в нашем разуме вот эту область, которая отвечает за пытаться, постоянно. But we use the do a lot.
Но в то же самое время мы используем постоянно и режим действия. We just don't realize it. Просто мы этого не понимаем. And we don't know where to find the do switch inside of our И brain. мы не знаем, где же находится внутри нашей головы этот переключатель, который переключает нас в режим действия. See, if you can find the do switch, Вот если бы вы смогли найти местоположение этого переключателя, you can turn it on anytime you want. вы бы могли в любой момент переключать. But the problem is you can't find it. Но проблема, мы не можем его обнаружить. Nobody told you where it was. Вам никто еще не рассказал, где он находится. And your brain did not come with an operator's И manual. так уж получилось, что когда раздавали мозги, вам не дали меню, да, как их использовать. Не было операционного руководства. So if I could show you where the do switch is, Если бы я вам мог показать, где находится этот переключатель, then you'd know how to turn it on anytime you want. вы бы знали, как включать его в любой момент, когда вам захочется. Now you all use your do switch all the time. Смотрите, вы этим переключателем на самом деле пользуетесь постоянно. You just didn't realize it. Вы просто не осознаете этого до конца. So I'm going to give you some examples Я вам дам сейчас несколько примеров, of you using the do switch. как вы используете этот режим действия. And if you pay attention, Если вы будете внимательно следить за тем, что я говорю, you'll say, oh yeah, в какой-то момент вы скажете: о, that's where it is inside my brain. ах, вот где он находится. So you ready for some examples? Вы готовы к нескольким примерам? All right, number one. Первое. How many ladies here have ever had a baby? Кто из вас, женщин, рожал хотя бы раз в жизни? So, you're at the hospital. Вот вы находитесь в родильном доме. You're in the maternity ward. Вот. You're waiting to have your baby. Вы уже готовы родить. You're having labor pains. Уже начинаются схватки. You're laying on the delivery table. Вас привозят вот в родильное уже отделение. Все. Let me ask you this. И у меня вопрос. Is that a do or is that a try? Вы в этот момент находитесь в каком режиме? Действия или попытки? You're not going to say, I tried my best. Вы не говорите: ну я же попыталась, я сделала все, что могла. You're in total 100% do mode. 100% в режиме действия. Now the men, they can't relate. Но мужчины этого не поймут. So here's one for the men. Хорошо, предлагаю кое-что для мужчин. Пример. You leave here tonight. Вы сегодня выходите из зала, You go over to a hotel. идете в гостиницу And you decide to meet your one new person. и решаете встретить вашего одного нового человека. Домашнее задание выполнить. So you stop at the bar, Вы подходите к бару, have a big glass of beer, заказываете себе длинный такой большой стакан пива. and then another, Потом еще один стакан пива, and another. потом еще один стакан пива. And soon you drank 10 large beers. И вот выясняется, что вы выпили 10 стаканов пива, больших стаканов пива. And you're thinking, И вы думаете: now's a good time to find the toilet. вот пришло отличное время, чтобы найти туалет. It's getting kind of urgent. Потому что ситуация накаляется. So you walk over to the toilet, Вы бежите к туалету and there's a sign in front of и the видите, toilet. что на дверной ручке висит надпись: It says closed for cleaning. закрыто, чистка, идет уборка. So are you going to say, I tried my best? И вы говорите: я сделал все, что мог. Поменять подгузник у ребенка. Is that a do or is that a try? Это режим действия или попытки? That's a do. Это действие. Unless you're a man, Ну, конечно, если вы не мужчина, and there's a lady nearby, и где-то поблизости находится женщина. you'll always say, oh, I tried. Потому что в этот момент обычно мужчины говорят: ну я сделал все, что мог, и попытался. How many people plan on going home tonight? Кто из вас сегодня планирует пойти домой? Is that a do or is that a try? Режим действия или режим попытки? If the car breaks down, Если машина сломается, if the bus breaks down, или автобус, what are you going to do? что будете делать? You'll say, well, I tried. Я сделал все, что мог, я попытался. No, you'll call a friend or neighbor. Вы позвоните либо соседу, либо другу. You're in 100% do mode. Вы на 100% в режиме действия. See?
to get home tonight. Для того, чтобы оказаться дома сегодня. It's not a try. Это не попытка. It's a do. Это действие. How many people plan on eating sometime next week? Кто из вас планирует покушать хоть раз на следующую неделю? Is that a do? Это действие? You're in 100% do mode. Вы на 100% в режиме действия. You will get it done. Вы это сделаете. When you wake up in the morning, Когда вы проснетесь с утра, putting on clothes before you go outside. одевая одежду перед тем, как выйти на улицу. Is that a do or is that a try? Это действие или это попытка? How many people have walked out of your house naked one morning and said, well, I tried? Кто из вас вышел голым на улицу однажды утром со словами: ну я попытался же. You're in 100% do mode in the morning. По утрам вы на 100% находитесь в режиме действия. How about bringing somebody to the next opportunity meeting? А как насчет того, чтобы привести кого-то на вашу следующую встречу по предоставлению возможности? That's a try, isn't it? Это попытка, да? You know, I talked to some people, they didn't want to come. Поговорил с несколькими, они не захотели прийти. But what if it was a do? А что если бы мы были в режиме действия в этот момент? At 5 in the afternoon, 5 вечера. you don't have a guest yet. И у вас до сих пор нет гостя. If you're in do mode, you would do this. Если вы в режиме действия, вы бы сделали следующее. You call up your mother, Вы звоните маме, say, hey, Mom, говорите: мама, привет. guess where we're going tonight? Угадай, куда мы сегодня направляемся. Because you're in do mode. Потому что вы в режиме действия. You all use the do part of your brain all the time. Вы все используете вот эту часть вашего разума, которая называется действие, постоянно. The problem is you didn't know how to use it consciously. Но проблема заключается в том, что вы не знали до сего момента, как начать ее использовать сознательно. How many people here ever have to pick up your children from school? Кто из вас хотя бы раз в жизни вам приходилось забирать своих детей из школы? Is that a do or is that a try? Это было действие или попытка? A few people have forgotten. Да, ну некоторые люди говорят по-разному. A little embarrassing. Да, иногда кого-то оставили. Очень неудачно. But when you use the do part of your Но mind, когда вы используете режим действия в вашем разуме, it's not guaranteed that it's going to happen, это не гарантия, что это обязательно произойдет. but it probably will get done. Но, скорее всего, это именно так и будет. You know, my wife, Знаете, моя жена, she used the do part of her mind to go to the Zoom store. она использует режим действия, когда идет в ЦУМ на распродажу. But when she got there, Но когда она туда попадает, it might have burned down. очень может быть, что она перегорит. But because she's using the do part of her mind, Но из-за того, что она использует свой режим действия, she'll probably be there spending money on the sale. скорее всего, она будет там и будет тратить деньги на распродажу. How many people now know where the do switch is in your mind? Кто из вас сейчас начинает осознавать, где находится переключатель на действие в вашем разуме? You use it all the time. Вы его используете все время. Your boss knows where it is. Даже ваш босс, ваш начальник знает, где находится этот переключатель. He reaches inside your head, Он протягивает руку внутрь вашей головы, says you got to be at work in the morning at 8 o'clock. каждый раз и говорит, что тебе надо быть на работе в 8 утра каждое утро. That's not a try, that's a do. Это не попытка, это действие. And flicks the switch. И переключает вас. Other people use the do part of your mind. Другие люди тоже переключают ваш переключатель. Of course, if you're blue, that wouldn't work. Ну, конечно, если вы синий, то дела плохи для них. So here's my question. Но вот в чем мой вопрос. How many people here think you can start using the do part of your mind a lot more? Кто из вас сейчас чувствует, что вы в состоянии начать использовать вашу часть действия вашего разума чаще? So we're going to make a little list. Давайте составим небольшой список. I'm going to ask you to quickly write down 5 things that are a do. Я хочу, чтобы вы сейчас очень коротко, очень быстро написали 5 вещей, которые подпадают под категорию действия, And 5 things that are a try. и 5 вещей, которые подпадают под категорию попытка. Let me give you some examples. Давайте я вам дам пример.
For some ladies here, Для некоторых женщин здесь having your nails done every 2 weeks is an absolute do. каждые 2 недели делать себе маникюр — это абсолютное действие. But for me, Для меня же it would only be a try. это будет попытка. For some people, exercising every morning and eating the right food is a total do. Для кого-то из нас заниматься зарядкой или упражнениями каждое утро и есть правильную еду — это 100% действие. But for me, Для меня же it's not even a try. это даже не попытка. So it's going to be different for everybody here. Поэтому вещи будут отличаться для каждого из вас. For some people, graduating from university is a do. Для кого-то получить новую научную степень в университете — это 100% действие. For others, it's only a try. Для кого-то это только попытка. So let's quickly write down 5 examples of Давайте do напишем 5 примеров действия and 5 of try. и 5 примеров попытки. Let's see how fast we can write that. Давайте посмотрим, насколько быстро вы сможете это сделать. Wearing a very thick coat in January. Носить очень теплую шубу в январе. That's a do. Это действие. Visiting your mother-in-law on holiday. По праздникам посещать, гостить тещу. That's a try. Writing down 5 do's and 5 tries. Написать 5 действий и 5 попыток. Well, I'll try to do it, Ну и попробую это сделать. but I can't think of anything. Ну что-то мне ничего в голову не приходит. I don't have a pen. У меня нет ручки. I'm so tired. И вообще я устала. The person next to me is distracting. Этот человек рядом со мной меня постоянно отвлекает. I'll just shut up and do it. Я просто заткнусь и это сделаю. Все. Meeting one new person today. Встретить одного нового человека сегодня. Is that a do or is that a try? Действие или это попытка? Buying new shoes. Купить новую пару обуви. Is that a do or a try? Это действие или это попытка? Dumping your current boyfriend. Is that a do or is that a try? Прервать отношения с парнем. Это попытка или это действие? Следующее. Alright, how many people have 5 of each? Кого из вас написано по 5? I guess that means the rest of the people just try. Думаю, что для остальных это была просто попытка. So here's what I'm going to ask you to do. Вот что я хочу, чтобы вы сделали. Quickly lean over. Подглядите, пожалуйста, что написал ваш сосед. Read your partner's do and tries. Прочитайте, что написал ваш сосед. And try not to laugh. И постарайтесь не смеяться при этом громко. Check out your partners real quick. Очень быстро проверьте, что написал ваш сосед. Some are having a lot more fun than others. Кому-то было намного веселее, чем остальные. Now we're not going to ask what it is. Ладно, не будем еще раз спрашивать, что там было написано. Because it could be really personal. Потому что это будет очень, может быть, это что-то очень личное. But how many people now understand the difference between do and try? Но кто из вас сейчас понял разницу между действием и попыткой? Now here's where it gets fun. Вот здесь сейчас вот наступает веселый момент. You teach this to your distributors. Обучите этому ваших дистрибьюторов. Do your distributors have a do part in their mind? Что сейчас превалирует в разуме ваших дистрибьюторов? Действие? And does it work? И как это работает?
Yeah. And they have a try part of their mind too. У них существует действие, оно работает, у них существует попытка. So after you have explained it to your distributor, После того, как вы объясните эту концепцию вашему дистрибьютору, every time your distributor tells you something, каждый раз, когда вам дистрибьютор будет говорить что-то, you say this. скажите следующее. Is that a do or is that a try? Это действие или попытка? They say they're going to come to the meeting. Они вам говорят, что они придут на встречу. You're going to ask your distributor, is that a do or a А try? вы их спросите, это действие или это попытка? If they're going to bring a guest to the meeting, Если они говорят, что приведут гостя на встречу, is that a do or is that a try? это действие или это попытка? If they're going to attend the training on Saturday, Если они будут посещать тренинги по субботам, is that a do or is that a try? это действие или это попытка? And soon the distributor will learn this. И скоро дистрибьютор начинает понимать следующее. That success is not outside of them. Что успех не находится за пределами их самих. That success is within their control. Успех находится внутри их контроля. So how many people here are going to start using some do and try? Кто из вас начнет использовать действия или попытки? So let me give you an example. Давайте последний пример дам. Tomorrow morning, Завтра утром we're going to start learning some more skills. мы начнем с того, что начнем изучать еще новые навыки. By the way, how many people here enjoyed the skills you learned so far today? Кстати, кому из вас понравились те навыки, которые мы сегодня изучили? I know you just can't wait to go out and meet that new person. Я просто знаю, что вы просто не можете дождаться момента, когда я возвращаюсь и встретиться с вашим новым человеком. But how many people Кто из вас are going to be here tomorrow morning будет здесь завтра утром, on time? вовремя? Is that a do or is that a try? Это действие или попытка? How many people are going to go home tonight? Кто из вас дойдет до дома сегодня? That's a do. Это действие. How many people are going to eat tonight? Кто из вас сегодня будет ужинать? You say you use the do part anytime you Видите, want. мы используем режим действия каждый раз, когда хотим. So would you like to learn a lot more about how to move people? Хотите узнать еще много большего, как двигать людей? We're going to have a fantastic day tomorrow. Завтра у нас будет фантастический день вместе. Learn lots of new skills. Много чего нового узнаем. Because it's skills that make the difference. Потому что именно навыки, они влияют на все. You can set goals. Вы можете ставить цели. You can have a great У attitude. вас может быть великолепное отношение. But it's not going to work Но это не будет работать, unless you have the skills to get the job. пока вы не прибавите к этому навыки. And you know what? И знаете что? Everybody here made it today. Каждый из вас это уже сегодня сделал. That must have been a do, right? Что было в режиме действия, правильно, для вас? So see you all tomorrow morning. Увидимся завтра с утра. And don't forget your homework. И не забудьте про домашнее задание. Thank you very much. Спасибо вам большое. Обучающее видео, аудио, статьи и книги вы можете бесплатно скачать с нашего сайта mlm24.ru.